тренера, представители. Ринг номер 1, двухминутная готовность. Такая первая пара, Здравствуйте, уважаемые телезрители, болельщики и любители спорта, в частности кикбоксинга. Национальная вещательная компания «Сахан» начинает прямую трансляцию третьего соревновательного дня чемпионата и первенства страны по этому виду единоборств. Мы находимся в центре спортивной подготовки «Триумф», где вот с минуты на минуту у нас начнутся, продолжатся соревнования, и мы начнем сегодняшнюю программу с просмотра поединков 1/4 финала среди женщин. Начинаю я пока один, но в скором времени ко мне присоединится эксперт в лице заслуженного тренера России Владимира Иванова. Конечно, тут все люди, которые причастны, как-то связаны с кикбоксингом, они сейчас все очень заняты. Отнесемся к этому с пониманием. Ну а на ваших телеэкранах, дорогие друзья, это Диана Доктугу, мастер спорта международного класса из Республики Тыва. А это ее соперница Люция Корнилова, представительница сборной команды Республики Саха-Якутия. Я думаю, люди, которые следят за единоборствами, прекрасно ее знают. Она выступает практически во всех видах единоборств. В кикбоксинге, в тайском, в общем, известная девушка. И это у нас, кстати, весовая категория до 48 килограмм. Ну что ж, друзья, ровно к началу подоспел ей наш эксперт. Еще раз представлю вам его. Владимир Иванов, заслуженный тренер России. Мы сегодня будем Добрый день. Работать вместе. Ну что ж, у нас программа начинается, как я уже сказал, с 1/4 финала среди женщин. У нас тут 4 весовые категории. Начнем с веса до 48 килограмм, затем перейдем к весу до 52, ну а затем далее у нас категории до 56 и до 60 килограмм. А затем мы перейдем к полуфиналам женских состязаний. Тут у нас будут две весовые категории, но мы до этого еще дойдем. Ну что ж, мы видим, как тренерский штаб сборной команды республики готовит Люцию к этому поединку. Ну, как я понимаю, у нас женщины-то только начали состязаться с четвертьфинала, по всей видимости, в этой весовой категории. Мы ждали прекрасную половину человечества. Вот у нас уже четвертьфинал. Да, потому что мы до этого показывали преимущественно мужчин, центральный ринг. Ну и соперница у Люции, стоит отметить, не из легких. Является она мастером спорта международного класса и представляет Республику Тыва. Эта республика, как мы знаем, традиционно во всех единоборствах в числе лидеров, и всегда представителей этой команды отличает неуступчивость, боевой дух. И мастеровитый, конечно, соперник, мастеровитый оппонент. Ну и мы видим, Люция выходит на ринг. Достаточно решительными шагами вышла против мастера спорта международного класса. Ей, конечно, будет очень сложно. Ну я кстати, не скажу, что много, но пару поединков Люции я смотрел в других дисциплинах. И Люция тоже, кстати, неуступчивая такая девушка, с характером. Я помню, чемпионат республики по современному панкратиону смотрел. И помню, тогда Люцию взяли в болевой захват руки, рычагом. И там изгиб руки просто страшный был, она не сдавалась. И потом судейскому коллективу пришлось вмешаться и остановить досрочный бой, потому что девушка-то не сдается, а рука-то может сломаться. Конечно. Я это к тому, что Люция никогда не сдается и будет идти вперед. Ну, начинается поединок, дорогие друзья, 1/4 финала. На кону выход в полуфинал. Здесь, конечно, одного характера мало будет. Опыт имеет большое значение. Да. Видим, что Доктугу много попадает на старте этого поединка. Она и выше роста. Да. Мидл-кик проходит, и сериями работает Доктугу. Причем вполне успешно. Фронт-кик. Но у нас есть проблема в том, что у Люции недовес. Она весит где-то 46 килограмм. Это здесь ощущается. Даже по телевизионной картинке, на общем плане это заметно действительно. Да. И смотрите, как комбинирует Доктугу, работает сериями.
руки, потом подключает ногу обязательно. И вот видим, как она уверенно, да, работает в защите и сразу выбрасывает серию. Сложный бой для нее. Так, ну, порядка 30 секунд остается, и давайте смотреть. Ну, тут Люция, да, пропускает фронт-кики, правый, левый, серия вот из двушка пролетает. Ну, мне кажется, надо останавливать бой. Ну, рефери виднее. Секунданты тоже там следят за ситуацией. Да, тут, видимо, иногда он будет отчитываться или... Ну, точный удар просто. Так такого нокдауна не было, но был точный удар. Ну, Люция говорит, что все в порядке, Да, может всё. продолжать. Завершается первый раунд, и Дактугу протягивает руку. Но давайте сейчас послушаем, о чем будут говорить тренеры. Yaxshi qilyapman. Ну, в углу Люции, да, вот тренер призывает ее больше двигаться, надо больше двигаться во втором раунде. Ну и Люция так Да, и уходить спросила- от ударов. Да. Она не уклоняется, она... Ну и Люция спросила, да, маневрирует. какие у меня ошибки. Потому что со стороны-то виднее, на то и, собственно, секунданты и тренеры, да, Люция спросила, какие у меня ошибки. Мы тут сразу отметили то, что Да, надо слишком держать, открытая. держать повыше руки, защищаться, уклоняться. Да? Ну вот, двойка проходит. Как-то очень больно отчаянно, да, идет вперед Люция. И видим, натыкается она на такие серии в исполнении Дактугу. И видим, ноги подключает часто. Чего не скажешь о нашей спортсменке. Да, она тувинская спортсменка хорошо использует рост, держит дистанцию. Ну да, надо останавливать бой. Отчитывается нокдаун. Люция кивает головой, она готова идти. Да. Но, по всей видимости, там на полотенце выброшено Да. не было, но ввиду явного преимущества завершается поединок. И, ну тут, да, конечно, стоит признать Диана Дактугу. Все же мастер спорта международного Да. класса, очень титулованная спортсменка. Думаю, разница в классе была заметна, да? Сколько она вот Да, перебивала нашу да, спортсменку. да, и по весу, и по росту, и по мастерству. Я говорил, что Внимание, России ринг еще не номер хватает один. 3 В данном бою килограмма, да, победу 40, ввиду 45 отказа килограмм, секунданта 45 синего килограмм, угла 200. одержал спортсменка из Недовольна, красного конечно, угла. Люция. Дактугу Ну и Диана, Республика победительницей Тыва. становится у нас Диана Дактугу, и она Дактугу выходит в приглашается полуфинал вторая пара. состязаний весовой Анферова категории до Изабелла, 48 килограмм Красноярский среди край. женщин, благодаря друг друга. Дмитриева Анна, Московская спортсменки. область. Судейская бригада Ну и, в том конечно, составе. вот Диана Дактугу, да, как и полагается, с уважением относится к сопернице, к представителям ее тренерского штаба, пожала руки. Ну а Люция, в свою очередь, тоже вот сделала серию поклонов, да, поблагодарила судей, также и тренеров. Вот Александр Николаевич Березкин, вице-президент Федерации кикбоксинга России, подошел поздравить тувинскую спортсменку Диану Дактугу. Жаль, что Победой. не было возможности, да, вот послушать. Интересно, вот о чем он. Да, вот о чем они разговаривали. Ну, конечно, Александр Николаевич поздравил с победой, с выходом в полуфинал. Итак, друзья, мы идем далее. Та же весовая категория. Также четвертьфинал. Это у нас на ваших телеэкранах Изабелла Анферова, мастер спорта из Красноярского края. Что касается ее соперницы, Анна Дмитриева. Она также мастер спорта, представляет команду Московской области.
У нас в этом весе, да, будет еще один поединок. И потом мы уже перейдем к весу выше. Если говорить о представительницах, да, сборной республики в женских состязаниях, то это у нас, например, вторая пара выходит. В четвертой паре у нас выйдет Виктория Петрова. Затем в шестой паре будет представлена у нас еще одна якутянка Юлия Петрова. Анонсирую я вот ближайшие поединки представительниц сборной команды республики. И по мере вот приближения также будем всегда озвучивать информацию. Ну что ж, а у нас соперницы уже стоят лицом к лицу. Ну, какая татуировка у Анны Дмитриевой. Да, и обратили, наверное, внимание, да, я думаю, как она смотрела в глаза соперницы, заряженная, да, ну, судя по взгляду. Итак, Изабелла Анферова, Анна Дмитриева. Смотрим. У Изабеллы преимущество в росте. Ну и, наверное, мы будем думать, что предполагать, да, что она будет работать на дистанции. Работа коленями. Два мастера спорта встретились, тоже будет сильнее. Это заметно, да, что темп уже такой более высокий. Бэкфист настолько амплитудный получился, что не попав Анферова, Да, улетела, потеряла да? равновесие. Хороший обмен устроили. В этом эпизоде правый боковой еще раз. Да, плотный бой с первого раунда. Девушки задали. Да, без особой разведки сразу начинаем Ну, это по-настоящему биться, да? Да, это выход в полуфинал, поэтому девушки показывают истинный характер и мастерство свое по максимуму. На кону уже медаль чемпионата. Шаг назад, один удар. Шаг назад. Перемещает рефери спортсменок ближе к центру ринга и возобновляется поединок. Вот видим, работа ногами, да, активной у Анферовой. И с боксом в порядке у обеих спортсменок. Работает сериями. Ну и обоюдно, да, вот попадают. Дважды попыталась пробить хай-кик Анферова. Ну и добавила лоу. Да, Изабелла держит дистанцию хорошо. Старается использовать свой рост. Ну, задача, конечно, работать поплотнее, поближе. Закончится раунд. Ну и послушаем тренеров. Правая и сразу левый лоб отбираем. Правая сбоку, левый лоб. Правая сбоку, левый тычем, правый лоб. Все, вот это все работает, хорошо идет. Ну, в углу Анны Дмитриевой, да, вот, тренер очень тихо говорит, будто бы наш сигнал идет, да, в противоположный угол, звуковой сигнал. Ну, услышал я то, что дистанция. Ну, не думаю, что он призывает держать, работать за дистанцию, потому что у соперницы-то рост выше. Но в углу Изабеллы Анферовой тренер говорил о том, что правой рукой пробиваем и левый лоу. Правой рукой левый лоу. Посмотрим, как спортсменки будут выполнять наставления своих тренеров во втором раунде. Но они плотно начали в первом раунде сразу, да? Второй раунд, наверное, будет еще активнее. Да, будут наращивать, конечно. И лоу, и хай, то есть. Правда, по защите. Ну, видим, да, как яростно у нас обмен устраивает соперницы. Лоу-кик заряжает Дмитриева. Так, опять равновесие потеряла. Ну, так не бывает. Правый боковой доходит до цели.
Ну, у нас до этого мы смотрели поединки мужчин, да, в предыдущие соревновательные дни. Сегодня программа у нас открывает женщины. У нас также параллельно состязания идут у юниоров и юниорок. Все-таки это у нас Да, чемпионаты одновременно. первенства России. На 3 рингах девушки. Такого еще не было у нас на чемпионате. Меньше 30 секунд остается боксировать в этом раунде. Звучит команда брейк. Ну и надо поправить экипировку Анферовой. Видимо, фут слетел. Да, так и есть. Славно. Спортсменка готова к поединку. Возобновляется встреча и сразу как друг друга встретили лоу-киком. На отходе пытается работать Дмитриева. Ну и последние секунды этого раунда. Хороший обмен устроили. Ну, действительно, плотный раунд тоже получился, как и первый. Да, жесткий вид для девушек, конечно. Удары с коленями, фулл контакт. Их не дорабатывают. Руками связки более конструктивно. Где конкретно? Где переход идет? Что ты отлетаешь от него? Куда ты отлетаешь? Расслабь, потяни. Потяни теперь. Смотри, Легче, легче. Вот так. все. Сейчас третий раунд. Прям очень отпускаю. Пересталкиваю. Ну, Анне Дмитриевой тренер тогда замечание дал, то что что-то от нее отлетаешь, да, работая сериями, руками конструктивнее. Что касается Изабеллы Анферовой, ну тут как бы предельно Да, простая наставка. Вот третий раунд надо работать, вообще не отпускать ее, да? конечно, работать на дистанции, серийней. И заключительный раунд, дорогие друзья. Ну тут, да, мы забыли отметить, что женщины также у нас бьются 2 минуты, как и мужчины. Хорошо лоу-кик. Хорошо двойка тут встречала Дмитриева. Напомню, что обе спортсменки являются мастерами спорта. Но плотный, да, поединок нам предлагают. Хотелось бы спросить Владимира, да, вот мы говорим по отношению к мужчинам файтеры, а по отношению к женщинам тоже файтеры, файтерши, может быть. Ну, файтеры, да? Ну да, ведущие же. Мастера вот встретились, и сейчас одна из них выйдет в полуфинал. Показывает свой характер. Шаг назад. Работаем. Ну, отрада, что вот обе спортсменки, да, вот так заряжены на этот поединок. Всегда на подобное противостояние смотреть очень интересно. Вот видим, какой обмен, да, все это. Весь этот настрой, вся эта заряженность, вот спортивная агрессия вливается вот именно в такие яркие поединки, где много обмена, где мы видим, что даже если спортсменки устают, то идут уже на волевых до конца. Вот сейчас как раз вот последние 30 секунд, да, кому-то из них будет тяжелее, у кого функционалка слабее. Ну, Изабелла точнее. Головой опасно. Красное. Последнее замечание. Анна чуть в темпе сдала. Прошлый год был очень сложный с пандемией. Многие спортсменки приходят только в форму чемпионата. Да, конечно, все вот соревнования, да, масштабные, они будут отличаться от прежних в этом году, потому что действительно после пандемии это совсем другая история. Но все равно все в равных условиях. Да, кто-то все же в домашних условиях тренера индивидуально работали. Особо с такими вот мастерами, конечно. Необходимо поддерживать форму.
Итак, спортсменки приглашаются к центру ринга, и сейчас мы узнаем решение судейской коллегии. Кто же выйдет в полуфинал Внимание, ринг номер весовой 1. категории до В данном 48 бою килограмм? Да. И победу достойно. одержала спортсменка из красного угла Анферова Изабелла. Изабелла Анферова Красноярский край. является победительницей, и мы уже можем говорить, что медаль в кармане, да, как Да. минимум бронза. Поздравляем мы Изабеллу и тренерский штаб ее команды. Красноярский край, молодцы. Изабелла Честь, благодарит да? и тренеров, и рефери. Ну и радостно, так Да, радостно, она с характером. летящей походкой, да, отправляется восстанавливать силы и готовится к полуфиналу. Тоже разбор полетов, да. Смена судейской Николаевич бригады. Рефери понимает, Ринги что Лилия девушка Воробушина. сборной уже. Судья международной категории Барнаул. И, конечно, Боковые судьи. свои наставления. Евгений Воронец, Попов Замечательно. Петр. Очень Паник интересно, да, Денис. вот именно вот к женским состязаниям интерес, да, вот проявляет руководитель. Он под личный контроль взял, да, вот подготовку женской команды, и вот лично сам встречает победительниц и сразу какие-то свои замечания. Ну, просто наблюдение. давно знаете их, они в составе сборной. Девушек-то и так мало. Ну что ж, идем далее. На ваших телеэкранах Татьяна Алексеева, обладательница первого разряда из города Москва. Это у нас последний поединок этой весовой категории. Это ее соперница Дарья Кутырова из Санкт-Петербурга. Вот, она является кандидатом в мастера спорта. Ну и напомню нашим телезрителям то, что уже в следующем поединке, в четвертой паре, у нас на ринг выйдет еще одна представительница сборной команды Республики Саха-Якутия Виктория Петрова. Встретится с Алиной Гиясовой из Тульской области сразу после этого поединка. Итак, все готово для начала. Отдается гонг. Ну, давайте смотреть. Татьяна Алексеева, перворазрядница из Москвы, и Дарья Кутырова, Санкт-Петербург, кандидат в мастера спорта. Две столицы нашей страны, Москва и Санкт-Петербург, выясняем отношения. Прекрасная половина человечества. Кстати, да. Москва, Санкт-Петербург. Ну, если говорить о географии, да, на участников этих соревнований, то всего на чемпионате и первенстве у нас представлено порядка 40 регионов страны. Это около 380 спортсменов. Цифры очень-очень... Цифры впечатляют. Ну и мы приглашаем всех любителей спорта в Центр спортивной подготовки «Триумф». У нас трибуны открыты. Также призываем смотреть нашу трансляцию. Мы начали в 11. Ну и думаю, как и вчера, до 6, наверное, соревновательный день продолжится. Если посчитать все пары, да, у нас сегодня ожидается, да, 38 пар сегодня выйдут на этот ринг. Начинаем мы с просмотра поединков женщин, да, вот 1/4, потом к полуфиналам перейдем, и потом вернемся к мужчинам. В четвертьфинала у нас начнут представители весовой категории до 51 килограмма. И сразу первой же паре у нас выйдет якутянин Петр Васильев. Он встретится с Амиром Кубовым из Краснодарского края. Но по всем по порядку. Завершается первый раунд. Мы тоже видим плотный такой поединок у нас проходит. Хорошая динамика. Видим мы обмены. Завершается первый отрезок. И давайте послушаем. Дальше не надо, заходишь вниз, две колена, пусть она ударит, выйди, лоу давишь. Не надо вообще бить коленями. Ты сама начинаешь работать и лоу бьешь, ты выигрываешь. Когда ты даешь ей работать, ты начинаешь проигрывать. Это Дмитриева выигрывал ее. Ты вот ручкой дерни, ручки раз-два и лоу бьет. Ручки раз-два лоу больше считай. На выходе она бьет лоу. Иногда там она бьет, щит лоу отвечает. Ты выиграл 2-1. 2-1 выиграл, да, все нормально. Татьяне Алексеевой
тренер говорит о том, что надо раздергивать, работать ручками, и все это добавлять лоу-киком. Это у нас третий поединок весовой категории до 48 килограмм, и по воле вот получается жребия, да, вот 6 представительниц начали вот с четвертьфинала. Кому-то повезло больше. Да, жеребьевка важное значение имеет. Останавливает рефери поединок. Тут, видимо... косичку надо спрятать под шлем. Ну все. Татьяна теперь готова продолжить поединок. Ох, хорошая серия. И правый боковой хорошо долетает. Вот говорили, да, мы о том, что символично, что эти соревнования, чемпионаты первенства вот, проводятся именно в 2021 году, потому что в 91-м, ровно 30 лет назад, Александр Иванов, якутянин, стал первым чемпионом мира из Советского Союза. Историческое событие, победа, которая стала вот катализатором, да, вот, развития вообще кикбоксинга в республике и в целом в России. Мы говорили о том, что у нас есть помимо Александра Иванова еще 7 чемпионов мира. И, конечно, вот среди якутян, которые взошли на высшую ступень пьедестала чемпионата мира, есть и девушки, женщины. Это Лидия Андреева, Оксана Васильева и Мария Кривошапкина. Вот, и если на всех троих посчитать, да, сколько там трофеев, ну тут не знаю, тут да, сколько... можно книгу написать. Можно книгу написать. На протяжении практически целого поединка мы, наверное, будем перечислять, да, вот. Одна Лидия Андреева, вот сколько выиграла чемпионатов мира. Да, она Лидия Андреева 4-кратная чемпионка мира, 2 раза выиграла первенство мира. Оксана Васильева-Гурзя также 4-кратная чемпионка мира, 2 раза также выиграла первенство мира. Ну и Лидия Андреева с таким же результатом, 4-кратная чемпионка мира. И это мы говорим только о чемпионате мира, ведь потом, помимо этого у нас чемпионаты, и континентальные чемпионаты, чемпионаты Азии, различные международные турниры. Ну а сейчас давайте послушаем тренеров. Голова открыта, с рук начинает, четче, не надо размахиваться, короткий, да. Все нормально, она сейчас на тебя попрет, поэтому встречай руками жестче. Если она ударила лоу-кик, возвращайся, пропустила. Если щит успел, щит это. Все хорошо. Татьяне Алексеевой, да, говорят о том, что сейчас вот соперница, ну, цитирую, да, попрет на нее в 3-м раунде. И надо встречать. И работать четче надо, говорит тренер. Ну, тренер знает хорошо свою подопечную и, соответственно, дает установки. Ну, значит, в углу Татьяны Алексеевой уверены, что они ведут в этом поединке и ожидают, что сейчас вот Дарья Кутырова, да, вот пойдет вперед. Ну, давайте смотреть. Вот, кстати, вот мы перечисляли, да, наших девушек, вот Андреева, Васильева, Кривошапкина, вот у них успехи ведь не только в кикбоксинге, но и, да, и в боксе, да, тоже там впечатляющий послужной список. Девушки техничные, хорошо выставили руки. В Москве тренировались у Марка Ивановича Мельцера, лучшего тренера России в спортивном клубе «Хитек». Они как школу закончили и сразу втроем поехали из Глубинки, из Сунтар, прямо в Москву. Переехали в Москву, да. И там, занимаясь в стенах Хитека, добились побед на всероссийской и международной арене. Кстати, вот господин Мельцер в числе почетных гостей
Да, он благодарил Наши соревнования. руководство республики и в целом федерацию за должное внимание к развитию кикбоксинга в республике. И то, что вот так они в свое время направили 3 девушек в Москву, что те тренировались 3 раза в день, каждый день, почти 10 лет, и показали такие ошеломляющие успехи. Но тем временем у нас завершается этот поединок. Порядка 20 секунд остается. И смотрим. Работа в клинче. Отходит Алексеева и фронт-киком встречает Кутырову. Кутырова через бэкфист сокращает дистанцию. Так, работа коленами. Устала. Ну тут да, уже видим, что удары уже такие размазанные. И давайте дождемся оглашения решения судей. Хороший поединок. Спортсменки приглашаются к центру ринга. Ну, перворазрядница Татьяна Алексеева была лучше, по моему мнению. Но не будем опережать. Сейчас судьи определяют победителя. Да, напомним, что Татьяна Алексеева у нас перворазрядница, Дарья Кутырова, кандидат в Внимание, мастера ринг номер спорта. 1. В данном бою Решение. единогласным решением одержала спортсменка из красного угла Татьяна Побеждает Алексеева, Татьяна Москва. Алексеева, с чем мы ее Частичная поздравляем. смена судейской бригады. Получается, Боковые на перворазрядница Дмитрий перебила кандидата в мастера Воронец спорта. Евгений, второй Да, стол, видимо, слушай, Самбиев Умар. Демис свою роль сыграл. Но тут, да, это на самом деле тут еще не такая разница, да, вот большая. Вот мы видели среди мужчин, как кандидат в мастера спорта побеждает заслуженного мастера спорта России. Вот там, да, конечно, вот это действительно можно назвать настоящей сенсацией, сюрпризом, да. Но тут, конечно, не такая разница, и мы видели, что действительно Татьяна Алексеева очень здорово отработала в этом поединке. Самбиев Умар, третий стол. Кик. Точно в голову, и вот эти вот. Бекфист прошел, хорошо. Самбиев Умар. Тоже работал. Саха-Якутия — это Виктория Петрова, перворазрядницей. И ее соперница Алина Гиясова, кандидат в мастера спорта, представляющая Тульскую область. Вторую якутянку сейчас мы увидим в деле, на ринге. Ну и четвертая по счету пара. И тут хотим отметить, да, то, что это уже другая весовая категория. Это вес до 52 килограмм. Открывается программа соревнований в этой категории вот этой встречи. Виктория Петрова, Якутия, и Алина Гиясова, Тульская область. Давайте смотреть, вот Гиясова имеет преимущество такое существенное в росте, да. Идет вперед Петрова. Петрова сразу задает темп. У нас классический сценарий, да, будет, по всей видимости. Петрова, выступая в росте, будет пытаться, конечно же, да, работать в ближней дистанции, постоянно идти вперед, прессинговать свою соперницу. Ну, а Гиясова, конечно же, будет стараться держать якутянку на удобной для нее дистанции, на расстоянии вытянутой руки ноги, так сказать, да? Ну, за счет длины рук, но это важное значение имеет именно в кикбоксинге, в боксе в том числе. Хороший фронт-кик. Проходит в исполнении Гиясовой. Но вообще сразу в дебюте поединка, да, можно вот заметить, то, что хорошо Гиясова работает ногами. Вот она лоу-кик зарядила, и вот, например, сколько мы до этого 3 поединка посмотрели женщин, да? Вот самый такой акцентированный лоу-кик пока что был. Мощный такой. Вот до головы тоже доводит удар ногой Гиясова. Можем заметить, что соперница далеко не простая, да, не из числа простых. Да, Алина ждет, ожидает. И в ближнем бою сразу начинает колено. Меньше 30 секунд остается в этой двухминутке.
Виктория Петрова уже не идет, да, вот вперед. Выжидает. Да, подустала. Через бэкфист сокращает дистанцию. Но видим, то, что Гиясова встречает, да, вот тоже серию ударов. Да, Алина хорошо использует в ближнем бою колени. И в итоге Виктория наша чуть-чуть стала это. Не суетись под нее, не суетись. Спокойно. Руки высоко. Руки все. Ligu berangkat na, ligu berangkat ni. Ligu tak ada, ligu tu tak ada. Tengok macam mana hafta. Tengok macam lah, ini hasil berarti cuy bopir itu orang. Лен, курьмел. Ну, в углу Виктории Петровой тренер, в принципе, доволен, да, вот вторым раундом, как он сам отметил. Но просит не опускать руки, постоянно держать блок и померить. Ну, а тренер Гиясовой просит свою подопечную работать спокойнее, без суеты. Они поняли, что преимущество есть, да? Ну, на самом деле, вот, я не знаю, как в первом раунде тоже вот стоит, работает, ждет, пока Виктория, да, вот, будет заходить. И вот сама тоже может идти вперед, как мы видим. Фронт-кики, тоже серия таких неплохих ударов. Вот тренер, кстати, Виктории просил еще голову не опускать. Держать голову выше. Да, потому что Алина сразу в ход пускает колени в ближнем бою. И это может быть чревато, да? Чревато. Тут да, надо Виктории что-нибудь придумать, да? Но задача предельно проста. Надо сократить дистанцию, работать вот вблизи, да, но другой вопрос, как это сделать, когда вот Гиясова так встречает и... Вот... Ну, здесь видно, что Алина гораздо опытнее. Да, и вот Гиясова, например, еще не дождавшись, да, Виктория сама тоже идет вперед периодически. Да, потому что Виктория наша ждет, и Алина перехватывает инициативу на себя временами. Да, и вот с фронт-кика она прям заходит-то. Выжидает, проваливает. Завершается второй раунд. Я думаю, тут уже активизируется, да? Давайте послушаем. Да, Вот в спортивной форме, Оны икки болды сразу. Правой гынан или левой гынан. Чуй. Ну, подбадривают Викторию лоу-киками работать, то есть не одной ногой. То есть правый лоу-кик, левый лоу-кик. Но соперница, конечно, да, Алина Гиясова. Вот видите, как она работает. Вот сейчас уже Гиясова как-то... Почувствовать ринг в целом, этот боль. Для нее это будет опыт, конечно. И если ей куда стремиться, труп опускает Виктория, что ни в коем случае нельзя сейчас сделать, устала. Ну туда и Гиясова... Ну, она уже разнообразнее действует, да, она может и хайкик. Да, чувствует, что она побеждает, и в целом решила. Ну и спокойно, да, вот Спокойно, довела до довести конца этот поединок. На обострение решила не идти, так, с дистанции. Проработал грамотно.
сказать, сохранила силы для следующих поединков. Академично провела поединок, действительно. Внимание, ринг номер 1. Ну и В данном бою решение победу судей. единогласным решением судьи одержала спортсменка синего угла. входит в полуфинал Рефери в ринге. состязаний Олег среди женщин Будаев, весовой всегда категории до международной категории 52 БКВ. килограммов. Нуруддинов, Бабин, Самбиев. Ну тут да, конечно, трудно было, да, что-либо противопоставить Виктории Петровой, своей сопернице. Ну и сейчас вот наша землячка Влада Соловьева, вторая разрядница, выходит против Олеси Булдаковой. Да. Первый разряд. Ну тут да, вот то, о чем вот говорили тренеры, да, Виктория, надо ручки держать выше. Голова постоянно открытая, вот видим на повторах, чем, собственно, вот пользовалась, да, Алина Гиясова. Ну, видит открытую голову. Что тут делать, да? Управлять серию, вот хайкиком тоже дотягивается. Ну, заслуженная победа Алины Гиясовой. Ну и сейчас мы видим еще одну представительницу сборной команды Якутии. Это ее соперница, вот, Олеся Булдакова, перворазрядница из Приморского края. И вот, собственно, представительница нашей команды Влада Соловьева. У нее второй разряд. Готовится она начать этот поединок, ждет свою соперницу. В следующем поединке, кстати, тоже выйдет представительница сборной команды республики Юлия Петрова. Сойдется в поединке с Мариной Беспаловой из Санкт-Петербурга. Это у нас также весовая категория до 52 килограмм. И это второй и последний поединок в этом весе. Потом мы перейдем к весу до 56. Давайте смотреть этот поединок. Так, девушки сразу темп задали приличный. Олеся Булдакова понимает, что Влада Соловьева является хозяйкой этого чемпионата. Соответственно, настроена на серьезный бой. И темп. Мы видим то, что действительно без большой какой-либо разведки, да, у нас вот начинается такой активный поединок. Булдакова, вот видим, постоянно идет вперед, и поднимает же руку Соловьева. Не заметила, да, Булдакова то, что сигнализировала якутянка, что у него возникли проблемы с экипировкой. Ну, в пылу сражения, в пылу поединка такое может быть. Мы видим, как обмен, и Булдакова вот прям идет вперед, вообще не останавливается, да? В каком темпе работает? Да, создается такое впечатление, что стоит такая задача, да? Не дает выдохнуть, он постоянно наступает и попадает хорошо. Попадает. Плотно работает. Вот, град ударов сыпется на якутянку. Тут шлем тоже, кажется, мне слетает, да? Туда рефери это заметил, поправляет шлем, и сразу дается команда файт. И с командой у нас Булдакова прям опять идет вперед. Все, завершается первый раунд. Да, сложный бой. Влада Соловьева. Ну, поддержим ее, Сержан Малышна. Давайте послушаем. По печени, левая нога по печени. Чего не бьешь? По этажам работай. Ну, Владе вот говорят, да, то, что соперница постоянно вот, идет вперед, надо ее раскручивать. Да, проваливать, уходить в сторону, таким образом сорвать ее атаку.
Ну и тренер еще предлагает попробовать бэкфистом, да, вот, пробить. Ну, посмотрим. Ну а в свою очередь вот Олесе Булдаковой тренер говорит, что у нас нога в печень-то не летит, почему забыла, включай удары по печени и работай по всем этажам. Ну, видимо, у нас вот, сценарий не меняется, да, Булдакова также идет вперед. Олеся намного опытнее. Вот такая агрессивная манера, да, ведения поединка. Нокдаун тем временем отсчитывает Соловьевой. Ну, Соловьева все в порядке. Тут, да, конечно, вот у каждого спортсмена есть, конечно, определенный геймплан, да, и когда тебя настолько сильно прессингуют, то, конечно, мысли могут сбиться. Ну, завершается поединок ввиду явного преимущества. Я думаю, телезрители, вы сами все прекрасно видели. Олеся Булдакова, ну, задача, план сработал, да? Да, у нас более опытный. Внимание, ринг номер 1. Ну, Олеся Булдакова действительно ввиду явного преимущества одержала спортсменка яростно шла вперед на протяжении всего поединка. Каждую секунду она работала. И, видимо, вот, план именно был такой, да, довести дело до явного преимущества. Собственно, этот план сработал. Беспалова Марина, Санкт-Петербург. Поблагодарили спортсменки и судьи, и рефери, и Олеся Булдакова. Отправляется готовиться к следующему поединку. Она, получается, вышла в полуфинал состязаний среди женщин до 52 килограмм. Мы смотрим повтор минувшего раунда. Видим, как активно работает Олеся. Действительно атаковала на протяжении всего поединка. Не давала просто выдохнуть, да, Владе Соловьевой. Тут, конечно, очень трудно было ей. Идем далее, дорогие друзья. Это Юлия Петрова. Она выходит на ринг. Представительница сборной команды Республики Саха-Якутия. Является она обладательницей первого разряда. Ну, а ее соперница в синем углу ринга — это Марина Беспалова. У нее также первый разряд. Представляет она город Санкт-Петербург. Итак, начинается поединок. Ну что ж, смотрим этот поединок, и у нас проходит тем временем замена. Замена на комментаторской позиции. Благодарим Владимира Иванова, что выступил сокомментатором. Ну а сейчас вместе с нами работает Егор Винокуров, судья всероссийской категории. Ну что ж, Егор, приветствуем вас. И вот мы продолжаем смотреть. Добрый день. Поединки среди женщин сегодня открывают, да, программу соревновательного дня женщины. И хорошее зрелище нам предлагают девушки, стоит отметить, да, вот. И мы сейчас, конечно, будем переживать за Юлию Петрову. Да, она у нас одна из лидеров женской сборной. Юлия Петрова. Но тут, что касается вот званий, да, тут у обеих спортсменок первый разряд. Ну и видим то, что по росту примерно небольшое, да, вот преимущество у Беспаловой. И тоже такой плотненький поединок нам предлагают спортсменки. Так, и тут падение Петровой. Не будет отсчета нокдауна, но смотрим. Динамичный поединок. Да, первый раунд. Ух, тут пропускает и колено еще под Петрова. Хорошо работает рукам. Да.
Да. Тоже непростой такой соперник, да, попался Юлии. И сейчас у нас будет возможность послушать тренеров. Вяжет свою соперницу Петрова. Ну, здесь видно сразу, что боец синего угла. Ну и Беспалова вот тоже идет вперед. Хотя выше она ростом, вот, видим, активно работает. Выбрасывает вот раз за разом такие двойки. И ноги тоже у нее работает, комбинирует Беспалова. Ну, стоит признать, Беспалова Сейчас работает хороший точнее. бэкфаст. Развела Беспалова. Прозвучал гонг, и второй раунд у нас, в принципе, идет по такому же сценарию. Марина Беспалова пока смотрится предпочтительнее. Давайте послушаем тренеров. Немножко голову бьешь по ней, но когда очки дают. Рука, нога, все, на крестах, все. Правую рука, правую руку, все. Сегодня мы же лекция сейчас. И дыши, только смотри, дыши. Сейчас правильно заряжай. Ну, послушали мы тренеров, и в углу Марины Беспаловой говорят о том, что надо через руку заходить на лоу-кик. Но что касается Юлии, вот секунданты Юлии уверены, то, что преимущество у Марины-то небольшое, и нужно сейчас в третьем раунде работать активнее, иначе об этом будем потом жалеть. Фронт-кик сбивает с ног Беспалова Петрову. Но тут еще вопрос, у кого больше сил осталось. Очень стойко переносит удары Юля. Да, стоит отметить. И коленом заряжает и Беспалова. Но очень тяжело тут. Сейчас Юле. тут, скорее всего, будет уже засчитываться счет, открываться. Ну, тут, да, тут еще дело не столько только в усталости, да, но вы попробуйте собрать столько ударов. И бэкфистом хотела тут пробить Беспалова. Здесь рефери должен был обращать внимание на бэкфаст, потому что здесь Локтем, кажется, да? Да, на атаке может применять локоть. Это запрещено. Он уже ей устное замечание сделал. Прямыми ударами она достает. Оба устали. Ну и меньше 30 секунд остается. Ну и Беспалова спокойно вот проводит концовку поединка. Не идет вперед, сломя голову. Пару лоу-киков и вот такая двойка, и завершается поединок. Конечно, тяжелый бой прошел для Юлии. Да, соперницами, конечно, якутянкам несколько не повезло. Внимание, ринг номер Очень 1. сильные оппонентки. В данном бою Решение победу судей. единогласным решением судей одержала спортсменка синего угла Беспалова Мария. Тут, да, без сюрпризов. Марина Беспалова Смена действительно судейских провела этот бригад. поединок лучше. Уверенно. Рефери третий Евгений Воронец, сюда Бой. международной категории. Боковые Попов, Паник,
Константинов. Ну и таким образом Марина Беспалова выходит в полуфинал состязаний среди женщин в весовой категории до 56 килограмм. И Марина отправляется восстанавливать силы и морально и физически готовится к полуфинальному поединку. Видим, в хорошем настроении представительница Санкт-Петербурга. Ну, конечно. В соревнованиях, да, конечно, всегда очень важно хорошо провести именно первый поединок, как говорится, вкатиться. Ну и вдвойне приятно, если вот вкатываешься, да, вот в соревнования и побеждаешь в первом стартовом поединке еще и представительницу хозяев соревнований. Ну и стоит отдать должное Юлии Петровой, действительно очень стойкая девушка. Очень много ударов она пропустила, но билась до конца. Итак, седьмая по счету пара, дорогие друзья, на ваших телеэкранах Марина Мерчук. Это кандидат в мастера спорта из Москвы. Что касается ее соперницы, это у нас Элеонора Николаева, перворазрядница из Санкт-Петербурга. Еще одно противостояние Москвы и Санкт-Петербурга в рамках состязаний среди женщин. И это у нас последний поединок вот, среди женщин, да, в этой весовой категории в рамках сегодняшнего соревновательного дня, в рамках 1/4 финала. Это у нас седьмая по счету пара. Я проанонсирую, когда же мы увидим еще других, да, представительниц сборной республики. Это у нас седьмая пара. И ближайшая спортсменка из Якутии выступит в рамках поединка 12-й пары. Христина Васильева сойдется с Дарьей Максимовой из Свердловской области. Ну, вот так, по мере возможности мы будем анонсировать выступление якутянок. Ну, а сейчас, конечно, все внимание мы фокусируем на этот поединок. Марина Мерчук в красной форме, кандидат в мастера спорта. Элеонора Николаева, обладательница первого разряда. Ну, давайте смотреть. С разворота по корпусу пробивает Мерчук. Ну, видим, как резко, да, может взорваться Мерчук. Она уверена в стойке, не торопится. Первый раунд, обычно это классический бой начинается. Нет такого сумбура, как могли видеть в некоторых предыдущих поединках. Тут спокойнее все проходит. Мерчук выжидает и вот периодически выбрасывает такие вот серии. Хорошо двигается, спокойно. Вновь с разворота пробивает, но по защите. Она так может и досрочно закончить. Очень хорошо двигается, уверенно. Что в атаке, что на дистанции. Не спешит. Ну, даже по работе ног, да, можно судить серьезной такой подготовки. Да. Мерчук. Стоп, Марина Мерчук, кандидат в мастера спорта из столицы страны. Завершается первый раунд.
вышли назад, мы в эту позицию, установка на их видит, и когда ручку начинаешь раздергивать, ты можешь чуть ближе к ней подойти. И очень далеко начинаешь, чуть ближе. Сантиметров 10 сократи, и оттуда руки, нога, и подвигайся спокойно. Будет бросаться, встречать. Скорее всего будет, потому что ей надо попасть. Ну, Марине тренер говорит быть готовой к тому, что сейчас, в следующем раунде, Элеонора будет бросаться на нее. Нужно быть готовой к тому, чтобы встречать ее. И просит Мерчук работать чуть-чуть ближе. Сначала точная цифра, вот буквально на 10 сантиметров смотреть. Все, вот здесь уже Мерчук темп подняла. Во втором попытается ее, потому что она первый раунд очень уверенно взяла, и сейчас вот нотации секунданта, то есть своего тренера, получила, теперь будет уже догонять Дирсенал, и во втором раунде действительно вот ее преимущество становится. Ну что ж, спортсменки получили наставление перед стартом следующего раунда. И продолжает в этом поединке Марина Мерчук наращивать преимущество, да? В первом раунде она вот как бы обозначила, а во втором уже наращивала очень уверенно это преимущество. Во втором раунде она вообще продемонстрировала богатый арсенал. Показала не то, что вот может так, да, что-то сделать, но она это умеет. Сейчас здесь ее задача поднять темп, ну и, конечно, достать до цели, в чем сейчас она и проявляет. Вот очень хороший удар с разворота был в корпус. Тут еще также до этого она провела такой прием рубящий, как еще у нас называют, топором. Объясняет каждый тренер всегда. Ручки и заканчиваем ногами. Ну и все. Завершается поединок, и я думаю, тут вопросов возникнуть не может, да? 10. Ну, вот в этом весе, да, получается серьезный такой. В данном бою Серьезная вот заявка. Марина Мерчук действительно продемонстрировала очень высокий уровень. Мерчук Марина, Москва. Ну и Частичная смена женской бригады. скидывает руки вверх Марина Мерчук. На протяжении поединка очень серьезная была, да, Марина. Очень такой настроенный взгляд ее. Оба спортсменки очень хорошо провели бой. Показали такой динамичный бой. Ну, здесь, конечно, отличилась Мерчук. Соперница тоже отдельный динамичный бой. Заслуженная победа Марины. Ну и начинается у нас поединок. Давайте наблюдать. Школа Приморского края, то есть школа единоборств Приморского края очень сильная. У них вот сейчас секундирует у них Андрей Подоплелов. Он воспитал неоднократно чемпионов со своего региона. Вот, один из них есть чемпион мира Александр Захаров. Да, у них очень сильная школа. Здесь они уже в первом раунде начали динамично показывать
будто бы в подтверждение вот вашим словам, да, Савичева очень здорово встречает Рахматуллину. Та раз за разом пытается вот идти вперед, но натыкается вот на встречные удары Савичевой. Удар сейчас был левой ногой. Корпус голова и фронт-кик тоже летит в корпус. Ну, чаще доводит до цели удары Савичева. Думаю, первый раунд она, конечно, взяла. Стартового раунда. Нога левая у тебя прошла, закинь левый поперечный теперь. Ну и яркие моменты минувшего раунда в замедленном действии. Вашему вниманию, дорогие друзья. Хорошая такая серия в исполнении Савичевой. Итак, спортсменки выходят к центру ринга и начинаем второй раунд. Напомним, что Александра Савичева у нас является мастером спорта. Ну а Карина Рахматуллина, она кандидат в мастера спорта. То есть на бумагах у нас действительно есть разница, да, но в принципе эту разницу можно заметить и ну, сейчас вот на ринге. Из красного угла боец сейчас провела атаку. Вот видите, как он хорошо серию проводит на отступлении. Половина раунда позади. Ну, здесь считается очень, то есть очки зарабатываются только акцентированный удар. Вот эти легкие удары, шлепки, так скажем, они не засчитываются. Правый боковой доводит до цели Савичева. 15 секунд остается. Лоу-кик заряжает представительница Приморского края. Но сейчас Рахматуллина, вот, казалось бы, вперед идет. Лоу-кик, но тут же пропускает. Тоже сама. Это называется навстречки. Начал давить, она начала теряться, она начала руками рубиться. Если начал под две дудку плясать, она начала рубиться, ты тоже рубишься, не надо рубиться. Через щит пробуй, Вова, у тебя Вова получается. Сильнее просто, давай, Вова. Ты просто касательно бьешь, и все, наверное, тебе никто не считает. Сейчас третий решающий поединок. Все, собралась, все, Саня, надо отработать. Все, девочка, все, Вовочка, давай. Ну, Александру Савичеву тренер так по-отцовски настроил на грядущий раунд, говорит о том, что это действительно решающая двухминутка, и все, надо собраться с мыслями. Ну, а Карина Рахматуллина, ее тренер говорит, что если Савичева вот идет рубиться, не надо с ней рубиться, искать иные пути. Давайте смотреть.
Хороший лоу выбрасывает, хайкик выбрасывает Савичева. Здесь сейчас задача стоит у Рахматуллиной взять этот бой. Третий раунд, потому что она уже по очкам отдает преимущество Савича. Сейчас она попытается отыграться. Посмотрим. Но другое дело позволит Савичева. Здесь бой бывает и непредсказуемый. Сейчас Савичева пыталась в прыжке коленом. Осталось последние секунды. Сейчас Савичев только одна задача — не торопиться. Ну, конечно, булочка хорошая, боковая. Да, и концовку вот раунда провела она в атаке. И все, завершается поединок. Решение судей. Это у нас четвертьфинал весовой категории до 60 килограмм. И давайте сейчас послушаем решение судейской коллегии. Внимание! В данном бою победу одержал спортсменка красного угла Савичева Александра Савичева. Внимание! В данном бою победу одержал спортсменка красного угла Савичева Александра Савичева. Тамбовский край. Признается победительницей этого поединка. Лопатина Наталья. Тем самым она подтвердила, да, преимущество в звании. Получается, мастер спорта выиграла у кандидата. Ну, интереснее она смотрелась. Конечно же, и Александра выходит в полуфинал. Здесь очередной раз школа единоборств Приморского края одержала победу. Здесь, конечно, тут зависит большую часть, конечно, от тренера, психологической поддержкой, стойкости. Но мы идем далее. Это также весовая категория до 60 килограмм. Это на ваших телеэкранах. Александра Каргина, это кандидат в мастера спорта из Нижегородской области. Ее Лопатина, кандидат также в мастера спорта, она представляет Камчатский край. Но мы идем далее. Это также весовая категория до 60 килограмм. Ну и, соответственно, на кону также выход в полуфинал. Александра Каргина, это кандидат в мастера спорта из Нижегородской области. Потихоньку мы приближаемся к завершению выступлений женщин именно вот на стадии 1/4 финала. Буквально через 2 поединка мы начнем просмотр соответственно, на кону также поединков представительниц других весовых категорий, которые вот будут уже оспаривать право выхода в финал. Итак, Александра Каргина, Нижегородская область, и Наталья Лопатина, Камчатский край. Обе спортсменки являются кандидатами в мастера спорта.
Потихоньку мы приближаемся к решению. Напомню, сегодня в общей сложности у нас на этот ринг выйдут 38 пар. Это у нас 9-я по счету пара. Сегодня мы увидим как четвертьфиналы, так и мужчин четвертьфинал только будут. Полуфиналы будут только у женщин. Не успели мы оглянуться, такие у нас уже половина раунда прошла. 38 бар. Это у нас 9-я по счету пара. Здесь спортсменам выдается экипировка по новым правилам федерации. Выдается экипировка. Своих они не должны выходить на ринг. Вот. Бывает, что... То есть стандартно для всех, да, получается? Да. Здесь новые правила, и потому они должны получить перед боем. У нас уже половина раунда прошла. Но если подумать, да, вот такое нововведение, оно как бы, ну, решает одну проблему, да, не тратится время на проверку вот, да. Амуниции, экипировки каждый раз, да. Вот перед поединком выдали стандартные, проверенные ранее, да? Все, спортсмен надел и выходит на ринг. Последние секунды первого раунда. Здесь рефери дает замечание бойцу красного угла за задержку руками. Если подумать, да, такое нововведение, да, как бы решает одну проблему, да, не тратится время на через проверку. правый левый боковой, левый дергай, левый отвлекай, левый отвлекай и работай, правый хорошо идет, через ручку вообще бросит попадает в машину, повнимательнее просто. Начинает левая работать, сразу атаку идет. А ты делаешь как бы раз, вот так, зачем? Чего ты двигаешься? Вот так, раз, опять. Работай первым номером, ты проедешь 3-0. Ну, не совсем довольны действиями Александры в минувшем раунде. Ну вот в углу Натальи, наоборот, как раз таки говорили о том, что вот правый кросс идет очень хорошо. Надо продолжать в том же духе. Итак, второй раунд. Смотрим. Надо поправить экипировку. Здесь спортсмен должен обязательно предупреждать, то есть руку поднимать. Если бывают такие моменты, что при клинче они могут поднимать руку. То есть они ломают бой, тем самым они восстанавливаются. Тут нужно рефери немножко быть повнимательнее. Итак, второй раунд. Интересно, а что вот будет, если, например, идет поединок, и, например, один из спортсменов, да, сигнализирует о том, что у него проблемы с экипировкой. Надо поправить экипировку. Здесь спортсмен должен обязательно предупреждать, то есть руку поднимать. Если бывают такие моменты, что при клинче они могут поднимать руку. То есть они ломают бой, тем самым они восстанавливаются. Тут нужно рефери немножко быть повнимательнее. Итак, второй раунд. Интересно, а что вот будет, если, например, идет поединок, и, например, один из спортсменов, да, сигнализирует о том, что у него проблемы с экипировкой. Надо поправить экипировку. Чистая, скажем так, индивидуальная. Можно продолжать показывать рефери. Оба держат. Вот сейчас рефери делает замечание.
бойцу красного угла. То есть Кардинал пытается сейчас войти в клинч и попасть коленом. Скажем так, индивидуально. Можно продолжать показывать. Попытка провести бэкфист, и сразу же Лоу выбрасывает Лопатина. Конечно, очень красиво, но не результативно. 20 секунд остается во втором раунде. Несколько подусталый выглядит, да, Александра Каргина? Да. Она меня очень пробила пресс с ноги. Всё. Ух ты ж. Я много там сделала, но как-то расходилась. Ты проигрываешь, тебе терять нечего. Руками совсем ничего. Давай поработай. Ну, тренер в открытую говорит Александре Каргиной о том, что она проигрывает, и все, уже терять, собственно, нечего. Надо идти вперед в третьем раунде. Ну, а в момент, когда мы подключились к углу Натальи, мы слышали только то, что она отметила, то, что прилично так по прессу прилетела. До сих пор отходила, да, вот Наталья. Ну и в пах область тоже удар был, и Наталья, по всей видимости, до сих пор отходила. И на выдохе, ух ты ж, произнесла Наталья. Мы надеемся, это что не скажется на завершении данного поединка. Такие курьезы бывают. Ну, сейчас, видите, оба спортсмена пытаются взять бой от своей инициативы. Оба устали, сейчас будут пытаться держаться всячески. Ну, здесь бывает и в клинче очень часто за друг друга держатся. Здесь сейчас задача рефери не допустить. Кровотечение мы видим на лице у Каргиной. Ну, каких-то сверхактивных действий мы пока не видим, да, в ее исполнении в лице у Каргиной. Ну, каких-то сверхактивных действий мы пока не видим, да, в ее исполнении. Бэкфист точно прилетает, тренер отмечал то, что все, уже терять нечего, надо идти вперед. Вот бэкфист точно прилетает. Пока кровотечение. Ну что, 15 секунд остается. Ну, совсем кажется, вот, ну что, 15 секунд остается. Не нашлось у нее сил, чтобы выйти в раунд, выйти и прям переломить. Не нашлось у нее сил, чтобы в третьем раунде выйти и прям переломить ход данной встречи. Звучит гонг. Завершился третий раунд. Ну и сейчас, после того, как спортсменки снимут экипировку, они будут приглашены к центру ринга для того, чтобы, собственно, озвучить итог данной встречи. Ну и все. Сейчас будет озвучено решение. Очень спокойно выглядит Наталья Лопатина.
Внимание, ринг номер 1. Победитель с решением судей объявляла спортсменка из синего угла Наталья Да, Лопатина. Наталья Лопатина, кандидат в мастера спорта из Камчатского края. Она становится второй полуфиналисткой в данной весовой категории. Благодарит судейскую коллегию Наталья, благодарит и соперницу ее тренерский штаб, и уходит она, готовится к полуфинальному поединку. Ну, действительно, Наталья провела хороший поединок, она была точнее и не позволяла своей сопернице много что делать, да. Ну и вот, если даже судить просто по кровотечению, урона больше нанесла. Видим, как Александр Каргина вот, потрепанный, усталый выглядит, да? Это тоже ведь говорит о многом. Итак, это на ваших телеэкранах Олча Мангуш, кандидат в мастера спорта из республики Тыва. И ее соперница Анастасия Жарова из Москвы. Она также кандидат в мастера спорта. Это у нас заключительный поединок в этой весовой категории. Напомним, это вес до 60 килограмм. И Олча Мангуш, представительница республики Тыва. Из этой республики в Якутск прилетела такая небольшая команда, всего 8 спортсменов было заявлено. И посмотрим, как будут развиваться события в этом поединке. Вот. Жаров сейчас показывает свою технику, очень насыщенную. Почти все цели у него достают. Внутреннее, внешнее бедро она попадает очень уверенно. Да, активно и хорошо работает ногами, ну и руками тоже. Видим, хорошую серию сейчас проводит. Вот после этого поединка, да, мы перейдем к полуфинальным поединкам. Представительниц весовых категорий до 65, до 70 и свыше 70 килограмм. И в рамках вот этих полуфинальных, да, встреч мы увидим выступление двух якутянок. Это у нас Христина Васильева. Она оспорит путевку в финал с Дарьей Максимовой из Свердловской области. Это через поединок будет выступление Васильевой. И получается, через 4 встречи мы увидим поединок Айталины Конешниковой. Еще одной якутянки. Она встретится с Анной Тарасовой из Москвы. Ну, тем временем завершается первый раунд данного поединка. Послушаем тренеров. Но Анастасии тренеры говорят о том, что надо использовать вот преимущество в длине размаха рук. Отмечает то, что вот серии ударов, да, руками, которые она выбрасывает, преимущественно приходится по защите Олча Мангуш. У них хорошая поддержка.
тувинской команды. Их очень хорошо слышно с трибуны. Ну, вот сейчас представительница Республики Тувы активизировалась во втором раунде. Сейчас попытается заработать очки. Еще раз повторю, что здесь рефери должен внимательно смотреть, не допускать такого тесного клинча. Один удар коленом и не более 2 секунд удержка. Потому что здесь все зависит, и то есть если рефери может не смотреть или не замечать, то он может поломать бой вообще изначально. Здесь уже одной из них соперница будет уже преимущество. Ну, у нас вроде вот сколько, 3-й день соревновательный идет, каких-либо таких ошибок, да, судейских пока не наблюдается. Нет. Ну, такие, знаете, может где-то 2 или 3 боя были, но они решаемы. То есть уже их решили. Кому победу отдать. То есть решение после пересмотра, да? Да, уже. Это в рабочем порядке решается. В рабочем порядке. Ну, здесь одна, если либо команда, если не согласна, конечно, там они могут и видео пересмотреть, но протест они имеют право в течение получаса. После завершения поединка. Да. Дыши, Настя. Я тебе что сказал? Слушай меня, ты хочешь бой выиграть? Только прямые, не заряжайся. Всегда левой рукой заканчивали ногой. Она пропускает все прямые удары. Тебе перетерпеть первые 30 секунд, когда она устала. Все, Настя, терпи, до конца все силы отдай. Ну, тренер Анастасия отмечает, да, то, что да. У нас Монгуш пропускает прямые удары, и надо активно вот работать именно прямыми ударами, не заряжаться там и не идти Жарова Анастасия взяла 2 раунда. Да, и вот, тренер, да, Анастасия говорит, что первые 30 секунд сейчас надо будет потерпеть. Сейчас Монгуш пойдет вперед, конечно же, и по мнению тренера, у представительницы ТВ мало сил осталось, и вот натиск будет длиться по его расчетам порядка 30 секунд. А сейчас мы не видим, что она, сломя голову, бежит вперед. Ну да, прямой тоже. Доводит до цели Анастасия. Ну, создается такое впечатление, что действительно у Монгуш не осталось сил для того, чтобы вот прям агрессивно идти вперед. Чуть-чуть с физики не хватает. Чуть-чуть. Меньше минут остается, 40 секунд, если быть точнее. Ну да, тут Монгуш. Рефери ей дает замечание, что-то говорит, и соперница Монгуш
секундантом. Вот тоже доводит удар до цели Жарова. Ну, раз за разом попадает. Так, у нас время завершилось. Да, завершается поединок. И сейчас буквально через пару мгновений мы узнаем официальный итог данной встречи. Анастасия Жарова, Москва, и Олча Монгуш из Республики Тыва. Обе спортсменки являются кандидатами в мастера спорта. Итак, решение судей. Ринг номер 1. Победу одержала спортсменка из синего угла Анастасия Жарова, Москва. Объявляется Анастасия победительницей данного поединка, и таким образом она выходит в полуфинал. В полуфинал состязаний среди женщин весовой категории до 60 килограмм. Ну что ж, выявили мы всех полуфиналисток, да, вот по итогам заявленных 3 поединков в этой весовой категории. Кто не сдал экипировку, и срочно сейчас сдать. Потому что сейчас другие спортсмены экипировку не получат. И будут продолжены состязания среди женщин, но мы сейчас уже перейдем к стадии полуфинала. Срочно сдать представителям команд экипировку, которую получили в финал. У нас боях. будут оспаривать спортсменки весовых категорий до 65, до 70 и свыше 70 килограмм. И как мы уже ранее анонсировали, вот в предстоящих, получается, 4 поединках мы увидим выступление 2 якутянок. Ну и открывает программу вот полуфинальных, да, поединков у нас встреча между Анастасией Непианиди из Калининградской области и Анталией Эделгаузер из Москвы. Ну вот мы видим, Анталия Эделгаузер уже находится на ринге. И отметим, что это уже у нас ну, побольше весовая категория. Это у нас категория до 65 килограмм. Ну а сейчас мы видим, как готовится выйти на ринг Анастасия Непианиди. Спортсменки с очень интересными, да, фамилиями у нас. Да. Сейчас будут оспаривать право выхода в финал. Ну, да, потихоньку вот мы вот подходим, да, к решающим стадиям состязаний. Вот у нас это, получается, первый полуфинальный поединок будет за 3 вот соревновательных дня, которые мы транслируем для вас, дорогие друзья. Что касается, кстати, сегодняшней программы, да, мы вот начали в 11. И я думаю, как и вчера, вот у нас все будет проходить. Где-то ближе к 4, наверное, будет небольшой перерыв, после которого вот продолжится соревнование. Но обычно у нас как бывает, где-то в день чуть больше 30, да, поединков на основном ринге у нас проходят. И, например, проводят обычно порядка 20, и 10 оставляют на вечернюю программу. Думаю, сегодняшний день не станет исключением. Ну, а мы сейчас, конечно, обращаем все свое внимание на ринг у нас. Анастасия Непианиди, Калининградская область, и Анталия Эделгаузер, Москва. Обе спортсменки являются перворазрядницами. Давайте смотреть. У нас весовая категория до 65 килограммов. Сразу после этого поединка, кстати, на этот ринг выйдет якутянка Кристина Васильева. Сойдется с Дарьей Максимовой из Свердловской области.
Здесь вот боец из синего угла Анталия. Очень такая уверенная. Пока в первом раунде она видно, что вот берет инициативу, не дает себя попасть. Но здесь, видите, тоже раз на раз набивает, что вот она руки опустила. Здесь ее будет, может быть, ошибкой. Да, устное замечание Непианиди за задержку. Ну, здесь, конечно, от рефери очень сильно зависит, потому что если он будет это позволять клинч, конечно, бой такой будет уже вязкий, размазанный получится. Бывают даже очень спорные моменты, кто из них выиграет. Звучит гонг. Завершается первый раунд. Ну, относительно такой спокойный раунд провели спортсменки. Послушаем тренеров. Ты канатов ты двойку пробиваешь дома. Что держишь? Ясно? И вот подходишь, дергай. Молодец, проваливаешь. И лоу только тогда, на выходе, потом лоу. Настя, бокс. Поддави, разрывайся. Спортики 3, 4, 5, 6 ударов. Сейчас вот объяснит Андрей Мишин. Тренер из Калининграда. Ну, тоже очень хорошие воспитанники есть, которые неоднократно участвуют на первенстве, на чемпионатах, на зарубежных соревнованиях. Вот сейчас вот Анталия Эдельгаузер будет сейчас брать бой на себя, то есть попытается ее спровоцировать, а потом в атаке. Она выжидает. Оба ждут. Да. Никто не спешит, да? Здесь никто вперед. Не спешит, потому что знает, что вот здесь как шахматы, тут надо знать уже. Хороший отрезок проводит Непианиди. Эту серию попаданий она проводит. И пропустив вот ряд ударов, вот Эдельгаузер уже пошла вперед. По внутренней части бедра много прописывает Непианиди. И хорошо правой дотягивается до головы Эдельгаузер. Вот. Что требовалось доказать, что она вот руки опустила еще и... Что-то много, да, в этом раунде Эдельгаузер пропускает. Да. Тут нельзя забывать, здесь у нас кикбоксинг. В боксе-то, конечно, тут можно и вернуться. Но здесь можно еще получить ногу. Концовку отдавай. Вообще слила концовку. Сейчас забирать надо. Так постарайся что-то поломать. Вела, и все, концовку слила. Сама-то почувствовала, что слила концовку. Давай. 4 спунта, понимаешь? 4 атаки полноценные. Поняла, нет? Бокс, ты что, как только провалиться, Ты должна сейчас додавить. Да, взрывайся, длинная атака. Поняла, нет? Все, побыстрее. Взрывайся на среднюю дистанцию. Ну, а тренер Анастасия Непианиди призывает
свою подопечную вот, взрываться, да? Находить нужный момент и взрываться. Ну, второй раунд, да, действительно, Александра... Анастасия, извиняюсь, она, конечно, может записать свой актив. Действительно, много попадала. Вот сейчас завершающий третий раунд у нас. Бенили сейчас попыталась рубящей сделать удар. Вот эти удары, шлепки, они не засчитываются. Здесь стоит задача судей фиксировать акцентированный точный удар. Здесь рефери вот должен немного замечаний делать. Сейчас вот боец синего угла, опасное движение головы. Оба устали уже. Ну, напомним, что обе спортсменки, да, имеют первый разряд. То есть, в принципе, они примерно одинакового уровня должны быть. Конечно, тут видно, что Дельгаузер выше ее несколько сантиметров. То есть у нее преимущество есть. Здесь надо, конечно, им обоим темп поднять. Непениди сейчас окончательно руки опустила. Ну и последние секунды. Звучит гонг. И соперницы благодарят друг друга. И сейчас мы узнаем решение судей. Внимание, ринг номер 1. Победу единогласным решением судей одержала спортсменка из красного угла Непианиди Анастасия. Анастасия Непианиди объявляется победительницей этого боя, и выходит она таким образом в финал. В финал весовой категории до 65 килограмм. Как минимум серебро уже есть. Поздравляем Анастасию, но действительно, наверное, решающим в этом поединке стал второй раунд, когда Анастасия очень классно отбоксировала, очень много попадала по голове своей соперницы. Дельгаузер, конечно, во втором раунде много позволила, даже слишком много позволила сделать своей сопернице. И, собственно, в третьем тоже Анастасия попадала. Видимо, на повторах, да? Ну и таким образом узнали мы первую финалистку этой весовой категории, и ее соперница, вот соперница Анастасии Непианиди, будет выявлена как раз таки по итогам вот следующего поединка. На ринге в красном углу у нас Христина Васильева, представительница сборной команды Республики Саха-Якутия. Ее соперница Дарья Максимова из Свердловской области. Именно они сейчас оспорят право выхода в финал. Победительница встретится с Непианиди в борьбе за золото. Обе спортсменки являются перворазрядницами. Ну и давайте смотреть. Активно идет вперед Максимова, работает руками по корпусу, подключает колени.
Хорошо тут могла Васильева боковым встретить свою соперницу. Здесь Максимова на атаке все время. Да, по всей видимости, она будет постоянно вот плотно работать. Да, с первого же раунда. Здесь видно, что, видимо, установка она очень получила прямую на атаке с первого же раунда. Работать первым номером. Ну вот, в очередной раз она идет вперед и осыпает прям ударами. Ну, иногда он отчитывает рефери. Дается команда файт. Завершился первый раунд. Ну, попробовала, да, Христина порубиться. Ну, конечно, первый раунд здесь однозначно взяла Максимова. Сейчас попытается активизироваться во втором раунде. Смотрим, что Ганя! Землячка. Сергей! Кристина. Отперла? Не хочу. Ну и в углу Васильевой, да, вот как говорят о работе ногами. Призывает тренера активно использовать ноги. Ну и Максимова, как и в первом раунде. Да, сейчас она Васильева начала двигаться, отходить от ударов, то есть не надо ждать. И сейчас надо попытаться на отходе ее наказывать. Счет, ну тут, да, отсчет идет. Вот заметил то, что когда вот Максимова прижимает, да, вот Васильева начинает вот рубиться, почему-то вот Васильева работает только по корпусу в ответ. Остановка. Да, ввиду явного преимущества победу у нас одержала Дарья Максимова. Ну, Дарья Максимова, да, сыграл, да, ее план ее тренерского штаба. С первых секунд поединка она шла вперед постоянно. Вот, прижав канатом, Внимание, ринг номер 1. работала Победу преимущество одержала спортсменка из синего угла Дарья Здесь, конечно, Максимова. главная задача рефери здоровье. своевременно вмешаться. Да, вмешаться, чтобы не навредить. Валерия, Это Ковалева правильно. Александра. Что остальное достаточно. Да, действительно, это так. И мы поздравляем еще раз Дарью Максимову. Она, получается, встретится в финале весовой категории до 65 килограммов с Анастасией Непьяниди. Такая вот финальная пара у нас сформировалась. И сейчас смотрим повторы. Ну, Дарья Максимова, да, настроенная на атакующее действие спортсменка.
постоянно идет вперед и вот предлагала такой, да, открытый бокс. Ну вот тут, да, совсем не защищалась уже Кристина Васильева, и судья, конечно, правильно сделал, что остановил. Переходим к весовой категории до 70 килограмм, дорогие друзья. Это у нас на ваших телеэкранах Валерия Зубченко из Республики Крым. Валерия у нас кандидат в мастера спорта. И ее соперницей по полуфиналу будет Александра Ковалева из Ханты-Мансийского автономного округа. Ковалева также у нас КМС. После этого поединка на ринг также выйдет якутянка Антонина Конешникова, спорит право выхода в финал весовой категории свыше 70 килограмм. Ну и сейчас мы, конечно, будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить на ринге в этом поединке в весе до 70 килограмм. Зубченко существенно выше своей соперницы. Тут видно, что Зубченко в каком-то ожидании. Что-то она... Ну, Ковалева не уже... отвечает. Да, Ковалева уже дважды вот заходила, ну, в ближнюю дистанцию и руками хорошо работала. Ну да, Зубченко вот ждет и движение вперед сделал, сразу же вот в ответ Ковалева выбрасывает серию ударов. Сейчас Ковалева почувствует, и я думаю, что она может этот раунд она может забрать, уверенно. Меньше 10 секунд. Все, звучит гонг, конец первого раунда. Что ждешь? Это раз. И руками больше попадаешь, он теряется. Двойку попала, отпустила. Они начинают руки тянуть. У тебя всегда атака начинается только с рук. Понимаешь? Ну, жестко. А кто двойка бежит, бьет, встречаю. Коленом один раз попала. На коленом на седьмой шагом заходил. Я не смог. Тренер Валерий говорит о том, что она ждет лоу постоянно, но Александра в свою очередь вот залетает через двойку. Вносят, конечно, вот коррективы, да, геймплан, дают наставления. Здесь, конечно, характер. Тут Ковалевой, кстати, нужно помнить о ногах Зубченко, потому что она вот неоднократно уже показывала, как можно хлестко выбросить хай. Да, здесь, конечно, может все неожиданно, непредсказуемо все обернуться до соперника. И здесь, конечно, еще раз говорю, вот, рефери должен быть внимательнее, потому что это наш прекрасный пол. Надо беречь, в первую очередь, здоровье спортсмена. Ну, сейчас вот Зубченко попыталась коленом, но не получилось. Вот именно
В обмене, да, вот в ударке Ковалева перебивает Зубченко. Половина раунда позади. Хорошо доводит удар. Серия попаданий. Зубченко сейчас вот пытается держать. Поправили экипировку, возобновляется поединок. Меньше 30 секунд остается. Вперед шла Зубченко, сразу же наткнулась на серию ударов. Ну все, простояли спортсменки последние 10 секунд этого раунда, и сейчас послушаем их тренеров. Каждая атака срок прошла 2-3 удара. Ну, еще один удар. Верхний лоу, провали и бери бал. Поняла? Вот это надо делать. Ты нога с дистанции, ты жди, когда она бьет лоу. Блок, ответ, или провалила ответ. Заведись, надо прибавить этот раунд. Бал это ничего. Ну, как я понял, в углу Валерии Зубченко насчитали вот следующее, да, то, что Валерия сейчас уступает в 1 балл. Тренер говорит о том, что, в принципе, да, не страшное преимущество, которое можно отыграть. Нужно Валерии вот, моментально же давать сдачи, в плане того, что если лоу пролетает, нужно ей обязательно сразу же давать ответку. Такие наставления прозвучали. Давайте смотреть. Как-то на дистанции, да, вот не получается держать Зубченко, несмотря на то, что преимущество такое в размахе рук и ног. Здесь вот немного не хватает ей характера пойти в атаку. У нее все преимущества есть. Она высокая. Ноги очень длинные. Да. А Ковалева вот раз за разом просто залетает и серию выбрасывает. Этим она на атаке хорошо очки зарабатывает. Вот сейчас немного подкосилась Ковалева. Получил удар в бедро. Это, между прочим, последний раунд. Тут, конечно, нужно максимально продуктивно провести остаток времени. 50 секунд. Ковалева наступает. На кону выход в финал, дорогие друзья. Доводит наш удар до цели Ковалева. Ну, да, действительно. Ковалев намного ниже ростом. Руки у него короче, но раз за разом дотягивается. Здесь хорошо не дает ее держать в клинче Ковалева. То есть Зубчик пытается достать ее коленом. Раз за разом она упускает этот момент. Да, все, завершилось время. И сейчас судьи
огласят свое решение. Внимание! В данном бою победу одержала спортсменка из красного угла Зубченко Валерия, Республика Крым. Ну и объявляется победительницей это Смена судейской бригады. Валерия Зубченко. Судья международной категории. Нурудинов Надир, боковые. Баранец. Интересно, ну, Боковые. конечно, да. Бабин. Вот, одно дело быть активнее, тут, конечно, судьи считают баллы, им виднее. И Валерия Зубченко таким образом выходит в финал весовой категории до 65 килограмм. Хотя вот казалось, да, то, что Александра Ковалева активнее, то, что она раз за разом вот попадает по голове. Сейчас посмотрим команду Мансийский округ, что они сейчас будут предпринимать в этом бою. Будут они писать протест или нет? Мне кажется, основания для этого есть, в принципе. Ну, как они решат. Итак, мы идем далее. И на ваших телеэкранах Анна Тарасова из Москвы. И против нее выйдет якутянка Айталина Оконешникова. Это у нас весовая категория свыше 70 килограмм. Также полуфинал. То есть победительница у нас выйдет в финал. Итак, на кону действительно стоит очень многое. Давайте смотреть. Заключительный, кстати, поединок вот среди женщин, если говорить о сегодняшнем соревновательном дне. Потом уже у нас пойдут мужчины. Там у нас начнется стадия 1/4. И сразу же в первом поединке мы увидим выступление Петра Васильева, еще одного представителя сборной команды республики. И он встретится с Амиром Кубовым из Краснодарского края. Ну, сегодня в рамках мужских соревнований мы увидим 3 якутян. Ну и давайте мы сейчас внимательно будем наблюдать за заключительным поединком состязаний среди женщин. Айталина Оконешникова, представительница сборной команды Якутии, она в синей форме. Соответственно, в красной Анна Тарасова из Москвы. Обе спортсменки имеют первый разряд. Здесь надо, рефери сейчас будет повнимательнее, потому что он уже дал замечание Тарасова. Закрытой перчаткой ударяет. Тут должен удар акцентированный, точный по попаданию. Вот. Удар в печень. Подсчитывается нокдаун. Прилетело, да, в печень. Неприятно. Ну все. Все. Удар в печень. Такой серьезный удар. Очень скоротечный такой поединок получился. Анна Тарасова одерживает досрочную победу. Таким образом, она выходит в финал. Ну, а Айталине Оконешниковой остается пожелать удачи в дальнейших стартах. И сейчас, конечно, будет традиционная процедура. Поднятие руки, держится, да, за печенье Айталины Оконешниковой. Действительно, видимо, удар сильно получился, и последствия этого удара не позволили Айталине продолжить поединок. Анна Тарасова благодарит представителей тренерского штаба нашей команды, благодарит судей, благодарит в том числе и зрителей. И все, отправляется, готовится к финалу весовой категории свыше 70 килограмм. Ну что ж, это был последний поединок
среди женщин. Мы говорим именно про сегодняшний день. Ну, давайте посмотрим на повторе этот самый удар. Внимание Да. спортсменам и представителям. Убедительная просьба Колено. возвращать своевременно экипировку. Пробивает Анна Тарасова. И Спортсмены и представители, вот этот удар возвращайте принести своевременно победу и экипировку. выход в финал. Итак, мы переходим к состязаниям среди мужчин. И мы уже видим, как на ринге у нас готовится к поединку Петр Васильев, представитель сборной команды Республики Саха-Якутия, и Андрей Алексеев рядом с ним, главный тренер нашей команды, дает последние наставления перед стартом этого поединка. Напомним, что это весовая категория до 51 килограмма, четвертьфинал. Его соперником будет Амир Кубов. Вот он на ваших экранах. Он мастер спорта из Краснодарского края. Петр Васильев, напомним, обладатель Кубка России, победитель турнира Moscow Open. И сейчас он будет оспаривать право выйти в полуфинал. Если не ошибаюсь, этот поединок, да, для Петра Васильева, это стартовый поединок. Да, это у него первый бой, по-моему. Да, потому что ранее вот у нас только один поединок был в этой весовой категории. И получается, по воле жребия, да, стартует он с четвертьфинала. Итак, дается команда «Файт». Поехали. Петр Васильев, Якутия. Амир Кубов, Краснодарский край. Петр Васильев у нас является кандидатом в мастера спорта, но его соперник, отметим, мастер спорта. Внимательно наблюдаем. Сейчас вот инициативу, конечно, взял Петр на себя, Васильев. На правах хозяина ринга, да? Здесь, конечно, главное сейчас на дистанции. Вот они делают разведку боя. Колено хорошо заряжает. Еще раз. Сейчас рефери делает замечание секундантам за подсказку. Сейчас попадает в корпус. Серия ударов по корпусу. Еще раз. Ну и, конечно, активно поддерживают собравшиеся зрители Петра Васильева. Здесь давайте ему сейчас на атаку. Безостановочно идет вперед Петр Васильев. Ну, у него манера боя такая. Обычно он всегда идет первым номером, старается идти. Тут Кубов сигнализирует о том, что нужно поправить экипировку. Да, он поднимает руку. Здесь вот он правильно делает действия свои. Ну и сразу Петр Васильев идет вперед. Не дает ему отдышаться. Хорошо, правый доходит. И как сам Петр Васильев себя тоже заряжает, да, после. Он еще и улыбается. Да. Молодец. Вызывает его, дразнит. Завершился первый раунд. Хорошая двухминутка получилась. Давайте послушаем тренеров. Очка проигрываешь. Двигайся. Вот решил останавливаться. Пить будешь? Решил.
Такие конкретные инструкции, да, Петр Васильев получил от Андрея Алексеева. Ну вот у Кубова тоже есть маленькое преимущество, что он выше ростом, не дает себя попасть. Да, вот тренер Амира как раз просил сейчас во втором раунде быть активнее, больше двигаться. Здесь главное не потерять темп. Да, один раз хорошо попадает Кубов, вот колено. Опасное движение головы. Петра держит удержание. Сейчас идет такой интенсивный обмен ударами. О, как залетает Васильев. Прямой правый попадает. Кубов тоже не дает себе в обиду. Отвечает. Динамично. Вот он сейчас пытается уже отыграться. Он потихоньку уже дыхание уменьшается. Рефери дает им обоим замечания, держат там. Попытка провести бэкфист. Разворот пробует. Но во втором раунде Кубов выглядит лучше, да, чем в первом раунде. Он активизировался, да, в игру он сейчас не даст себя в обиду. Отыгрывается и заработать очки. Очень много вот лоу-киков пробрасывает Амир Кубов. Ну, послушаем тренеров. Нужно его он тоже устал. В этот году нужно его задней ногой надо бить его передним, ни одного лоу-кика не должно быть, понял? Ну, Андрей Алексеев призывает Петра вот сейчас в грядущем раунде работать собраннее. Говорит то, что в атаке не стоит начинать с ноги. Показать движение одной руки, поменять стойку и пробивать другой. Отмечает, что печень всегда открыта у Кубова. Корпус открывает. И руки у него все время опускаются, поднимаются. На этом моменте можно его достать. Смотри, да, сейчас. Попадает. Кубов тоже дает отпор. Ну, это у нас последний раунд, поэтому нужно. Рефери дает замечание обоим. Он толкает рукой к лицу. Попробует корпус надо поработать. Хорошо, лоу-кик.
По корпусу работает Петр. Я говорю, вот корпус надо хорошо поработать. Вот сколько уже всадил этих таких приличных лоу-киков. Минута осталась. Еще один такой хлесткий лоу-кик. Хорошо было бы еще с разворота ногой, было бы очень эффектно получил бы корпус открытый. Последние секунды этого поединка. Все. Завершается бой. И дождемся решения судей. Напомню, что это четвертьфинал. Внимание! Ринг номер 1. Победу единогласным решением судьи одержал спортсмен из красного угла. Петр Васильев побеждает в своем стартовом поединке. И выходит он таким образом в полуфинал домашнего чемпионата России. Напоминаем, что это был поединок в весовой категории до 51 килограмма. Ну, хорошо поработал, да, Петр Васильев в этом поединке. Он был изначально очень заряжен. Он сразу же с первого же раунда начал динамично работать первым номером. И доволен. Петр действительно провел очень хороший поединок. Ну и в хорошем расположении духа он отправляется, готовится к полуфиналу состязаний. Работал первым номером, да. Выцеливал открытые зоны. Выискивал, да, вот брешь в защите Амира Кубова. И одержал очень хорошую и важную победу, которая позволила ему выйти в полуфинал. Еще раз отметим. Это у нас по счету 15-я пара была, дорогие друзья. Мы идем далее. Еще один представитель сборной команды Республики Саха-Якутия сейчас на ваших телеэкранах. Это также весовая категория до 51 килограмма. Иван Захаров из Республики Саха-Якутия. Ну, его соперник в синем углу ринга Руслан Мортиков из Приморского края. Оба спортсмена имеют первый разряд. Они уже встречались неоднократно на чемпионате Дальнего Востока. Вот интересно узнать было бы вот статистику, да, их очных противостояний. И здесь я тоже вот как раз у них рефером. Интересный бой будет сейчас. Посмотрим. Школа Приморского края единоборства, она очень такая сильная. Они друг друга знают. Это можно было, да, заметить по тому, как они поприветствовали друг друга, да, перед началом поединка. Сейчас оба обмениваются лоу-киками. Пока идет равный бой. Заставил потерять равновесие Иван Захаров. Хорошая подсечка получилась. Своевременно и результативно подключает руки Иван Захаров. Бэквист проводит Мортиков.
Сейчас рефери делает замечание. Обойти синему угла. Мортику. За скрутку. Вот опять. Он показывает за скрутку. Надо сейчас говорить бэк. Звучит команда стоп, и снова вот замечание Мортикову. Ну, опасное движение головой. Левый прямой доходит. Да, ну, хороший удар. Сейчас вот устное замечание. Один удар коленом. Завершился поединок. Первый раунд позади, дорогие друзья. Вот здесь наш земляк Захаров сейчас взял первый раунд. Навести его на себя. Что ты голову опускаешь, Руслан? Ну, не опускай. Ты иногда сам идешь. Ты сам его провоцируешь. Да, можно. Așa. Foarte corect. Așa foarte hătăne. Uite. Nu mă răcăște. O color bra. Tu. Și nu. Așa? Din хирет. Ну, Андрей Алексеев, в принципе, доволен ходом поединка. Просит быть внимательнее. Ну, вернее, сохранять это внимание, да, и все видеть, говорит, что все видишь, тогда все получится. Все, сохраняй внимание. Надо руки держать. Видите, руку опустил, все. Хорошо пока. Прижимает канатом Захаров. Получает замечание. Вот, хорошо. Вот еще раз колено, хорошо. Правое колено. Удар. Хорошо. Официальное предупреждение. Опасное движение головы. Получает боец синего угла Мортиков. Да, не первое предупреждение, касающееся именно этого элемента правил. Да, если следующее будет опять же, бэкфист хороший получается. Если он сейчас опять сделает замечание, то он тоже будет минус 2. Что ж, последние 10 секунд этого раунда. Звучит гонг. Спортсмены отправляются восстанавливать энергию. Такое. Насыщенный бой пошел. Он когда руку вот так тебе кладет, зачем ты голову опускаешь? Он руку только свою ложит, голову на вот так, наоборот, надо напрягать. А он только тебе ложит, как ты там, как овечками, голову опускаешь. Но тут в углу Руслана Мортикова уже на протяжении второго перерыва вот идет разговор о
в голове, да? То, что Да, опускает постоянно голову. Это правильное решение сделал рефери. Замечание. Ну а Андрей Алексеев просит Ивана Захарова вот сейчас на волевых проявить упертость, нацеленность к победе. Ну все, надо работать в третьем раунде. Это отрыв двухминутка, от которого много зависит. Сейчас надо поднять темп Захарова. Сейчас хорошо правый бег есть. Не пускать, не давать ему подышаться. Потом каждое вот это Хорошо, надо было еще колено хорошо собрать. На кону выход в полуфинал и решающий еще раз надо. Раунд. Его устали. Колено подключает Иван. Вот видите, как опасно движение головы. Бэкфист проходит. Хороший еще, да. Двоечка. Последние секунды. Завершился третий раунд. Да, здорово. Мутузили друг друга, да, на протяжении 3 раундов. И вот, как было озвучено ранее, прекрасно знают друг друга Иван и Руслан. Встречались ранее на других соревнованиях, в частности, вот, чемпионата Дальнего Востока. Знают друг друга и вот по завершению каждого раунда вот, пожимали друг другу руки. Ну и решение судей. Иван Захаров побеждает в этом поединке, и таким образом он выходит в полуфинал. Полуфинал состязаний среди мужчин до весовой категории до 51 килограмма. То есть таким образом в этом весе у нас в полуфинале уже 2 представителя сборной команды Якутии. Ранее вот мы видели победу Петра Васильева над Амиром Клубовым. Ну и вот сейчас Иван Захаров поддержал успех своего сокомандника и вышел в полуфинал. Ну, как я понимаю, кстати, вот выход в полуфинал это уже означает то, что медаль в кармане, да? Да. Ну, конечно, здесь отбор сейчас у них в полуфинале будут бороться за 2-е и 3-е место. То есть выйдет тут и призовой. То есть встреча за бронзу все-таки есть, да? Да. Ага. Ну, да, поторопился. Здесь, да, потому здесь, видите, расслабляться не надо. Ну, тогда не будем говорить о том, что медаль в кармане, конечно, да, и все решит ринг. Но мы идем далее. Еще один представитель сборной команды республики на ринге, Михаил Слепцов. Он в красной форме, ну а его соперник Астемир Матаев из Москвы. Михаил Слепцов у нас имеет 1-й разряд, а его соперник Астемир Матаев является кандидатом в мастера спорта. Это также весовая категория до 51 килограмма, также четвертьфинал. Давайте смотреть. Если 3 якутянина в полуфинале будет, то это вообще здорово, да? Да, очень здорово. Они могут встретиться между собой.
Хорошую серию проводит Слепцов. Сборная республики вообще в целом на этих соревнованиях представила 46 спортсменов. 47, извиняюсь. Самая многочисленная команда на правах хозяйки, да? Да. На одного человека меньше заявила команда Чеченской республики. 46 человек привезли. Ну, две самые многочисленные команды на этих соревнованиях, на этом чемпионате первенства страны. Ну, конечно, Республика Чечня у нас отличается в спорте. У них очень сильно развито, уделяется очень хорошее внимание, финансирование в первую очередь. Ну и вот, собственно, число приехавших подтверждает, да, это. Они в прошлом году на чемпионат России в Ульяновске тоже большим количеством приехали. После Москвы Москва была по количеству большое место. Ну, то есть количество людей и Чечни. Ну и, конечно, они по общей команде заняли первое место. Чеченская команда. Подходит к завершению первый раунд. Динамичный поединок у нас идет. Звучит он. Спорный бой. Равный. Вот это колено, да, она неплохо заходит. Все хорошо, вот ты схватил за голову, да, когда коленом бил, вы просто не в корпус пробовали, а в голову, понимаешь? В голову еще не бил. Посморгать, да? Да. Руками работаешь, щит ставишь и лоу пинаешь. Куда-то? Куда-то? Ну, в углу Астемира Матаева, да, вот говорили о том, что, ну, в принципе, все неплохо, и вот акцентировали внимание на одном моменте, вот как раз на этом моменте вот, тренер Астемира говорил то, что вот, все, схватил соперника, пробивай в следующий раз не по корпусу, а коленом заряжай в голову. В свою очередь Андрей Алексеев вот, Михаилу Слепцову говорил о том, что поставил защиту и сразу лоу. Хороший разворот, удар прилетел по Слепцову. Побежал Миша отвечать. Колено подключает Матаев. Матаев сейчас почувствовал. Будет сейчас в таком темпе вести бой. Сейчас Матаев забирает очки. Ну вот, выполняет установку своего тренера Матаев, да. Уже колено летит не в корпус, а в голову. Так, ну... Подустал, что ли, Михаил? Тут он, Матаев, активизировался и очень хорошо второй раунд проводит. Уже устал. Вот, пропускает. Мидл кик. Надо уходить с канатов. Михаил. В первом раунде, да, Михаил выглядел намного динамичнее. Вот его серии великолепные, да, вот работа руками, но во втором раунде что-то немного подсел, что ли. Да. Ну, тоже вот разводит голову в сторону, да, недоволен Михаил сам происходящим. Давайте послушаем тренеров.
Кураж открыли. Девушка кураж. Открыли. Давай. Ну да, конечно, вот то, что Михаил Слепцов у нас подсел, да, во втором раунде, конечно, заметили не только мы, в первую очередь, это, конечно же, видит тренер, а и Андрей Алексеев уже напрямую ставит вопрос, да, вот. Хочешь выиграть? Ну, что обещает Михаил? Конечно, говорит, что хочешь. Уже, все. Да. Если хочешь, давай, работай. Такими темпами проиграешь, говорит Андрей Алексеев. И давайте, да, вот действительно, третий раунд. Забирает опять же. Надо сейчас активно работать Михаилу. Ну, где надо держать ему руки. Не делаешь. С разворота хотел в корпус пробить, не получилось акцентированно провести этот удар. Да, сразу извинился Михаил. Свежее, да, намного выглядит Матаев. Да. Судя по серии, по ударам, да, как идет работа. Не делает лишних движений, ждет, выжидает, правильно. Тактику выбрал. Уже с самого начала второго раунда он уже так вел себя. Михаилу просто не хватает немного физики. Да, ожидалось, что Михаил будет в третьем раунде очень активно работать, но, видимо, действительно функционалка не позволяет этого делать. Почти все удары Матаева доходят до цели. Этим он зарабатывает очки. Все, завершился поединок. И спортсмены сейчас приглашаются к центру ринга. Внимание! И В данном бою решение судей. Победу одержал спортсмен из синего угла. Астемир Матаев объявляется победителем этого поединка. Да. Матаев смотрелся действительно предпочтительнее. Михаил здорово начал на самом деле этот поединок. Хороший бой. И таким образом Астемир Матаев выходит в полуфинал соревнований. Он становится третьим полуфиналистом. Предыдущие две путевки, напомню, завоевали якутяне Петр Васильев и Иван Захаров. Ну и вот третьим полуфиналистом становится кандидат в мастера спорта из Москвы Астемир Матаев. И нам остается определить последнего полуфиналиста в этой весовой категории, после чего мы перейдем к весу до 67 килограмм, где у нас два якутянина заявлено. Я говорю это про категорию до 67. Но сначала давайте до конца разберемся с этой весовой категорией с весом до 51. Последнюю путевку в полуфинал разыгрывают Кижик Багай-Ол. Это кандидат в мастера спорта из Республики Тыва. Он в красной форме. Его соперник Динар Габдрахманов. Также кандидат в мастера спорта из Республики Башкортостан. Для Динара Габдрахманова отмечу, что это второй поединок
так уж получилось, что по воле жребия, да, он стартовал с 1/8 финала. Ну а для Кижика Багайол это стартовый поединок. С одной стороны, можно говорить о том, что Динар вчера потратил там силу, энергию, но с другой стороны, он уже вкатился в соревнования. Да, здесь бывает, что жеребьевка так попадается, что боец может только в конце или выйти кого-то. Индивидуально, да? Несколько боев, да. Получается, по итогам этого поединка у нас будет известен весь состав полуфиналистов данной весовой категории. Вот сейчас спортсмен из красного угла, он работает сейчас в левой стойке. Он тоже хорошо выступил на чемпионате России в Ульяновске того года, 2020 года. В призерах был, да? Да. Кстати, нокаутер. Я один видел, что он хорошо, досрочно выиграл. Здесь надо сейчас рефери очень повнимательно. Удар может очень такой неожиданный. Вот он сейчас хорошо провел удар коленом в корпус. Точно. Видите? Дальше первый раунд. Первый раунд он хорошо забрал. Ну что ты делаешь-то, блядь, а? Как ударить? Ну что ты комбинации не работаешь? Сколько проваливаешь, сколько стягиваешь, раз, два, рука. Что ты бокс приехал сюда опять делать? Сколько можно, блядь? Грузи. То есть сначала корпус загрузил, потом уже лоу. Понял? Сразу слоу не начинай. Либо после рук, либо корпус загрузи сначала. Покажи потом, что бьешь корпус, бьешь лоу. То есть через фин. Потому что вижу, ты чуть-чуть успеваешь. У него очень такие перспективные ребята в тайском боксе. Ну, Кижик, да, получил свои эти, да, наставления на предстоящий раунд. Ну, Динару там, конечно, пару ласковых. Тренер высказал, недоволен тренер ходом этого поединка. Оба держат. Удар только один раз колено. Точно замечание получил. Сильный удар. Хорошо, здорово было. Хорошая комбинация ногой. Очень быстро, хлестко провел, да? Да. Вот еще хорошо попадает колено. Он прочувствовал, сейчас его так будет весь бой вести. Вот еще раз попадает колено. Корпус у него открытый. Здесь всегда с левшой очень тяжело боксировать. Тем более, когда человек еще мастер спорта. Тут уже надо быть настороженным всегда. Сейчас тоже Гидротманов тоже хорошо провел серию ударов рукой. Ну, здесь, видите, как разделка 1, он такой непредсказуемый. Он может один удар решить весь поединок. Меньше 15 секунд остается
Ну, мне кажется, вот Кижик увеличивает, да, продолжает увеличивать свои преимущества. Хорошая поддержка. Хорошо тоже попал. У них вот тренер очень хорошо болеет за своих воспитанников. Его очень хорошо слышно со всего зала. Беги, блядь, ну ты попал, ну забеги ты, лол, что ты останавливаешься, ты проигрываешь, надо идти в ва-банк, что ты боишься, блядь? Столько летел, блядь, чтобы испугаться, что... Молодец. Так же, так же. Ну, Кижику говорят продолжать, в принципе, в том же духе. Да. У него все получается. Правильное наставление сейчас получил. В таком же духе поработать, в таком же темпе. Да, все работает, зачем что-то менять, да? Главное, дистанция. Хорошо на атаке. Лишних движений не делать. Ну вот Динара тренер призывал, надо идти уже ва-банк. Ну, тут ва-банк, видите, как он может напороться на страшный удар. Очко зарабатывает хорошо. План ва-банк, видимо, входил вот этот бэкфист. Вот, хорошо сейчас. Хороший удар коленом произвел. Вот еще раз. Хорошая поддержка у него. Каждое удачное действие Кижика сопровождается вот таким вот криками, да? Интересное выкрикивание у него. Ну, нестандартное, да? Да, нестандартное. Что-то он прямо как будто вызывает кого-то. — 40 секунд. Ух, прямой долетает. Прилично так. Вот колено. Еще раз колено. Все, он уже забрал. Это раунд осталось. 20 секунд. Ну, доработать просто надо. Просто надо доработать. Да, вот. Конечно, речь в углу Динара, извиняюсь, зашла о том, что выйти в банк, но тут другой вопрос, позволил ли, да, вот Кижик. Нет, тут Кижик как раз таки наоборот. Упрочил свое преимущество. Рефери должен сейчас много замечаний будет. Все, закончился раунд. Тут уже споров нет, что очкам выиграл. Да. Спортсмен ТВ. Я думаю, тут действительно, да, все ясно. Кижик Багай Ол. Хороший поединок продемонстрировал. Хорошо отработал все 3 раунда. Внимание, речь. Данный бой победу одержал спортсмен из красного угла. Багай Ол Кем. Да. Как и полагалось, Кижик Багай Ол, кандидат в мастера спорта из Республики Тыва. Кстати, двойной зачет у него оказывается. Он еще и представляет Хабаровский край помимо республики. И он выходит в полуфинал. Таким образом, в этой весовой категории, дорогие друзья, до 51 килограмма у нас состав полуфиналистов выглядит следующим образом. 2 якутянина, Петр Васильев и Иван Захаров. А также у нас в 1-2 числится Астемир Матаев из Москвы и, собственно, Кижик Багай Ол из Республики Тыва. Такой вот состав полуфиналистов у нас в весе до 51 килограмма. Ну а сейчас мы перейдем к категории до 67.
килограммов. У нас тут также четвертьфинал, и нас с вами ждут 4 поединка. И в этом весе у нас представлены 2 якутянина. Начинаем мы просмотр с поединка Тамерлана Баширова, мастера спорта международного класса из Чеченской Республики. Его вот он будет выступать в красной форме, но его соперник в синем углу ринга Пунхан Мамедов, мастер спорта из Краснодарского края. Интересное противостояние нас с вами ждет. И уже в следующем поединке, кстати, мы увидим Михаила Иванова, представителя сборной команды Республики Саха-Якутия. Он будет биться с Рустамом Авиловым из Челябинской области. Я наблюдал тоже на чемпионате России, тоже хорошо выступал. Спортсмен из Чеченской Республики Баширов Тамерлан. Это мы говорим о чемпионате в Ульяновске, да? Да, прошлогодний. Тамерлан Баширов, мастер спорта международного класса, представляющий Чеченскую Республику, и Пунхан Мамедов, мастер спорта из Краснодарского края. Ну давайте смотреть. Вот очки сейчас зарабатывает Баширов из Чечни. Не спешит. Тамерлан Баширов, для него это второй поединок. Он вчера в рамках 1/8 держал победу над Максимом Соболевым из Кемеровской области. Как жестко работает. Активно начали в первом же раунде. Ну а Пунхан Мамедов в 1/8 выиграл у Эдмона Хачатряна из Свердловской области. И сейчас вот они оба оспаривают выход, право выйти в полуфинал. Как жестко заряжает Тамерлан. Не торопится, не торопится. Подскользнулся. Здесь рефери говорил, повнимательно, что здесь бывает такой удар незаметно. Подскользнулся, или получил руки на тему. Сейчас замечание не было. Рукой не толкать. Лицо. Все, завершается первый раунд. Почему ты назад инициативу отдаешь, а? Почему пробуешь? Ты же жестко делаешь, ничего не это сам. Ты не чувствуешь, что не жестко делаешь, а? Ну что там делаешь? Нормально тут 1-2 нет. Сейчас такое. Что ты такой? Первый номер нам давай. Сразу отбирай ноги, после своего лоу-кука сразу колено сажай. Они ожидают. Ты можешь после своего лоу-кука сразу колено. Напоминаем, что это у нас четвертьфинал весовой категории до 67 килограммов. Поединок ведут мастер спорта международного класса из Чеченской Республики Тамерлан Баширов и мастер спорта из Краснодарского края Пунхан Мамедов. Ребята сейчас очень заряжены. Рвутся в бой. Оба не хотят отдавать победу.
Следующее предупреждение, потом уже официально. Они уже оба профессионалы. Поэтому здесь очень такие тонкости в К1 одержания. Сейчас опять будет. Баширов раз за разом, да, левый вот так, значит, Да. заряжает. Сколько он уже там всадил? Хорошо попадает. Вот он, видите, в левой стойке работает Баширов. Вот какие что требовали доказательства, официальное предупреждение для удержания бойца синего угла Мамедова из Краснодарского края. Хорошо, лоу-кик. Через защиту он пробивает. Баширов. Вот еще раз попадает. Здесь рефери должен остановить, потому что зажимает кого-то. Второй раунд заканчивается. Да, однозначно. Тамерлан очень уверенно забирает этот раунд. Да, проверка на прочность у нас. Да. Получилось. Два балла проигрыш. А? 2 балла проигрыш. Конечно, нет, у одного 4. Мам, я люблю тебя. Ну, это говорит, да, о том, что действительно у Тамерлана все дела идут очень хорошо, что даже вот между раундами, да, у Тамерлана есть время, да, передать привет маме, признаться в любви. Ну, да, здорово, конечно. Оптимистично настроился. Молодец. Вот я думаю, у нас же сигнал идет и не только вот по телеканалу «Мама», да, и в YouTube у нас идет сигнал. Я думаю, если вот мама Тамерлана вот, в Грозном, ну вообще вот в Чечне вот тоже смотрит, я думаю, и очень приятно было бы. Они ярые болельщики, так что я думаю, что там они обязательно смотрят, родные. Последнее предупреждение секундантам дал за подсказку. Команд. Да, очень жестко работает Баширов. Да, Мамедов тоже хорошо прописывает лоу-кик. Сейчас бэкфаст Мамедов сделал. Мамедов не успевает просто руки поднимать, и Баширов получается довести удары до цели. Ну и последние секунды. 10 секунд. Кто успеет тут записать на свои активбаллы?
Немного растерялся, да. Спортсмены друг другу уже делают замечания, иди туда. Завершился третий раунд. Да, хорошую работу проделал Тамерлан Баширов. Да, и Тамерлан Баширов таким образом выходит в полуфинал состязаний среди мужчин весовой категории до 67 килограмм. Мы тут с представителями тренерского штаба, да, вот Краснодарского края, есть что обсудить. Не просто вот взял, поблагодарил, да, что-то успели там обговорить. Ну, да. Очень красивая победа, действительно, Тамерлан очень хорошо работал, причем очень жестко, как вы видели. Хороший бой. Это, по всей видимости, вот тоже очередной месседж успел отправить Тамерлан. Не расслышал я, но действительно вот приятно видеть, как спортсмен выступает в хорошем настроении, у него все получается. И, собственно, с таким же хорошим настроением он отправился готовиться к полуфиналу. Но в конце он, конечно, уже не пробивал, да, чисто обозначил. Погасил инерцию удара. Как я понимаю, после сигнала стоп же было, да? Итак, идем далее, дорогие друзья. Это у нас Михаил Иванов на ваших телеэкранах. Представитель сборной команды Республики Саха-Якутия. Это также вес до 67 килограммов, четвертьфинал. Ну, а его соперником в борьбе за выход в 1/2 будет Рустам Авилов, мастер спорта из Челябинской области. Для обоих спортсменов это второй поединок, но для Михаила Иванова точно. В 1/8 финала Михаил Иванов победил Александра Сибуканова, мастера спорта из Алтайского края. И вот сейчас в четвертьфинале он встречается с еще одним мастером спорта, Рустамом Авиловым из Челябинской области. Если мне память не изменяет, Рустам тоже выступал. Да, так и есть. Рустам Авилов на стадии 1/8 финала он выиграл у Кудаймарган Кунга, кандидата мастера спорта из Республики Тыва. Второй поединок для обоих спортсменов. Михаил Иванов у нас является обладателем, победителем турнира World Cup Diamond, если говорить о его достижениях. Ну и у нас, видим то, что соперник, да, вот Рустам Авилов уже находится на ринге. А Михаил Иванов пока не вышел. Не совсем. Ждет перчатки. А, да, по всей видимости, перчаток на нем нет. Отмечали мы уже то, что вот сейчас на этих соревнованиях, да, спортсмены... Он ждал бокового судьи. Сейчас была пересменка боковых судей. И перчаток тоже не было. Вот про экипировку мы уже говорили, то, что сейчас у всех стандартная экипировка, то есть организаторы соревнований предоставляют экипировку спортсменам. Нет такого понятия, что каждый спортсмен приходит с личной, да, с личными перчатками, вот, и так далее. То есть это действительно ускоряет процесс проведения соревнований. Ну и, конечно же, на корню искореняет возможность, да, каких-либо спорных моментов там и так далее. Действительно, стандартизация — это всегда
Это всегда хорошо. Итак, начинаем. Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия, и Рустам Авилов, Челябинская область. Уходит с линии атаки Авилов. А это, между прочим, уже 20-я по счету пара сегодняшнего соревновательного дня. Всего запланировано 38. О, тут пропускает Михаил. Надо держать руки повыше. Хороший лоу-кик заряжает Иванов. Половина раунда уже позади. Надо ему поднять темп. Видно, что не спешит пока. Доставить до цели. Очень хорошо. Попытка, да, вот провести удар по третьему этажу. Ну, Михаил не то чтобы вот постоянно идет вперед и все время работает, но он всегда в движении, всегда вот движется в сторону соперника. Вот, хорошо вот сейчас. Вот здорово. Хорошо по колену попадает. И вот на такой ноте завершается первый раунд. Первый раунд забрал. Ну вот не удалось мне, да, расслышать, о чем уже говорили в углу Рустама Авилова. Там прям очень, практически шепотом, что ли, вот, разговаривали. Ну а что касается нашего угла, то вот, отмечает Андрей Алексеев то, что соперник-то статичный, да, он стоит, надо как бы обращать внимание на этот момент. Говорю о статичности, смотрите, как начал Авилов этот раунд. Оба держат. Вот. Рефери должен сейчас замечание делать. Авилову прижимает его к канату и шею по поясу. На поясницу поднимает. Так надо кричать уже. Брейк. Напомню, что Иванов работает и в правой, и в левой стойке. Хорошо достает правой рукой и добавить сразу в корпус. Работаем без борьбы. Не толкаем. Работаем. Толкает. Хорошо. Да, ряд лоу-киков, как по внешней, так и внутренней стороне. Вот еще хорошо. Серия, пошла серия, и обязательно с лоу-киком. Абилов пытается поломать бой, вот, все время идет в клинч, пытается сбавить темп, да. Да. Понимает, что отдает бой. Иванову надо пересечь. Вот.
Ну и вот мы видели представителей спортивного руководства, да, и, конечно, в частности, мы Александра Михайлова видели, тренера нашего прославленного Александра Иванова, вот, чьей, собственно, победе посвящены данные соревнования. Напомню, в 1991 году Александр Иванов стал первым чемпионом мира из Советского Союза, и тем самым он проложил начало, да, становлению, развитию не только якутского, но и всероссийского, ну вообще кикбоксинга Советского Союза, тем и России. Ну, давайте досмотрим второй раунд. Тут 10 секунд. Михаил Иванов продолжает очень хорошо работать. Да. Если темп поднимет, то он может и закончить досрочно. Он забрал второй раунд. Щиток, поправьте. Щиток, поправьте. Да, все. И работает. Все у тебя получается. Bonita. Ano? Nagsawa pa rin ako para na corpus ko tinigyan. Ну и могли заметить, наверное, вы, дорогие друзья, то, что в углу от Михаила, да, присутствует Вадим Колтовской, лидер нашей команды, многократный чемпион России, чемпион Европы, который, к великому сожалению, вынужден пропускать домашний чемпионат ввиду травмы, которую он получил на последнем подготовительном этапе. Да более обидно. Но мы надеемся, что после чемпионата России будет организован спарринг, и Вадиму будет предоставлена возможность, чтобы отобраться на международные соревнования. Тем временем Михаил Иванов впечатывает просто колено. Так, и сейчас официальное предупреждение, что стоп-команду он не слышал. Так, и у нас с глазом, с левым глазом у нас проблемы у Михаила сейчас. Сейчас врач осмотрит, стоит ему продолжать бой или нет. Я надеюсь, что продолжит. Да, требуется Михаилу вмешательство медицины. Ух, неприятное рассечение, да, вот. Да. Над левым глазом. Ну, сейчас ему надо беречь. Да, вот. Сейчас должен замечание делать рефери. Они сейчас будут все время так хвататься. Замечание. Да. Это да, тут кикбоксинг. Не борьба и дзюдо, да. Чуть больше минут остается. Так, ну тут пропустил ряд таких вот прямых ударов. Авилов сейчас понял, что сейчас инициатива на его стороне, что то есть преимущество, что рассечение у Иванова. Он сейчас попытается всячески нейтрализовать. Да, активно работает Авилов. Оба хватает. Держит. Ну, надо Михаилу тоже работать, конечно. Ух. Хорошо. Тут Авилов, да. 20 секунд осталось. Поднять темп. Все, последние 10 секунд остается, и как болельщики, так и вот VIP-гости радостные. Уходить из угла. Все, звучит гонг. Ну, рассечение, конечно, неприятно.
Сейчас надо ему заштопать. Да, конечно, рассечение-то Оно всегда может неприятно. просто подействовать на следующий бой. Михаил Иванов Иванов объявляется победителем данного поединка, и таким образом он становится вторым полуфиналистом весовой категории до 67 килограммов. Вот надеемся, что в следующих поединках не возникнет проблем. Ну, я думаю, сейчас будет под вопросом. Сейчас рассечение может ему очень серьезное рассечение. Там, да, такое немаленькое рассечение. Сейчас. Ну и сразу, да, к врачу отправляется Михаил, это правильно. Ну, рассечения же еще бывают вот треугольной формы, да, и так далее. Ну, тут хотя бы этот в полоску идет. Здесь просто рассечение потом может подействовать на воспаление, то есть глаз может заплыть. Уже отстранено. Посмотрим. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Да, и поздравляем еще раз Михаила с выходом в полуфинал этой весовой категории. Абилов, конечно, не согласен с боем. Камиль Муртазалиев на ваших телеэкранах. Дорогие друзья, это мастер спорта из Москвы. Оспаривать путевку в полуфинал он будет с Халидом Хумидовым, также мастером спорта из Чеченской Республики. Камиль Муртазалиев на стадии 1/8 финала одержал победу над Абдурахимом Саидовым, обладателем первого разряда из Самарской области. Что касается Халида Хумидова, он выиграл у мастера спорта из Москвы Самира Наврузова. Ну и, соответственно, для обоих файтеров этот поединок станет вторым на текущем чемпионате. Двадцать первая по счету пара третьего соревновательного дня чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1. Ну и смотрим. Камиль Муртазалиев в красной форме, соответственно, в синей Халид Хумидов. Я думаю, мы в скором времени у нас, думаю, наступит перерыв. Примерно как и вчера, например. Вчера порядка 20 поединков мы показали в рамках, ну, так сказать, утренней программы. Подсказывает мне в том, что перерыва нет. То есть организаторы решили от свистка до свистка, да, вот сегодня все провести соревнования. Вчера вот на самом деле короткий перерыв был, но ничего страшного. Итак, подходит к завершению первый раунд. Осталось 30 секунд. Все, завершается первый раунд, звучит гонг. И Камиль Муртазалиев и Халид Хумидов отправляются по своим углам.
Поверил, да, Саид? Колен. С рук начинаешь. С рук начинаешь серийно. Все серии пропускают. Не надо с ним рубиться этими ногами. Серии руками хорошие, закончил ногой. Все, вся схема. На тебя бросается, встречный правый, отрабатывай. Все, не беги от него. Ну, тренер Камиля Муртазалиева призывает вот, не отходить от Халида Хамидова, когда он бросается, встречать правой. Сейчас, думаю, сейчас они активизируются. Да, вот уже как бы показывать. Сейчас широко будет. И Халид Хамидов активно проводит этот отрезок. Видим. Вот на VIP, ну не ложа, а за VIP столом у нас Леонид Спиридонов присутствует. Недавно он был назначен первым заместителем министра по физической культуре и спорту нашего региона. Мне кажется, это, наверное, первое, да, вот соревнование, где он в новой должности присутствует. Да. Ну, вполне может быть, да, что это первый турнир, первое состязание, где вот Леонид Спиридонов присутствует в качестве первого заместителя Иннокентия Григорьева. О чем-то очень оживленно вот обсуждают, разговаривают с Александром Михайловым. Итак, второй раунд у нас подходит к завершению. Коленом в прыжке пытался зарядить Кумидов. Сейчас справа Хамидов попал. Завершился второй раунд. Ну, здесь оба они активно работают и хотят отдавать. Раунд. Кам, попробуй классику, двоечку, классику, левый прямой, правый сбоку. Там уже по очкам далеко. Понял? Тут рефери должен наблюдать. Даже когда спортсмены отдыхают, нельзя стоять спиной к рингу. Он сейчас сделал замечание бойцу синего угла Чеченской республики. Вот он стоял сейчас спиной. Лицом к рингу надо стоять. Чем объясняется это правило? Вот чем объясняется вот, такой требование спортсмена? Ну, это как бы, чтобы не игнорировать. Он показывает свое неуважение. Это вопрос этики, да, получается? Да, это этика. Итак, третий заключительный раунд. Стоп! Команда, стоп! Останавливать бой. Вязкий, конечно. Бой у них у обоих. Вроде бы работают. Классический, но что-то вот у обоих. Что-то не хватает динамичности. Вот видите, тут всегда говорю, от рефери очень зависит тоже. Вот
эти вот, как говорят, обнимашки, что вот они держат друг друга, и уже все. Бой такой становится вязким, непонятно. Это пересекать должен сразу. Замечание, оба держат друг друга. Вроде бы начали работать. Это да, что-то часто вот вяжутся в клинче, да, наши спортсмены. Ух, хорошо боковым встретил Муртазалиев. 20 секунд. Все, звучит гонг. Завершается поединок. И сейчас будет объявлено решение судейской коллегии. Здесь последний раунд спортсмен из Чечни взял. Сейчас посмотрим решение судей. Ну что ж, противостояние двух мастеров спорта в четвертьфинале весовой категории до 67 килограммов. Двух полуфиналистов мы уже выявили. На середину. На середину. Внимание, регулярно. Победу единогласным решением судей одержал спортсмен из синего угла Халид Хумидов побеждает в этом поединке единогласным решением. И он становится полуфиналистом состязаний среди мужчин весовой категории до 67 килограмм. Напомним, что ранее в одну вторую этой весовой категории вышли мастер спорта международного класса из Чеченской Республики Тамерлан Баширов, а также представитель сборной команды республики Михаил Иванов. Получается, два представителя Чеченской Республики сейчас в полуфинале этой весовой категории. Сейчас вот готовится к бою наш земляк Денис Андреев. Да, абсолютно верно. Сейчас вновь мы увидим выступление якутянина. Ну а пока мы видим повторы минувшего поединка между Камилем Муртазалиевым и Халидом Хумидовым. Ну туда секунданты вот Камиля говорили, да, перед третьим раундом, то, что отставание в счете уже такое. Про балл уже забудь, надо сделать что-нибудь такое, да, чтобы на лаки панч, ну, на мощные удары. Но Халид Хумидов все-таки удержал свое преимущество. Итак, на ваших телеэкранах Денис Андреев, мастер спорта международного класса, один из лидеров нашей команды, и его соперник Вадим Давыдов, кандидат в мастера спорта из Москвы. Вот, кто-то из них вот станет последним полуфиналистом этой весовой категории. Денис Андреев у нас трехкратный чемпион России, чемпион Европы. Многие надежды тренерского штаба, вот, конечно, связаны именно с Денисом, мастером спорта международного класса. В 1/8 финала Денис выиграл у мастера спорта Максима Черненко из Приморского края. Ну а его соперник Вадим Давыдов, он является кандидатом в мастера спорта, представляет столицу страны. В 1/8 финала он, кстати, выиграл у якутянина Итала Петрова. Мы смотрим. Через защиту попал с разворота от Дениса Андреева. Не спешит. Хорошо коленом.
Разнообразно такую технику демонстрирует Денис Андреев. Молодец. Защита. Да, в защите тоже действует очень внимательно. Здорово. Попадает слева. По внутренней части бедра работает Денис. Хорошо боковым. Защита. Послушай, что скажет. Он открывается, правильно, дергай, двигайся. Сюда потяни. Что-то? Понял? Вот. Долго очень разведка, очень долгая разведка. Давай сам включайся. Смотри, сейчас выходишь вправо, показал. Это команда из Москвы. Мытищи представляет клуб из Мытищи Московской области. Вот у них тренер очень хороший. Знаю его. Вот. Ну и девушки хорошо выступили здесь на чемпионате. Ну вот Вадиму Давыдову как раз таки говорили, да, о том, что разведка у тебя затянулась, надо уже включаться. Ну, а в свою очередь Андрей Алексеев говорит, что в принципе все нормально, все нормально. Вот, встречать правой. Стоп! Стоп, тайм! Нейтральный угол. Секундантам даст указание, чтобы выйти. Ровно, спортсмен. Вот здесь. Ваш спортсмен. А вот здесь. Да, вот здесь будет. Надо еще протереть, по всей видимости. Ну, разумеется, да, помост, ну, ринг должен быть сухим, потому что... Такая мелочь может очень подействовать на итог боя. Хорошо в корпус попадает Денис. Замечание держит. Хорошо, печень попадает в область печени. Брейк! Вот, защита. Давыдов попадает в корпус. Пришел Давыдов с канатом. Все время на атаке. Секундант, сядьте на место. Андрей Алексеев и Вадим Колпаскович внимательно следят за данным поединком. Все, звучит гонг. Завершился второй раунд. Ну, по очкам здесь да, Денис взял второй раунд.
Сейчас послушаем, что скажет. Туда ходит, загоняй. Может, вперед пойти? Нет, так же, один. Он сам идет. Это уже лучше стало. Вот то же самое, поплотнее. От него отходишь, он все перехватывает. Пацан скоростнее, реально. Он на дистанции вообще длинная не работает. Назад отходишь. Вправо ушел. Крути, понял? Он очень плотно к тебе хочет контратаки. Секундант это Сергей Мурадов, тренер московской. Спортсмен, секундант, взять на них, убери телефон. Общая команда Москвы. Ну и Сергей отмечает, что вот Денис, да, вот плотно работает с ними, что отмечает, что быстрее, Денис, да, признает. Признает, да, тот факт, что Денис значительно быстрее Давыдова. Сейчас надо активизироваться Денису. Да, заключительная двухминутка. Стоп! Шаг назад. Оба держат. Тайм! Хоть! Тут в наступление пошел Давыдов. Да, он все время на атаке. Но не получается до конца довести удар. Попадает на защиту Денис Андреев. Вот эти сейчас шлепки, они не засчитываются. Здесь надо акцентированный, точный удар. Василий Егорович был на экране посередине, который сидел. Хороший удар, сейчас пошли один удар. Оба демонстрируют очень хорошую технику. 10 секунд. Ну, все. Завершается. Ну, это коронка у Дениса. Что-то он с опозданием показал это. Так, Решил в концовке поединка, да? На чемпионате Дальнего Востока он продемонстрировал, и вот он хорошо нокаутировал соперника. Такой комбинации. Ну что ж, и сейчас дождемся объявления. Я думаю, что здесь по очкам, конечно, Денис. В данном бою победу единогласным решением судьи одержал спортсмен из синего угла Андрей Денис. Да, так и есть. Единогласное решением судей Денис Андреев. Денис Андреев, мастер спорта международного класса, представляющий сборную команду республики, выходит в полуфинал весовой категории до 67 килограмм. И у нас, получается, стали известны все участники 1/2 финала в этом весе. Тамерлан Баширов, мастер спорта международного класса из Чеченской республики. Михаил Иванов из нашей команды, также мастер спорта Хумидов Халид из Чеченской республики. Получается, да, по 2 представителя. Вот, получается. Весовой категории. Вот, да, 2 представителя Чеченской республики, 2 представителя республики Саха-Якутия разыграют медали в полуфинале. Ну, в этой весовой категории. Поздравляем еще раз Дениса Андреева. Банда по весу
Идем далее. Это весовая категория до 75 килограмм. И Сайфуллах Хамбахадов на ваших телеэкранах. Готовится он выйти на ринг. Но что касается его соперника, он уже находится на ринге. Кирилл Степаненко, представитель Краснодарского края. Он в синем углу ринга. Сайфуллах Хамбахадов является мастером спорта. Ну, а Кирилл Степаненко, он кандидат в мастера спорта. Егоров Сергей. Эта весовая категория у нас только начинается, то есть ранее бойцы этого веса еще не выходили на ринг, и со стадии 1/4 финала начинается соревнование в этой категории. Ну, я и сразу еще отмечу то, что в оставшихся поединках да, больше нет представителей сборной команды республики. Ну да, у нас большие веса остались. Вот мы определим всех полуфиналистов категории до 75 килограмм. Затем перейдем к весу до 86. А затем к весу до 91 и свыше 91 килограмма. Инструктаж, краткий инструктаж от рефери. Рефери Александр Бабин, судья международной категории. Одно время он боксировал с Александром Михайловым, нашим Михайловичем. Вот ему в этом году исполняется 60 лет. Вот он в форме. Сегодня буквально утром с ним разговаривал. Он говорит, я хоть сейчас готов выйти на ринг. Держит форму. Да, и это здорово. Ну, Сайфуллах Хамбахадов, мастер спорта из Чеченской Республики, он у нас ведет поединок в красной форме. Ну, соответственно, в синей Кирилл Степаненко, кандидат в мастера спорта из Краснодарского края. Весовая категория до 75 килограмм. Ну, и тут, конечно, чем выше. Сейчас вот рефери сделал замечание обоим секундантам, то есть синего и красного угла, за подсказку. Боец синего угла сейчас хорошо подал удар коленом. Корпус. Интересно, вот сколько у нас по времени там, ну, завершается, наверное, да, близится к завершению. Раунд. Здесь, конечно, сейчас этот раунд забирает боец из синего угла. По одному очку. Скажи! 2-1. 2-1. Ага. Как это продолжается? Все отлично. Все отлично. Проходила дистанция. Пробил.
Алфа, что покосы, что хай сторону, сия, лакш правую, чем чего мне шо. Команда проект назад, или я бы делал. Сейчас рефери дал указание секундантам, чтобы они дали задание своему ученику, что брейк это шаг назад продолжаем, но они, видите, друг друга держат. Сейчас, если будут опять же продолжать вот такое держание, то будут уже показывать. Сейчас он держал ногу. Что, по сути, тоже мог быть, да? Предупрежден, получить мысленное замечание. Здесь говорю, вот, что рефери очень внимательно должен обращать на все вот эти нюансы. Внимание того, что это удержание, опасное движение. Сейчас боец красного через защиту хороший удар провел. Здесь вот, я думаю, надо темп поднять синему бойцу синего угла. Но пока активнее выглядит Сайфуллах. Хороший тут обмен устроили. Все, завершается раунд. И сейчас послушаем тренеров. Зачем ты лезешь? Не лезь, близко не лезь. Во-вторых, с дистанции. Хорошо, когда ты руками все попадаешь. И боковой заходит, и правый заходит. Все забудешь. Прямо с правого кипа не лезь. Ближний не залазь. Не залазь. Ну, работай с дистанции. Покидай меня. Кирилла Степаненко, его тренеры просят не лезть на рожон, поработать на дистанции. Пачкам отдает Стиву чеченскому бойцу. Завершающий третий раунд. Да. Заключительная двухминутка. И смотрите, как тут включается Кирилл Все, сейчас Степаненко. они активно пошли. Выжидают. Хороший прямой исполнил Степаненко. Ну, преимущество у Степаненко в росте. Чем он, собственно, и пользуется, да, в этом эпизоде. Вот, кстати, в клинче он отдает вот предпочтение чеченскому бойцу. Сайфуллах. Хорошо попадает в внутреннее бедро. Вот еще раз. Очко зарабатывает. Вот. Хорошо так попадает. Серия ударов. Амбаханов. Это, да, конечно, оба спортсмена стараются, да, максимально продуктивно использовать оставшееся время. Побольше очков записать в свой актив. У нас это последняя двухминутка.
последняя возможность вот, повлиять на... Сейчас хороший удар в корпус был. Вот еще раз. Ну и подходит к завершению данный поединок. Напомню, это у нас четвертьфинал весовой категории до 75 килограмм. Счет. Да, Сайфуллах Хамбахадов. Да, счет правильно он делает. Открывает. У него капа вылетел. Сейчас даст. Совсем растерялся Кирилл Степаненко. Надо вернуть капу. Стоп-тайм. Стоп-тайм. Сейчас будет активизироваться. Мощно, конечно, прилетело, и концовка данного поединка. Работает дальше Сайфуллах. Все, звучит гонг. Это конец поединка. Ну и сейчас дождемся решения судейской коллегии. Ну и было бы очень, конечно, интересно посмотреть повтор вот нокдауна, да, этого. Ну а тем временем, дорогие друзья, к нам присоединяется Владимир Иванов, заслуженный тренер России. Добрый день. У нас идет. Добрый день. Да, на самом интересном моменте я решил присоединиться. Победу, да, присуждают Сайфуллаху Хамбахадову, представителю Чеченской Республики, мастеру спорта. И таким образом он становится первым полуфиналистом весовой категории до 75 килограммов. Ну что ж, у нас первый полуфиналист выявлен, и мы видим еще несколько, да, вот поединков в этом весе. Также у нас есть категория до 86, до 91 и свыше 91 килограмма. Ну а мы смотрим повторы. Вот чувствительный удар был боковой. Ну и добавил тут, конечно, хай-кик. Видели, как в замедленном действии у нас улетает капа. Да, вовремя секундан остановил, посчитал счет, а так могло пройти еще тяжелее удар. Бом! Очень еще удар. добавил. Ну, убедительная победа. Так, это у нас Гаджи Дадаев выходит на ринг в красном углу, но это его соперник Роман Мирошниченко из Москвы. Гаджи Дадаев является, ну, как я уже сказал, он представляет Республику Дагестан. Роман Мирошниченко, ну, Москву и оба спортсмена являются кандидатами в мастера спорта. Гаджи Дадаев уже находится на ринге. Ну и Роман Мирошниченко тоже поднимается. Для обоих спортсменов это стартовый поединок. Ранее эта весовая категория у нас еще не выходила на ринг. Да, тяжелый вес, 75 килограмм, достаточно такой серьезный вес. Оба кандидата мастера спорта. И Москва, и Дагестан. Начинается поединок. Ух, ногами как сразу, да, Дадаев заряжает серию прям. Да, серию киков. Ногами поставлено у Гаджи. Ну и на третий этаж может спокойно закинуть.
Гаджи Дадаев. Так, первый раунд начался достаточно активно. Мидл-кик тоже хлесткий проходит. Четкие боковые. Разнообразнее, конечно, работает Гаджи Дадаев. Бэкфист. Да. Но мне кажется, несколько вот амплитуднее, да, вот его, ну, лоу-кики, по крайней мере. Да, с дистанции он использует свой рост и с дистанции хорошие лоу-кики пробивает и встречает в контратаке. Ловить ногу нельзя. Замечание. Очередной мидл-кик проходит и, ну, руками тоже доводит удары до цели. Хорошо видит. Так. Видимо, он тайским боксом занимался. Да, рефери сразу сделал замечание Гаджи. Да, уже второе замечание. Нельзя вот держать. Это в тайском боксе есть вот так. Ловить ногу. А здесь нет. Ну, я думаю, в динамике, да, в пылу борьбы инстинктивно, вот, наверное, да, ну, тупо по памяти мышц, наверное, можно это сделать. Завершается первый раунд. Послушаем работу секундантов, тренеров. Нужен правый сбоку. И левый чаще сбоку. Слышь? Ну, как по мне, Гаджи Дадаев, да, в первом раунде хороший себе задел вот обеспечил. Действительно, вот очень разнообразно работал Гаджи. Хорошие акцентированные лоу-кики, мидл-кики. Да, точнее был. Чистый вот прием из Муай-тай он показал. Итак, второй раунд. Хорошие историчные движения с ноги. Активно поддерживает Гаджи Дадаева, его земляки. Каждое его попадание вот сопровождается, да, вот такими выкриками. Да, команда за него болеет. Грамотно работает, конечно. Гаджи Дадаев с дистанции не подпускает. Стоп! Тайм! Нейтральный угол, боец. Экипировка, конечно, чуть подводит. Ну, тут, да, быстренько поправят. И сейчас Гаджи готов продолжить поединок. Серьезно такая трудная задача стоит перед Романом Мирошниченко. Да, его задача чуть подойти поближе. А Гаджи Дадаев ему не позволяет. Ну, до конца еще 40 секунд второго раунда. Два кандидата в мастера спорта выясняют отношения. Москва и Дагестан. Да, хороший удар по корпусу. Колено сразу пошло. Так, вот видите. Роман Мирошниченко подустал, конечно. Встречный колено. Ну и все, завершается второй раунд. Скандирует Дагестан, Дагестан. Видим протест писать.
Хороший. Рома, чаще корпус, блядь, вот здесь Чури его держал, надо было на руку. Колено дай голову, все, переводи на руки, блядь, сразу переводи на руки. На корпус он оставил. Живот бей, понял, Ром? Живот корми. Третий раунд корми живот. голову, Все, он блядь. сейчас рухнет. Ты ногами заигрываешь, не светь какой направо. Призывает Романа Мирошниченко вот, работать по корпусу, да? Да, побольше по корпусу. Ну, правильно секунданты тренера говорят. Выше, соответственно, чтобы сблизиться к нему, надо начинать с корпуса и сближаться. Ну, здесь, конечно, нарушили. Нельзя так поступать. Встал, и вот колено. Ну, тут, за, да, это, кстати. за это надо сразу сдавать предупреждение. Без капа вышел Гаджи Дадаев. Вот Мирошниченко в конце второго раунда выглядел уж совсем уставшим. Быстренько восстановил, да? Да. Как мы видим, запасы сил. Сейчас уже выглядит очень свежо. Сейчас собрался. Это уже последний раунд. Выход в полуфинал. Он держал, конечно, за ногу. Что запрещено правильно. Да, что-то не по очереди решили. Последняя двухминутка. Ну, Дадаев выжидает своего соперника. Мирошниченко пошел вперед. У каждого свое желание победить, вырвать третий раунд. Хорошая встреча справа руки. Вот заряжает с правой руки. Мирошниченко готовит этот акцентированный такой нацеленный удар на нокаут. Вперед. Так, забрался. Сбоку хорошо. Подустал Мирошниченко, конечно, руки опускает. Попытка бэкфиста. Ну, видим, да, тут оба спортсмена уже уставшие. Ну, Дадаев вообще как-то шатка на ногах. Стоит. И удары такие уже. Сабики. Пропускает Дадаев. Ну, видим, да, устал Дадаев. Ну и Мирошниченко ведь. Да, вы тоже выложился. Да, выложились оба. Но все-таки в конце раунда больше сил у Мирошниченко. Да, сейчас дождемся, что скажет судьи. Ну вот на заднем фоне можем заметить, да, как молодые люди. Да, дагестанская команда да? очень сплоченная, болеет за своего. Понимает, что это выход в полуфинал. Поддерживает своего. И тишина. Ждут решения судей. Дагестан или Москва? Единогласно. Гаджи Дадаев. Да. Объявляется победителем, и он выходит в полуфинал. Ну, сейчас из Республики Саха-Якутия будет выходить Салават Серикбаев, кандидат в мастера спорта. Ну и из Чеченской Республики. Тоже кандидат в мастера спорта. Денис Хан Такаев. Да, и таким образом выявили мы двух полуфиналистов весовой категории до 75 килограммов. Это Сайфуллах Хамбахадов, мастер спорта. И вот вторым полуфиналистом у нас стал кандидат в мастера спорта из Дагестана Гаджи Дадаев. Ну тут, да, конечно, проблемы, да, возникли у него в третьем раунде. Подсел. Но, тем не менее, вот задел, который он обеспечил себе в предыдущих раундах, помог ему одержать в итоге победу. Денисхан Такаев, кандидат в мастера спорта из Чеченской Республики, на ваших телеэкранах.
И против него сейчас выйдет Салават Серикбаев, также кандидат мастера спорта из Республики Саха-Якутия. Ну что ж, дорогие друзья, да. Да, Салават, у нас Салават помахал. Ранее я вот объявил о том, что якутян-то не осталось. Не обратил внимания. Ну вот Салават у нас сейчас будет представлять честь республики в этой весовой категории. Двух мы полуфиналистов выявили, и сейчас, конечно, Салават будет биться за право выйти в одну-вторую. Салават, кстати, оказывается, напомнил мне, что он тренировался в детстве у меня еще. Так что давно он тренируется. Ну вот, значит, прекрасно знаете Салавата. Ну, будем болеть за него. Конечно, противник из Чеченской Республики. Не подарок. Итак, Денисхан Такаев, Чечня, и Салават Серикбаев, Якутия. Мы видим то, что Салават значительно выше своего соперника. Да, выше ростом Салават. Насколько он сумеет использовать свой рост. Так, ух, какой лоу-кик прилетает в исполнении Такаева. Тут надо, да, использовать преимущество в размахе рук. Пока разведывают друг друга. Идет разведка. По защите работает Салават. Такаев тем временем вот так ногой решил пробить. Как здорово. Показал он движение ногой и пробил в итоге рукой корпус. Получилось бы еще акцентирование. Вообще здорово было бы. Акцентированных ударов побольше Салавату. Да, чувствительно он попал. Такая реклама этажа. Салават наш. Ну да, это уже второе такое акцентированное попадание по ноге Салавата. Салават раньше в основном выступал по фулл-контакту. Это во времена, когда вот у вас тренировался, да? Ну, это он тогда-то был школьником. Так, ну тут что, просит, сдается, по всей видимости, да? Все живо. Травма ноги. Дает о себе знать. 4, 5, 6, ну что, собрался? 7, 8, готово. Будет продолжать? Он был. Так, разобрались в итоге, да? Отсчитали нокдаун и послушаем давайте тренеров. Я сушил ногу. Нет. Коленом поймать? Но. Просто за голову хватай, да и в голову бей его. Пускай нарушает. Его боковой. Да, Такаев, конечно, сейчас будет лоу-киком активно работать, почувствовал он. Ну да, но такая вот первый такой мощный лоу-кик всадил в самом начале поединка, затем добавил, но не знаю, вот прям таких мощных вроде два лоу-кика было, вот, да, ну со смачным звуком. Точные. Сейчас, конечно, безусловно, Такаев будет целиться туда же. Да. Ну, я думаю, сейчас во время вот перерыва между раундами все, наверное, слышали, да, то, что Салават сказал, да, да. Засушил мне ногу. Действительно. Ну вот, да, раз за разом заряжает лоу-кики, очень хлесткие у него лоу-кики у Такаева. Да. И вот опять. О, красиво в прыжке. На равновесие потерял.
Ну, в скорости проигрывает Салават. Такая намного разие выглядит. И... Да, и пожестче, конечно, был Да. акцентированный удар его. Такая. Правой рукой доводит удар до цели. Такаев. И вот с разворота решился пробить Денисхан Такаев. Салават собрался, молодец. Он все же бой дает при всем этом. Еще 40 секунд до конца. И вот да, то, о чем просили, да, вот тренеры Салавата, то что бери, хватай за голову и печатай в колено. Ну, вот продолжается вот эта вот серия лоу-киков. Вот Конечно, эффективность лоу-киков, вот да. На виду. Зрители видят. Ну, конечно, приличная сейчас нагрузка идет на ногу Салавата, да? Раз за разом туда прилетает и сразу же снова заряжает. Вот. Ну вот накормил, да? Вот показывает Такаев, что сейчас будет бить, и Салават все уже сразу. Да. Убирает ногу назад, выставляя вот корпус вперед. Ногу не защищает, подставляет. Если не поднимал, защищался. Ну все. Ну, сейчас он уже не может продолжать. Вот вам и польза лоу-киков, да, Да. ярчайший пример, дорогие друзья. Эффективность лоу-киков. Денисхан Такаев. Ну сколько он зарядил? В первом раунде вот два таких акцентированных было, но во втором уже... Да, раза 3-4, и уже вот, больше. вот и результат. И благодарят друг друга спортсмены. Победу регулярного преимущества одержал спортсмен из Красного Такаев Денис. Да, Денисхан Такаев, кандидат в мастера спорта из Чеченской Республики. Да, вышел в полуфинал. Стал он третьим полуфиналистом в этом весе. Ну а Салават Серикбаев завершает свое выступление на домашнем чемпионате. И несколько прихрамывая, Салават покидает ринг. Ну а Денисхан Такаев отправляется восстанавливать свои силы и готовится к полуфиналу. Осталось нам в этом весе, дорогие друзья, определить последнего полуфиналиста. Напомним, вот ранее в 1-2 категории до 75 у нас вышли мастер спорта из Чеченской Республики Сайфуллах Хамбахадов, Гаджи Дадаев, кандидат в мастера спорта из Республики Дагестан. И вот третьим полуфиналистом у нас стал Денисхан Такаев, также представляющий Чечню. Два представителя Чеченской Республики в полуфинале этого веса, как и в предыдущем, да, весе. Да, вот до 67 килограмм у нас также два представителя Чечни будет представлено в полуфиналах. В том весе еще два якутянина выступит. Итак, готовятся спортсмены выйти на ринг. Да, следующая пара. Сулейман Косумов, мастер спорта Чеченская Республика. И Александр Клейнкин, Санкт-Петербург. Тоже мастер спорта, весовая категория 75 килограмм. Ну, тут в случае победы Сулеймана может получиться, что три представителя Чечни будут в полуфинале. Рефери поединка Сергей Егоров, мастер спорта международного класса, судья международной категории, Республика Саха-Якутия. Дается команда файт, и начинается поединок. На кону выход в полуфинал. Обмен лоу-киками. Александр Клейнкин, левша. Идет разведка с дистанции. Вот как по этажам хорошо. Клейнкин работает. Да, оба спортсмена, кстати, вот являются мастерами спорта. Ну,
Левая у Кленкина, левая нога, да, вот здорово летает. Да, хлесткие неожиданные удары. Удар в печень с левой ноги. Касумов тоже проводит удар по корпусу. Да, отвечает, почувствовал удар и таким же ударом ответил. Так, тут по всей видимости хорошее такое попадание было. Пока осторожничает, но ищет. Хорошая связка была. Споткнулся во время атаки. Звучит гонг, завершается первый раунд. Послушаем тренеров и секундантов. Нормальный, Все сбиваем на все атаки. Молодец. Яркие моменты минувшего раунда в замедленном действии. Специально для вас, дорогие друзья. Да, операторы хорошие кадры подобрали для вас, чтобы насладились мастерством ребят. Второй раунд. Сейчас, конечно, будут поактивнее ребята. Уже накануне выход в полуфинал. Чеченский спортсмен пошел решительно вперед. Коленом залетает по корпусу Кленкин. Конечно, Сулейман надо плотнее работать, чуть приблизиться. Ну хорошо, да, у Кленкина поставлена работа левой ногой. Да, очень сильной ногой он вовремя пробивает дистанции, не подпускает противника. Молниеносно вылетает нога, и причем очень хлестко. Да, и по всем этажам может работать. Причем может вот подряд, да, к ряду 3 удара нанести, как мы видим. У него очень здорово получается именно вот с дистанции. Хотя он чуть ниже ростом, да? Ногами у него феноменальная работа. И коленом. Да, вот, кстати, периодически, ну, оценивая ситуацию, да, он может до этого тоже так же делать, коленом влететь в корпус. До конца 30 секунд. Сулейман, конечно, старается идти вперед, близиться больше. Последние секунды второго раунда. Сейчас послушаем секундантов. Установки их. Он только зарядился сейчас на правое лово. Правый лово он тебе по всей стане. Поэтому не пускай просто правый лово. Проваливай и подбирай его. Давай.
как отжимает канатом и там пытается. Бог, ставь! Бог сюда! Левый, право, вверх! Чемпион будет вот. Ну и повторы. Дается команда файт. Активно начал Кленкин Александр. Решающий раунд, третий. Сулейман Касумов идет вперед. Да, конечно, надо Сулейману плотнее работать, если он хочет выиграть этот раунд, бой. В дистанции сложновато переиграть Александра Кленкина. Поздно начал, конечно, Сулейман Касумов. Свои стези должен был раньше начинать. Касумов, да, возвращает должен. Да, за эти мощные лоу-кики. А Кленкин что? Подсел? Подсел, да. Отдают инициативу. Находит момент. Молодец. Выжидает, встречает, контратакует. Завершается поединок. Последнее слово за судьями. Тренер, конечно, недоволен. Третий раунд отдал Александр Кленкин. Итак, Санкт-Петербург или Чеченская республика. Внимание, в данном бою победу одержал спортсмен красного угла. Сулейман Касумов. Да, он был живее, активнее. При равном бою Сулейман Касумов выиграл последний раунд. Это важный момент. Ну, Александр Кленкин, да, под конец. Да. Сел, да, подсел. Встал. Ну, Сулейман должен был раньше начинать так. Он так в равном бою мог и уступить. А сейчас вот за счет третьего раунда сам чуть недоволен. Понимает о том, что все было на грани. Вот интересные моменты для вас, телезрители. Операторы подготовили. Ну и очень активно Сулеймана поддерживали. Таким образом, все полуфиналисты известны: Сайфуллах Хамбахадов, Чеченская республика, Гаджи Дадаев, Дагестан, и Хан Денис Такаев, Сулейман Касумов. Три представителя Чечни в полуфинале в этом весе. Переходим к следующей категории до 86 килограмм. Сергей Пономарев на ваших телеэкранах только что был, заслуженный мастер спорта из Пермского края. Ну а это его соперник Алексей Дмитриев, кандидат в мастера спорта из Калининградской области.
Да, серьезно заслуженный мастер спорта против кандидата в мастера спорта. Испытание ждет, да? Хотя в первый день мы видели, как кандидаты мастера спорта побеждали у заслуженных мастеров спорта, у международников. Да, бывает и такое. Но это кикбоксинг. Это уже... Повторится ли это? Вот вопрос самый главный. Ну, это уже потяжелее, да, ребята, будут 86 до 86 килограмм весовая категория. Тут, конечно, уже да, здесь цена одного пропущенного удара. Здесь уже... ошибки не прощаются. Первый раунд. Дай! Файт! Егоров дает команду файт. И начинается. Сергей Пономарев первую атаку, второй лоу-кик. Ну, уверенно начинает. Прощаем первый стоял край. Алексей Дмитриев ждет. Старается на контратаке работать. Ну, в этом весе, конечно, любой удар может и стать решающим, в плане решить, да, исход поединка. Цена ошибки тут, конечно, очень-очень высока. Ну что ж, пошли. Последний раунд. Ну, первый раунд завершается. 15 секунд до конца остается. Уверенно пока бой ведет Пономарев. Завершается раунд, и сейчас у нас будет возможность послушать тренеров. Вода. Тихо, отойди. Право, вдохни. Смотри, он постоянно тебя щупает левый. Вот сейчас на лапу что с тобой делаем? Понял? Вот сейчас же ты делаешь на лапу. Смотри, только структура. Право, руку следует очередя. Не конечно, малочисленные, но их не надо на свою работу. Для печени его надо раскрыть. Так, ты видишь, он маленький, как бы посложнее немножко. Правый должен быть. Вот, несколько заинтригованным я остался вот по итогам этого перерыва. В углу Алексея Дмитриева говорили вот о какой-то заготовке, да, домашней. Что делали на лапах, давай делай это. Помнишь, давай. Да, у них и тренер ставил коронку. Излюбленные приемы, удары. Наверное, какой-то прием вот именно на случай, если выйдешь против да, заслуженного мастера, да, страны. Вот эту работу вот на лапах, видимо, и отрабатывали. Алексей Дмитриев через руку от левой руки. Замечание рефери за подсказки.
Да, секунданты очень эмоциональные. Стараются подсказывать. Напомним, что у нас Сергей Пономарев, да, он является заслуженным мастером спорта. Ну а Дмитриев Алексей — кандидат в мастера спорта. Конечно, Пономарев увереннее. Опыт есть опыт. Ну опять-таки, да, если вспоминать истории, когда кандидаты побеждали и заслуженных, да, и международников в первый соревновательный день. Да и если помнить о том, что это все-таки 80 категория до 86 килограмм, тут буквально на мгновение потеряешь, да, бдительность, да, пролетит, конечно. Мало не покажется. Да, можно пойти лечь, спать раньше запланированного. Уже остался последний третий раунд. Пономарев ведет. Уверенно ведет. Надо работать. Воду давай, воду. Надо работать. Ты перестаешь. Понял, да? Надо работать. На попей. Надо работать. Понял? Откровенно, то есть как бы не лезь. То есть четко. Сам вот этот темп держи, да, где-то так провалить, то есть на ногах дергать, ноги включай. Сергея Пономарева призывают держаться, да, такого же темпа, сохранять этот темп. Значит, все устраивает тренеров. Третий раунд, дай! Моментально, конечно, Сергей вмешивается, да, в ход данного поединка, очень внимательно следит. Ну, уже почувствовал победу и решил поиграть на дистанции, работать. Что, мне кажется, Пономарев решил вот оставшиеся минуты работать активно, да, и тем самым вот погасить энтузиазм Дмитриева. Точно, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Файт! Да, возобновляется поединок. Сергей Пономарев, вот видим, если начнет, да, работать жестко, то это опасно. Тут хотел, конечно, подключить колено. Алексей Дмитриев молодец в Калининградской области, конечно, кандидат в мастера спорта против заслуженного мастера спорта вышел, и все 3 раунда провел. Достойно. И 3 раунда, ну, не отстоял же, да, работал. Да. Вот что мог показать, да, он действительно показал. Ну, в любом случае, опыт приобретает, работая с такими титулованными спортсменами, как Сергей Пономарев. Внимание! В данном бою победу единогласным решением судей одержал спортсмен из красного угла Сергей Пономарев, Пермский край. Да, единогласным решением судей Сергей Пономарев, заслуженный мастер спорта с Пермского края, вышел в полуфинал. Одержал победу.
доволен боем Сергей Пономарев. Ну а сейчас мы ждем следующую пару. Весовая категория 86 килограмм. На ринг выйдет. Давайте сейчас посмотрим повтор, как Сергей Пономарев одержал победу в этом бою. Вот точный удар. И здесь начал пересчитать счет. Заслуженная победа Сергея Пономарева. Уверенная. Так, готовится к выходу на ринг мастер спорта Самарской области Владимир Чабанов. С синего угла спортсмен Чеченской Республики, мастер спорта международного класса Адам Хадиев. Напоминаю, это весовая категория 86 килограмм. Спортсмены борются за выход в полуфинал. Одержавшие победу в этом бою автоматически получают медали чемпионата России в городе Якутск. Так, спортсмены готовы. Судьи готовы. Первый тайм на середину спортсменов. Рефери дал команду файт. Так, бой начинается с разведки. Активно начинает Адам Хадиев. Владимир Чабанов пока ищет, разведывает. Он выше ростом, в красной форме. Спортсмен Чеченской Республики Адам Хадиев, мастер спорта международного класса. Поопытнее получается. Но Владимир Чабанов серьезно настроен. Пресекает атаки чеченского спортсмена. Так, извиняется. Удар пришел на пояса. Встречная контратака была. Ну, последние 10 секунд тоже сделает последнюю атаку. Это тоже важный момент для судейского корпуса, чтобы считать очки. Ну, послушаем тренерский состав, секундантов, их советы. После атаки всегда пускай как левую руку, всегда. Вот здесь попробуй закончить не луки, попробуй закончить ногой башку, потому что левой руки там нет. Взяли лишние удары красивые. Спортсмены на середину.
Ну что ж, вы услышали то, как Владимиру Чабану дали установку, что чеченский спортсмен опускает руку и надо провести удар в голову. Посмотрим, насколько спортсмен из Самарской области слушает установки тренерские. Напомню, Адам Халиев, мастер спорта международного класса, опытный спортсмен Чеченской республики. Оба спортсмена очень могут, да, вот предельно жестко работать. И учитывая вот весовую категорию, да, тут, конечно, любой удар может оказаться решающим. Вот видим, насколько акцентирована как работа руками, да, так и ногами. Вот Чабану так очень легко, да, выбрасывает хай-кик. Попытка провести бэкфист. Да, хватать нельзя. Но туда сразу получил замечание, то, что у нас бэкфист проводится перчаткой. Тут есть опасность нанести удар локтем, да? Да. Что, конечно же, правильно запрещено. Хоть у нас К1 и является самым жестким разделом в кикбоксинге, тут, конечно, есть все-таки ограничения. Локтями бить тут, конечно, запрещено. Ну, добавь сюда локти, это в тайский бокс превратилось, да? Тайский бокс. У нас тут никаких ограничений по силе удара нету. Это разрешена работа коленом, что, собственно, демонстрируют там спортсмены. Интересный раунд у нас прошел, и спортсмен отправляется по углам. Активнее стали оба спортсмена. Там вниз, там вниз. Подрезал вниз. Дай ему дистанцию ближнюю вверх. Веди к этому нахуй руками, блядь, по-собранному. Дал руками, схватил колено, задел, дал руками, схватил колено, задел. Ну и нахуй дай ему дистанцию. Ближе, пока. Ну тут да, в углу Владимира несколько такая экспрессивная, да? Несколько экспрессивный такой разбор полетов. Да, оживленная такая беседа прошла между тренерами и спортсменом. Ну тут, конечно, на кону-то выход в полуфинал, действительно. Да. Медаль бронзовая обеспечена победителю. Сейчас решительный последний раунд. Ну а тут сейчас, конечно, нас с вами ждет, я думаю, очень живой, да, динамичный третий раунд. Адам Халиев, мастер спорта международного класса, встретился с таким, ну, серьезным соперником, да, крупным. Крупным, но несмотря на свои габариты, кстати, Владимир Чабану, ну, такой резкий, да? Да, он дистанция хорошо пробивает. И колено использует. Как быстро работает руками, так и поймал. Получилось, да, ровно, то, что движение попал в опорную ногу. Ну и Чабану может хороший с разворота удар проходит. Очень хорошо. Повторить этот удар. Ну и представители Чеченской Республики очень активно, конечно, поддерживают Адама. Владимир, конечно, относится к числу тех спортсменов, да, которые, несмотря на свои габариты, вот, очень быстро могут двигаться, проводить вот удары. И атакуют. Что интересно, Адам Халиев ниже ростом и вторым номером еще работает. Итак, уже 25 секунд до конца. Кому достанется бронзовая медаль? Да, меньше 20 секунд и буквально последнее мгновение, когда можно записать на свой счет
баллы. Смотрим. И ох! Вот какую, да, красоту показал Адам Халиев. И, по всей видимости, заканчивается, да, поединок. Да, прозвучал поединок гонг. закончился. Сейчас ждем решения судей. Адам Халиев в целом остался доволен, кажется, поединком, да, вот поприветствовали друг друга в углу. Ну, решение судей. Адам Халиев. Адам Халиев, мастер спорта международного класса, пробился в полуфинал. Да, вышел он в 1/2 финала весовой категории до 86 килограмм. Ну, подтвердил, да, свое преимущество в опыте, да, все-таки мастер спорта международного класса. Но бой был для него, конечно, такой сложный. Да, далеко не прогулка, да, легкая по парку. Пришлось, конечно, ему попотеть в буквальном смысле. Довольно. Ну, это радует. Да, после хорошего поединка, почему бы... Город Якутск ему подарил бронзовую медаль уже. Ну, пожелаем ему, чтобы он и в финал пробился. Ну, в этом весе, да, он вот точно, однозначно в число лучших входит, точно, но не всегда же получается так, что вот лучший действительно пробивается в финал, да, может всякое случиться. Да. И все покажет ринг. И все покажет наша компания в прямом эфире. Идем далее, дорогие друзья, на ваших телеэкранах. Еще один мастер спорта международного класса, это Денис Бочаров. Представляет он Нижегородскую, сразу две области, Нижегородскую и Владимирскую области. Это его соперник Мохмад Эми Асмаев, кандидат в мастера спорта из Чеченской Республики. Я думаю, телезрители вот замечают, да, то, что насколько часто вот на ринг выходят представители Чеченской Республики, в частности, вот спортивного клуба «Ахмат». Да. Дело в том, что очень большая команда из Чечни прилетела в Якутск, 46 да, спортсменов заявлено, больше только у команды Якутии. У якутян 47 заявлено. Это вот если считать и мужчин, и женщин, и юниоров, юниорок. Большая команда, безусловно, и вот мы видим... Ну, чувствуется, что Кадыров, глава, поддерживает здорово кикбоксинг. Ну, любовь Рамзана Ахматовича к единоборствам, я думаю, да, все в курсе, насколько в этом регионе, да, поддерживается. Ну, спорт в целом, почему только единоборство там, в принципе. И вот как раз-таки это говорит, да, то, что 46 человек прилетело на чемпионат России в такую даль. Цифры говорят именно, ну, подтверждают. Поддержку главы. Да, безусловно. Чечня. Ну, тут, конечно, у Асмаева ждет очень непростой поединок, ведь против него вышел мастер спорта международного класса. Посмотрим, как тут будут развиваться события. Денис Бочаров. Вот напоминаем, что эта весовая категория, они для всех тут, ну, практически для всех это первые поединки, стартовые поединки. Как мне помнится, только на стадии 1/8 финала только один поединок прошел в этой весовой категории. Нет, я ввожу вас в заблуждение. Все-таки вообще, да, не было. Это, получается, состязания в этом весе начались сразу со стадии 1/4, и тут все спортсмены проводят свои стартовые поединки. Ну, Денис Бочаров, конечно, ведет бой, более опытен. Чувствуется, что мастер спорта международного класса. Да, на правах более мастеровитого человека с богатым багажом. Работает он первым номером. Вы держите второе. Файт!
И вот таким хайкиком завершается данный раунд. Красивая такая точка, да, скажем так. Вот мы видим родственников, да, нашего прославленного Александра Иванова. Угу. Сестра справа от вас Наталья Михайлова. Угу. Мать Александра Иванова. Ну и тренер Александр Михайлов, нашего прославленного спортсмена. Ну, в честь 30-летия его победы, и вот у нас сегодня проходит чемпионат России в городе Якутске. Ну и очень оживленное там, да, обсуждение идет, видимо, прошедшего раунда, что ли, или, может, вспоминают, да, поединки Александра Иванова, нашего прославленного действительно спортсмена, первого чемпиона мира из Советского Союза. Именно 30-летию его победы посвящены данный чемпионат и первенство России. Также эти соревнования посвящены 30-летию Федерации кикбоксинга России. Знаменательные даты, конечно, и очень отрадно, что вот приближенные, да, близкие люди Александра Иванова присутствуют на этих соревнованиях и смотрят, да, вот сколько же людей собрали соревнования, посвященные. Да, вот именно успех Александра Иванова подарил нам вот этот праздник спорта сегодня. И сколько чемпионов мира, столько спортсменов у нас. Именно бум-то начался, успех 30 лет тому назад Александр Иванов в Лондоне. Да, и вот в рамках передачи, да, вот кикбоксинг Якутии, 30 лет побед и прогресса, вот Наталья в интервью говорила то, что ведь, ну, в принципе-то всех этих побед могло и не быть, потому что в один момент, когда Александр Иванов был в старших классах, родители вот как-то хотели видеть его в другой сфере, да, вот, имеется в виду не в спорте, да, а вот хотели, чтобы он пошел экономистом, там, юристом условно, да. Но Александр Иванов все-таки, да, он по зову сердца пошел до конца, будучи уверен, что у него может получиться, да, и Наталья отметила тогда, кажется, это в передаче не попало, но я вот просто полное интервью видел, и Наталья отмечала, то, что в нашей семье принято, то, что вот родители уважают выбор, да, и мнение ребенка. И так и случилось, и вот во многом благодаря вот доверию, да, родителям Александра Иванова и, конечно же, в первую очередь целеустремленности, преданности своему делу самого Александра, вот случилась эта победа, которая стала катализатором развития якутского и российского кикбоксинга. Но тем временем завершается второй раунд. Уверенно ведет бой мастер спорта международного класса из Нижегородской Владимирской области Денис Почаров. После команды стоп-удар был. Увлеклись спортсмены. Ну и на кону последнего. Но в углу Дениса Бочарова стоит тишина. В принципе, можно предположить, да, то, что довольны ходом поединка, ведь действительно Денис подтверждает, да, свои преимущества. Ведет он в этом поединке, но вот в углу Махмада Миасмаева, там, конечно, повеселее обстановка. Ну, надо биться, ну, что тут делать? Попал на международника, не выйдешь, да, вот и просто стоять и собирать удары. Нет, ну что, собственно, и пытается делать Асмаев. Не выходит и в меру своих возможностей, конечно, пытается навязать, если не свой бой, то пытается навязать свой сценарий. Выигрышный какой-то для него сценарий, с учетом того, что против него сражается столь опытный и именитый боец. Четвертьфинал, на кону выход в полуфинал. И Асмаев ищет ключи для проведения вот своих приемов, ударов. Ну, конечно, тут очень
Ну, Бочаров, Тяжело. Ну, Бочаров ведет. Уверенно ведет. Но то, что чеченский спортсмен Осмаев сражается до конца. Ой, Ну, тут точный удар. целая серия попаданий. Точные удары серии пошли. Тяжелые удары. Устоял Осмаев. Тут Денис Бочаров, кажется, будет включаться, чтобы вот исключить, да, возможность того, что Осмаев подключит свои резервы и, например, пойдет вперед, набирать очки. Контролирует Бочаров. Но тут уже речь не сколько о контроле, да, тут уже забивать начинает своего соперника. Вот видим серия ударов по защите, лоу-кик. Ну, однозначно. Да. В одни ворота. Апперкотами работает мастер спорта международного класса. Вот тут, да, видим. Сил не осталось. Ну и столько... После таких ударов, да, конечно. Свеженьким живчиком ты в любом случае не останешься. Звучит гонг. И сейчас через пару мгновений будет озвучено официальное решение. Итог данного поединка. Ну, однозначно, Денис Бочаров одержал победу. Зрители все это увидели. Итак, решение судей. Да. Денис Бочаров, мастер спорта международного класса. Ну, поздравим его. Подтвердил звание фаворита. Уверенно победил в этом бою. Благодарит он тренеров своего соперника, благодарит рефери и идет отдыхать. Готовится к полуфиналу. Мы его на ринге вновь увидим завтра, по всей видимости. И все, с хорошим настроением. Да. Покидает ринг. Ну, помахал всем помахал. Ну, его самые интересные моменты его боя. Ну, узнали мы имена практически всех полуфиналистов. Осталось разыграть последнюю путевку. Ну, какие точные удары. Устоялось. Да, стоит отдать должное вот боец Осмаеву. Достоял. Итак, на ваших телеэкранах, дорогие друзья, это Шамиль Вагабов, представитель Приморского края, мастер спорта. И его соперник Хасбулатов, мастер спорта из Санкт-Петербурга. Да, противостояние двух мастеров спорта у нас в последнем четвертьфинальном поединке данной весовой категории. Напомним, что это у нас спортсмены. Если до этого все время 86. кто-то кандидат мастера спорта с мастером спорта международного класса встречался, мастер спорта с мастером спорта международного класса, то вот сейчас два мастера. И узнаем, кто из мастеров настоящий мастер. Да, кстати, друзья, все-таки, оказывается, я правильно, да, помнил о том, что все-таки один поединок в этой весовой категории в рамках 1/8 финала все-таки состоялся. И как раз-таки вот Хасбулат Хасбулатов, единственный поединок на стадии 1/8 в этом весе состоялся. И тогда Хасбулат Хасбулатов выиграл у кандидата мастера спорта из Волгоградской области Салмана Махамаева. То есть, получается, вот на стадии четвертьфинала, да, среди спортсменов до 86 килограммов, единственный вот, спортсмен, у которого это второй поединок будет, это Хасбулат Хасбулатов. Ну, значит, он более так раскроется сейчас в этом бою. Да, вот он вчера провел свой стартовый поединок. Но тут опять-таки, да, у каждого свое индивидуально. Можно говорить о том, что он вчера потратил энергию, да, вот, силы, но с другой стороны, наоборот, он первый поединок уже прошел, прочувствовал ринг, вкатился в процесс соревнований. Самое важное для любого спортсмена провести первый бой, после этого легче
уверенными. Ну, с разведки начинается первый раунд. Вагабов Булата. Напомним, это весовая категория 86 килограмм за выход в второй финал. Да, дорогие друзья, вот все поединки наших соревнований, чемпионата и первенства страны по кикбоксингу вы можете видеть на телеканале «Мамонт». А также если вы в Якутии, Мамонт. Да, на официальном YouTube-канале телекомпании НВК «Саха». Также у нас есть приложение, благодаря которому вы можете в прямом эфире смотреть, да, вот вообще эфир 3 телеканалов: НВК «Саха», «Мамонт» и «Якутия-24». Также хотим оповестить абонентов Ростелекома. «Мамонт» теперь доступен для пользователей этого провайдера. Если мне память не изменяет, то этот канал вы можете найти, нажав кнопку под номером 351. 351 номер у этого канала. Ну а финальные поединки будем транслировать на все эти каналы, да, и плюс, конечно же, главный канал у нас тоже будет работать, национальный канал НВК «Саха». О, да, все ждем финал, конечно. Там будут самые интересные бои. Так, закончился первый раунд. Послушаем тренерский состав секундантов. Ну а в целом, вот мы ранее, да, говорили о том, что данные соревнования посвящены знаменательному историческому моменту победе Александра Иванова на чемпионате мира, который прошел в Лондоне в 1991 году. Это мы подчеркиваем значимость, да, соревнований. Еще мы можем также добавить то, что Якутск стал первым городом на Дальнем Востоке. Да, на Дальнем Востоке, которому доверили проводить чемпионат страны по этому виду спорта. Ранее Якутск неоднократно принимал чемпионаты первенства Дальнего Востока. Вот в феврале же последний раз проводили, да, под сводами Дворца спорта 50 лет Победы. Можно вот считать, что это стало некой генеральной репетицией, да, перед стартом. У нас же дальневосточные первенства проходят, чемпионаты и первенства проходят в памяти также Александра Иванова. Да. И вот тогда по ходу этих соревнований президент Федерации кикбоксинга Дальнего Востока господин Ромашков, он также отмечал, что почему мы проводим эти соревнования здесь и почему будут проводиться чемпионаты и первенства страны в Якутске, это потому что Якутия является центром развития этого вида спорта на Дальнем Востоке. Абсолютно верно сказал. Ромашков. Да, Ромашков сегодня, кстати, тоже присутствовал. Да, он присутствует. Если смотреть вип-зону, второй справа. Да, второй справа. Кстати, вот Сергей Ромашков в прошлом году, получается, он выступал в качестве сокомментатора на чемпионате Дальнего Востока, который также проходил во Дворце спорта 50 лет Победы. Ну, кстати, надо нам его тоже пригласить сюда. Что же происходит, это все события чемпионата на Хорошая кандидатура, да? Уже имеет опыт выступления. Второй раунд у нас потихонечку близится к своему завершению. Напомню, что у нас в этом поединке противостоят друг другу два мастера спорта.
То есть это говорит о том, что они примерно на одном уровне находятся. Да, и по обоим видно, что они в равных условиях. Такого явного преимущества нет ни у кого. Судьям, конечно, будет сложновато решать. Тут, кстати, да, вот несколько раз у нас было вот так, что, например, один боец постоянно находится впереди, да, ну, идет, прессингует, он активнее, и может показаться то, что да, он однозначно выиграл, но нет, тут, конечно, да, учитываются акцентированные попадания. Да, точные удары, акцентированные, и судьи считают именно такие удары. Прилипать к нему. Добавляют очки. Вот резко встал, он в одним этом говорит. Атаку делаешь, не шаг назад, а к нему прилипай. Ты что делаешь-то? Прилипай. Ты не понял? А ты за... Ну да, то есть речь идет о том, что активная вот работа, да, это не всегда. Да, самое главное точный удар. Победа. Для судей. Да, можно вторым номером работая, да, вот мало выкидывая, но выкидывая точно, удары акцентированные и выиграть. У нас несколько случаев было, когда вот, даже мы, забегая вперед, уже вот, говорили о том, что победил вот один спортсмен, но нет, по подсчетам оказалось так, что тот, кто работал вторым номером, он попадал чаще. Да, на то и судейская бригада работает. Да, это их работа. Ну а в случае, если действительно вот что-то совсем уж, да, странно покажется одной команде, они могут написать протест? Не жалобу, протест, да, протест. Протест. И согласно регламенту протест будет рассмотрен, и вот по итогам пересмотра поединка, пересчета, да, пересматривается, если будет протест. Да, и там по новой подсчитают баллы, ну и там выносят решение. Но это мы не говорим о том, что тут какие-то скандалы. Нет, это все в рабочем порядке делается. Технические моменты. Да. Соревнований. Итак, последний раунд. Весовая категория 86 килограмм. Два мастера спорта Санкт-Петербурга и Приморского края. Кто выйдет из них? Полуфинал. Итак, замечания даются. С кем там, интересно, вот сейчас пару слов обменялся Хасбулат Хасбулатов, смотрел в сторону Випстова, да? Не в сторону вот своих секундантов. Да, интересно. 20 секунд остается, и сейчас, конечно, нужно включать свои резервы, остатки энергии и попытаться записать на свой счет как можно больше баллов. Ну что ж, последние секунды, последняя атака считается. И вот и завершается. Такое вот динамичное, красивое завершение поединка, активный обмен. И сейчас дождемся решения судей. Но потихоньку близится к своему завершению наш третий соревновательный день. У нас осталось 8 пар. 8 пар. Начали мы этот день с просмотра поединков женщин. Продолжили боями мужчин. Итак, решение судей. Победителем признали Шамиля Вагабова. Приморский край. Да, представители Приморского края. Он вышел в полуфинал. У него уже есть медаль бронзовая. Ну, поздравляем Шамиля Вагабова. Сейчас будет повтор наилучших таких моментов этого боя.
Шамиль доволен. Уже в кармане медаль бронзовая. Да, Шамиль прошел свой стартовый поединок на этом турнире. Дальше должно быть легче. Вот, кстати, Хасбулатов-то для него второй поединок был, получается. На втором поединке завершил свое выступление на этом турнире. Это спорт. Кто-то в любом, виде единоборств есть победитель и есть проигравший. В данном случае победителем стал Шамиль Вагабов. Идем дальше и переходим мы к весовой категории до 91 килограмма. На ваших телеэкранах Дмитрий Васенев. Это мастер спорта из Нижегородской области. И его соперником в этом бою будет кандидат в мастера спорта из Чеченской республики Муса Султаев. Готовятся спортсмены выйти на ринг. Переходим мы еще не к самым тяжелым ребятам, потому что вот после этой весовой категории мы еще посмотрим поединки спортсменов свыше 91 килограмма. Вот там, я думаю... Вот. У нас две весовые категории остались сегодня. Самые тяжелые. 91 и свыше 91. Было бы интересно, нокауты посмотреть. Да, зрители любят нокауты, конечно. Это всегда зрелищно, конечно. Все готово для начала этого поединка. Итак, с синего угла у нас Муса Султаев, Чеченская республика, он кандидат в мастера спорта. Ну а в красной форме Дмитрий Васенев, Нижегородская область, мастер спорта. Вот за 3 соревновательных дня, кстати, это самая тяжелая весовая категория. Ранее вот видели выступления спортсменов до 81 килограмма, но это уже... Да, здесь уже ощущается сила удара. Тяжелые удары прилетают. Да, тут атлеты, спортсмены под сотню, кило. Тут, конечно, удары намного серьезнее. И вдвойне надо быть повнимательнее в бою. Неожиданно один пропущенный удар может решить исход боя. Пока изучают, разведывают друг друга. Ну вот за эти 3 дня, 3 дня трансляции мы сколько? 2 нокаута мы видели. Настоящих нокаутов. Автором первого нокаута у нас стал Амир Альборов, который, кстати, тоже вот в тяжелой весовой категории выступает до 81 килограмма. Амир Альборов, мастер спорта из Москвы, вот, я думаю, вы все прекрасно помните, ударом правой руки, здорово поймав соперника на движении, отправил глубокий нокаут Алексея Фогеля, кандидата в мастера спорта из Алтайского края. Это у нас случилось в рамках первого соревновательного дня. Ну и затем, если это можно так назвать, эстафета нокаутов подхватил Камиль Муртазалиев, который в рамках второго соревновательного дня отправил нокаут с Абдурахима Саидова из Самарской области. Вот тогда Камиль коленом нокаутировал соперника. Да, почти с гонгом это произошло. Кстати, да, вместе с гонгом, можно сказать, да? Это как раз подтверждает то, о чем мы говорим, да, вот действительно вот в одно мгновение ты потеряешь концентрацию, может прилететь удар, который решит исход встречи. Вот тогда вот действительно прямо вместе с гонгом состоялся этот удар коленом и, собственно, победа таким образом пришла. Ну а тут ребята еще тяжелее, тут весовая категория до 91 килограмма. И у нас
Второй раунд. Да. Второй раунд. Дмитрий Васенев, Нижегородская область, он в красной форме. И Муса Султаев, представитель Чеченской Республики. Васенев у нас мастер спорта. Что касается Султаева, то он кандидат мастера спорта. Здесь, если удары идут от Дмитрия Васенева. Но Васенев, видим, что выше, да, и в принципе он держит на дистанции соперника. Грамотно держит дистанцию. И вот при надобности, вот, например, сейчас, да, вот коленом зарядил в корпус. Поднимает руку Дмитрий, надо поправить ему футы. Рефери продолжает бой. Ищет в контратаке. Вот такой в прыжке в ближнем бою. Удар колена. Ну вот потихоньку мы подходим, да, вот к финальным поединкам. Согласно программе, кстати, завтра у нас пройдет первая часть финальных поединков. То есть уже завтра мы уже увидим, да, да? некоторых, часть победителей и призеров уже определим. И вот победителей и призеров ждет очень интересная наградная атрибутика. Подарят ему интересные, специальные, такие уникальные медали, которые состоят из 8 элементов. И если их так раздвинуть, то получается лестница из 8 ступенек, на каждой из которых вот нанесены имена 8 чемпионов мира из Якутии. И получается вот ну, символично так, да, вот восхождение. Да, это такой медаль, пример Олимпу для спортсмена, получающего такой, где имена 8 чемпионов мира, и каждому захочется, да, к этому уровню подойти. И действительно вот нестандартной формы, да, вот что у нас в голове, что в голову приходит, когда мы слышим слово медаль. Круглая вещица на веревке. Нет, у нас подошли очень тщательно, с идеей. И вот эти медали вот имеют специальные подставки. Она как сувенир на стол, да? Можно поставить. И это касается не только золотой награды, кстати. Вот серебряные и бронзовые тоже выполнены ровно таким же образом. И вот имена 8 чемпионов мира, да, это, конечно же, Александр Иванов, Василий Павлов, Иннокентий Макаров, Василий Васильев, Семен Миронов, Лидия Андреева, Оксана Васильева и Мария Кривошапкина. Вот имена всех 8 якутян, которые вот смогли взойти на высшую ступень чемпионата мира. Ну, конечно же, достижение якутян этим не заканчивается. Я отмечу, что речь тут идет именно о чемпионате мира. А, конечно, если считать... Да, удар ниже пояса, хорошо. Да. Якутяне побеждали на чемпионатах Европы много раз, Азии и во всевозможных соревнованиях самого высокого масштаба. Да, неприятный удар, конечно, прилетел. Тут, конечно, понадобится время, да? Да, чуть остановиться. Васенову, чтобы прийти в себя. Ну, конечно, тут не специально этот удар был проведен. Само собой, в динамике, в пылу вот поединка, да? Да, такое бывает. Такое случается. Это, если вести аналогию, да, вот как в футболе иногда бывает, то, что специальные фолы, но игровой момент, так сказать. Но это, конечно, неприятно для Дмитрия, потому что это сбивает вообще темп, и на дыхалке, на дыхании это сказывается. Ну, в конце концов, это больно. Ну, Дмитрий... Да, собрался. Да, собрался и продолжает поединок. Тут коленом зарядил в голову. Так, и это нокдаун. Да. И вот просто показалось, что не самым сильным получился удар, но это вот на общем плане так, да, кажется. Ну, сейчас будет замедленная съемка, мы еще посмотрим. Там, да.
Вот если настолько крупный спортсмен тебе зарядит колено. Ох! И это, пожалуй, наверное, самый красивый нокаут текущих соревнований. Тут, конечно, попадание прямо в челюсть. Да, вот коварность удара коленом. Ну и как задирает на колено высоко, да, Дмитрий? Сразу видно, что маску надо снять. Умеет и любит такие удары проводить, но сейчас, конечно, понадобится вмешательство медицинской бригады. Ну, да, видим глубокий нокаут. Все еще в себя не пришел Муса Султаев. Но сейчас врачи помогут и... Ну, это вот на фоне предыдущего пропущенного удара. Второй удар оказался тяжелее. Да. Ну, повтор, конечно, будет. Не все сразу. Вот сейчас, да, вот потихоньку, да, приходит в себя Муса Султаев. Конечно, тяжелейший удар. Ну, напоминаем, что это весовая категория до 91 килограмма. Вот представьте, вот какой силы удар, да, вот коленом может нанести спортсмен, который выступает вот в такой весовой категории. И ну, был такой точный удар. Да. С прыжка. Вот благо еще в любительском кикбоксинге выступаем вот в шлемах, да? Ух. Да, точно такой. Ну это да, нокаут, конечно. Серьезный нокаут. Ну, надеемся, что Муса Султаев быстрее восстановится. Да, на ногах сейчас Султаев, я просто вот сейчас смотрю в сторону ринга. Но мы еще раз любуемся таким вот зрелищным, техничным действием в исполнении Дмитрия Васенева. Да, прилично так впечатал. Да, отработал удары. Дмитрий Васенев становится победителем. Ну и видим то, что Муса Султаев на ногах, да, и Дмитрий Васенев поблагодарил. Ну, все, слава богу. Да, соперника. Все нормально. Да, на своих ногах покинул ринг Муса Султаев. Сейчас, конечно, там нужно будет ему немножко с врачами, да, провести некие процедуры. Ну, а мы поздравляем Дмитрия Васенева с такой зрелищной победой. Действительно, вот этот удар стал украшением, да? Ну, я попереживал, конечно, за Мусу. Ну, потому что, да, действительно, очень глубокий нокаут. Не хотелось бы, чтобы такие удары спортсменов травмировали. Да, мы, конечно... Ну, как тренер говорил. Мы хотим хлеба и зрелищ, но как бы без каких-либо серьезных последствий для спортсменов, само собой. И вот. Ну, точно, да, хороший ракурс. Было видно, даже все-таки вот колено угодило прямо в челюсть. Ну что ж, мы идем далее. На ваших телеэкранах Павел Шатаев. Это представитель Приморского края. Он сейчас... дальневосточник наш. Да? Перворазрядник. И Булат Каимов, кандидат в мастера спорта Чеченской Республики. Да, еще один представитель Чеченской Республики. Выйдет в синем углу ринга. Вот он на ваших телеэкранах. Булат Каимов, кандидат в мастера спорта. Это у нас вторая четвертьфинальная встреча в весовой категории до 91 килограмма. Ну, сейчас ожидаем выхода на ринг спортсменов. Шатаев Павел уже в ринге. Да, и у нас сейчас спортсмены вышли на ринг. Вторая пара весовой категории 91 килограмм. Итак, короткий инструктаж перед стартом этой встречи. Напомним еще раз, Павел Шатаев. У него первый разряд, и Булат Каимов, у него
но он является кандидатом в мастера спорта. Но в данном случае, конечно, мы не можем говорить, да, о том, что колоссальная разница между спортсменами. Ну да. Первый разряд и КМС. Это Ну, не на одном уровне. Примерно, да. Вот, не идет же речь о том, что встречается кандидат в мастера спорта, заслуженным мастером спорта, да. Но хотя даже и в таких случаях у нас были сюрпризы. Все может быть, конечно. Да. В рамках первого соревновательного дня у нас сразу два кандидата в мастера спорта. Один победил заслуженного мастера, а другой международника. Так, у нас тут очень динамично развивается событие. Так, точный удар прошел, считает. Я как понял, ниже удар. Павел Шатаев в силах продолжить поединок. Вот, посмотрим, получится ли развить успех. Ну, сильный Булату кандидат. Гаимову. Без 5 минут мастер Булат Гаимов. Хороший такой хайкик выбрасывает Гаимов. Кстати, тут еще же может быть такое, то, что спортсмен выполнил, да, норматив, но еще не получил документ. И, например, у нас протокол идет как, например, КМС, а на самом деле вот человек уже Да, мастер тоже спорта, может да? быть. Тоже может быть. Порядка 35 секунд остается, и Гаимов продолжает развивать преимущество. Ну, Булат наиболее опытен, ощущается это. Да, однозначно тут Булат Гаимов забирает этот раунд. Сейчас еще такая разведка идет первого раунда. Со второго будет уже поактивнее. Ну и вот завершился первый раунд. У меня ощущение, что этот бой может досрочно закончиться. Ну, посмотрим. Не будем предугадывать. Он сейчас соберется. Павел Шатаев. И даст бой. Вышел, дерись, Шатаев. Иначе я тебя сниму. Дерись, настраивайся. Ну вот, действительно, есть все предпосылки, да, потому что Булат Гаимов завершит этот поединок досрочно, и вот сейчас мы видели, четкий пошел. Слышали, да, прекрасно, то, что вот в углу Павла Шатаева тренер говорит то, что, ну, собственно, зачем ты в Якутск приехал, да, ты приехал драться, ты дерись. А в противном случае, вот тренер напрямую сказал, то, что снимет. Одну только не сказал. Ты туристом сюда приехал? Или драться? Да. Я помню такие у нас тренеров и воспитанников. Бывали разговоры. Ну, приехал на соревнования, то надо выложиться. И вот начинается с жесткого лоу-кика, второй раунд. Но тут, да, тренер уведомил, да, своего подопечного, что если он не будет действительно драться, то будет выброшено полотенце. Несколько раз мы это уже видели в рамках этих 3 соревновательных дней, в том числе и Андрей Алексеев, да? Да. В одном поединке. Но он не выбросил полотенце, он аккуратно повесил на канат. Да, махать не стал, положил просто. Без какой-то суеты, спешки. Тут даже не сразу тогда все поняли, что вот, все-таки сдача, да, у нас факт сдачи. Ну что ж, смотрим, как Гаимов продолжает, да, но уже разбирать своего соперника. Вот, Катаев. Шатаев, извиняюсь, Шатаев начинает работать. Вот такая какой-то тренировочный бой превращается. Да, это плод вот, работы ногами, именно лоу-кик. 7, 8, 9, 10 по углам. Да, рефери сделал правильное решение.
Да, и тут дело нисколько не в том, что вот прошел жесткий лоу-кик и типа нога, да, повредилась, а в том, что действительно Булат Каимов превосходил. Да, и чтобы не травмировать спортсмена, лучше вовремя остановить бой. Да, потому Похвальное что решение рефери. сейчас Булат мог зарядить еще несколько раз туда, и действительно Шатаев мог получить серьезную травму. Ну, пожелаем Павлу Шатаеву дальнейших успехов. Да, ну а Булат Каимов, он выходит в полуфинал состязаний среди мужчин весовой категории до 91 килограмма. Да. Очень уверенную победу одержал. Да, у него уже есть медаль бронзовая. Тоже пожелаем ему, чтобы до финала добрался. Ну, сейчас покажут тот удар, который решил этот исход боя. Ну, не такой сильный удар был, но в целом чувствительный. Он до этого ногу ему пробил. И оставалось ничего, чтобы завершить этот бой. По чувствительному месту. На ваших телеэкранах это Хамзатбек Нуруддинов, кандидат в мастера спорта из Республики Дагестан. Сейчас он будет оспаривать право выйти в 1/2 финала с Никитой Даниловым, мастером спорта из Волгоградской области. Продолжаем мы просмотр поединков в весовой категории до 91 килограмма. Видим последние приготовления, да, перед стартом данной встречи. Ну что ж, да, вот как мы перешли, да, вот категории до 91 килограмма, мы видим тут очень жесткие удары, увидели глухой нокаут и вот 2 досрочные победы. Мы уже отмечали то, что действительно, чем выше весовая категория, тем тут вероятность нокаутов, нокдаунов, она выше. Так как... Да, у нас увеличилось вот с 91 килограмма досрочных побед. Сергей Егоров, мастер спорта международного класса, убедился в том, что все готовы, и дает команду «Файт». Вот по звуку можно узнать, да, то, что встречу обслуживает Сергей Егоров. Очень экспрессивно, так резко он дает команды, четко так. Да, эмоционально, четко. Он очень опытный у нас судья. В прошлом действующий, известный кикбоксер республики. Очень внимательно действует, да, Сергей Егоров внимательно следит и, конечно, тут, да... Плотно взялся Данила. Обслуживать встречи вот, у тяжеловесов, это, думаю, сложнее, да? Но нужно быть еще внимательнее, потому что тут, конечно, урон намного выше, чем у легковесов, и нужно очень внимательно следить за состоянием спортсменов, потому что спортсмен в большинстве случаев, он говорит, я готов продолжать, я вообще в порядке. Ну вот опытный рефери выпускается, поэтому в таких боях сложных. Тут помощь врача нужна. Так, отсечение. И дает команду «Файт» Сергей Егоров, да. И я думаю, могут возникнуть у телезрителей, да, почему в этом виде спорта... Так, звучит команда «Стоп». Отсчитывает нокдаун Сергей Егоров. Точный удар. Был, посчитал, остановил. Ну и сразу Данилов, да, включается тоже. Нацелен он, конечно, развить успех. Первого раунда. Ладно, вот уже град ударов сыпется.
отправляет спортсменов по углам, да, и по всей видимости, да. Ну, по всей видимости, отказался, да? Да, отказ секунданта. Решил, ну да, они, конечно, да, видели прекрасно вот то, что Никита Данилов, да, он уже... Да, эта травма была, он плохо видит. Чтобы не пропустил более тяжелый удар, его рассечение. Вот очередная досрочная победа. Да, вот, вес такой. Никита Данилов одерживает к тому же победу. Глаз заплыл. Да, увидел, совсем заплыл глаз. Думаю, Никита Данилов, да, поблагодарил своего соперника. Да, вот и не дал мне рассказать, да, Никита, свою историю. Очень динамично работал. Вот, я думаю, то, что у некоторых телезрителей могли возникнуть вопросы касательно того, что почему же команды даются на вот, английском, да, вот, языке, вот, fight, stop и так далее. Ну, вернее, будет на американском, да, американском английском, потому что этот вид спорта зародился, да, именно в Соединенных Штатах. В 70-х. И как это бывает, да, например, дзюдо у нас команды даются по-японски. Да. Ну, зачем тут далеко ходить за примером, да, Хапсагай у нас, масс-рестлинг. Ну, лучший пример, наверное, масс-рестлинг, потому что масс-рестлинг уже вышел на международную арену. И там, если соревнования проводятся, допустим, чемпионат США по масс-рестлингу, то участвуют там иностранцы, да, ну, имеется в виду американцы и так далее. Все равно команда дается ЧА. Да, на якутском. Да. Вот где зародился спорт, да, оттуда идет обычная практика. Да, практика. Итак, идем далее. У нас Анатолий Береза на ваших телеэкранах, кандидат в мастера спорта из Амурской области. И его соперником в борьбе за выход в полуфинал будет Валерий Безяев. Это мастер спорта из Пермского края. Это та же весовая категория, 91 килограмм. Это заключительный поединок, вот 1/4 финала в этом весе. Ну а затем мы перейдем к самым тяжелым участникам чемпионата весовой категории свыше 91 килограмма. Так что, друзья, ждут нас очень интересные поединки. Вот мы как перешли к весу до 91, у нас да. 3 поединка прошло и 3 досрочные победы. Большой, значит, вес, тяжелые удары. Да, и этот бой будет непростой для обоих спортсменов. Амурская область и Пермский край. Хайкик Безяев тут. Достаточно активно начали первый раунд. Возможно, они ранее встречались. Да, очень активная работа идет, но при этом как-то без особой суеты, да? Как-то буднично обмениваются активно ударами спортсмены. Еще один хайкик выбрасывает Безяев, но до цели не доходит. С разворота в корпус. Точный удар. И рукой тоже добавляет по корпусу. На отходе, конечно, сразу лоу-кик. Валерий Безяев-то начал хорошо после разведки. Да, отметим, что Валерий Безяев является мастером спорта. Но его соперник КМС, кандидат. Да. Чувствуется опыт. Прямое попадание, жесткое. Вот точный удар. 3, 4, 5, 6. Знаете, это как в футболе говорят, вот когда команда часто атакует активно, говорят, назревает гол, заслуженный гол, да, наиграли на этот гол. Ну, тут можем сказать то, что вот такой удар, да, попадание, оно назревал действительно. Валерий активно очень работал.
И, собственно, вот таким четким попаданием одержал красивую победу. Безусловно, конечно, в углу Анатолия Березы недовольны исходом данной встречи. И Валерий Безяев очень красивую победу одержал. Да, точный удар. Ну что, поздравим. У него уже медаль. Валерий Безяева, Крымский край. Он вышел в полуфинал. Конечно, Анатолий Береза недоволен, то что остановили. Ну что делать? Рефери влияет. Да, и хорошее настроение, отправляется готовиться к полуфиналу. Мы посмотрим. Оператор вам покажет. Это точный удар. Активно начали, конечно. И вот удар тот. То точный. В голову, в голову. Вот этот удар. Подбородок. Ну, очередная досрочная победа. Итак, мы идем далее, дорогие друзья. Мы приступаем сейчас уже к самой тяжелой весовой категории. Перед вами Ильдар Ибрагимов, кандидат в мастера спорта из республики Башкортостан. Противостоять ему будет также кандидат в мастера спорта Зубаир Хатуев из Чеченской республики. Так, ну, у нас сейчас в синем углу ринга вам показ Владимира Бухнин. Да, немножко я запутал вас. Но... Из красного угла выходит Магомед Адаев, кандидат в мастера спорта, Чеченская республика. Чеченской республики. Это вес выше 91 килограмма. Да, самые тяжелые спортсмены у нас выходят на ринг. Так, серьезный взгляд Владимира Бухнина на противника. Магомед Адаев не стал ему глаза смотреть. Ну, что ж, сейчас бой все решит. Мы смотрим. Самая тяжелая весовая категория. Магомед Адаев, представитель Чеченской республики, кандидат в мастера спорта. Да, серьезная команда из Чеченской республики, большая команда. Да, напомним, 46 спортсменов из Чечни прибыло в Якутск. У них есть уверенность, что в командном зачете они займут первое место. Как они приехали, они сразу такую установку дали. Мы хотим командой занять первое место на чемпионате России. Это не будет понятно. Но то, что у команды есть такие амбиции, это похвально. Безусловно. Ну да, в принципе, любая команда, если приводит с собой такое количество спортсменов, да, конечно, она нацелена только на достижение вот максимального результата. Вес, конечно, чуть помедленнее, чем 91 килограмм, но удары тяжелые. До конца раунда первого осталось 15 секунд. Адаев в атаке.
Бэкпис. Ну вот, первый раунд завершился. Интересную двухминутку провели спортсмены. Володя, где тот конячий джаб? Где тот джаб конячий, друг мой? Почему он тебя сдвигает маленький, сдвигает лося такого, блин? А? Ты чего опереться не можешь? Где апперкот твой снизу, блин? Жалко, мы с тобой не знаем чеченский. Да. Могли бы прокомментировать. В данном случае мы можем прокомментировать только вот недовольство, да, тренера Владимира Махнина. Удивляется его тренер, что спортсмен, выступающий в габаритах, вот. Ну, да, прижал его быть да, поактивнее. При его росте использовать удары снизу, останавливающие удары. Ну и тренер также интересовался, куда же пропали джебы, апперкоты Бахнина. Ну, вот оживился, конечно, Бахнин Владимир. Тренер ему дал серьезную такую установку. Вот и право снизу, вот, по корпусу, сбоку. Ну, второй разрядник дал бой, конечно, кандидату мастера спорта Адаеву. До конца второго раунда 40 секунд. Раз за разом боковой вот достигает цели в исполнении Адаева. Так, секундантов проваживает за то, что подсказывают спортсменам. Ну что ж, плотный бой. И завершается у нас второй раунд. Да, послушаем сейчас, о чем будут говорить тренеры. Смотри, я тебе подскажу очень просто. Чтобы его победить, его надо бить по пузу, ты уже сбил. Ты 2 раза по пузу ему дал, бэм, и у него глазки аж забегали. И ты все время липнешь к нему, он ниже тебя. Ты ударил, и руки на него положил. И он будет тут с тобой. Ты понял? Ну все, бегаем. Мы смотрим повторы. Да, установку дали Владимиру Бахнину почаще корпусу работать, снизу. И замедленные повторы. И решающий сейчас третий раунд. Пока такой равный бой идет. Кто покажет больше характера? Ну да, опять попадает Адаев. Напомним, это вес свыше 91 килограмма. В красной форме Магомед Адаев, кандидат мастера спорта, Чеченская республика.
Ну и в синей форме Приморский край Владимир Бухнин. Второй разряд. Вот активно начали. Третий раунд, решающий поединок. Да, половина раунда уже остается позади, но вот сколько уже таких попаданий, да, провел Адаев? Здорово, он руками все-таки действует. Ну, активность отдает. Ну, по-моему, это 91 килограмм, они все досрочные же. Да. Этот вес только вот все 3 раунда проводит. Я думаю, завершат они все 3 раунда. И судьи только решат, на чьей стороне будет победа. Идет вперед Бухнин. Бухнин серьезно настроен выйти в полуфинал. Щитки надо поправить Адаеву. И у нас там меньше 20 секунд остается. Смотрим. Ну да, с разворота хотел завершить. И звучит гонг. Ну, судьи сейчас решат. Ну, Владимир Бухнин был поактивнее, второй разрядник. Ну, сейчас судьи скажут, кто был точнее. Да, Магомед Адаев, кандидат мастера спорта, вышел в полуфинал. Поздравим его. Чеченская республика, спортивный клуб «Ахмат». Ну вот именно перебоксировал своего соперника. Вот. Да, сейчас мы увидим повторы более таких запоминающихся моментов этого поединка. Доволен. Да, вот и Владимир Бухнин действительно был значительно крупнее, да, выше своего соперника. Ну, Магомед Адаев смог вот, да, за счет точности. Хороший, да, точнее он было все же. Да, держать победу в этом сложном поединке. Ну вот, Ильдар Ибрагимов на ваших телеэкранах. Кандидат мастера спорта из республики Башкортостан. И его соперник Зубаир Хатуев, кандидат мастера спорта из Чеченской республики. Да, вот самый тяжелый весовой категории. Это у нас уже второй представитель клуба «Ахмат». А всего их, да, три спортсмена из Чеченской республики выступают в этом весе. Ну что, наставление рефери. Судьи готовы.
Республика Башкортостан и Чеченская республика. Пришли спортсмены. Решить вопрос, кто выйдет в полуфинал. Ну, оба спортсмена являются кандидатами в мастера спорта. Ну и давайте смотреть. Ну, идет бой с разведкой. Изучают друг друга. Более активен Хатуев. Ибрагимов ищет ошибки. Старается вторым номером поработать. Ну, по крайней мере, не столь получается. Да, как два боксера вышли. Нету четких таких ударов лоу-кик. Ну, до конца первого раунда 25 секунд. Ну тут спокойнее, да, у нас идет поединок. Да, пока изучают. Да, присматриваются друг к другу. Присматриваются. Звучит гонг. Первый раунд завершился. Да, сейчас левый щупаешь право, к тебе луки где-то. Вы понял, да? Да, слышно? Да. Все нормально, вы понял, да? Легко отрывайся. Голову в сторону все время, понял, да? Ноги подсоединяешь, да. Он, знаешь, у него правая нога стоит широко. Активнее работать ногами призывают Ильдара Ибрагимова, представители его тренерского штаба. Да, они лоу-кики, они достаточно эффективны. За каждый точный удар судья дает очко. Итак, Красный угол. Тайм, файт. второй раунд. Напомним, Ильдар Ибрагимов в красной форме Республики Башкортостан, кандидат в мастера спорта. И спортсмен в синей форме Чеченской Республики, кандидат в мастера спорта Зубаев Хатуев. Это вес выше 91 килограмма. Включается Ильдар. Тут пару раз хорошо попадает. Ощутимые удары начал проводить Зубаев. Ну что ж, раунд уже прошел. Так, судья дает замечание рефери за подсказки. Секундант. Ну тут да, активнее Хатуев проводит. Да, этот отрезок. Постоянно идет вперед. Ибрагимов почему-то вот, когда Хатуев шел вперед, почему-то
будучи прижатым, да, у канатов почему-то стоял. Да, такая выжидающая у него такая тактика. Ну вот у него надежда на эту правую, видимо, правый боковой удар, да, который он заряжает постоянно. Да, у него больше такая боксерская школа ощущается. Четко акцентированно лоу-кик и ударов колена нет. Лоу-кик, вынешь оттуда, бить клетку. Что лоу-кик? Да, тяжело отдаешь. Лох Вильдер, мы проиграем, может, найдем удар, понял, да? Лох Вильдер. Да. Мы проиграем, найдем удар. Понял? Да. Вот видим повторы наиболее таких моментов зрелищных этого поединка. Хороший провал, серия ударов. Ну и сейчас вот следующий раунд. Решающий раунд, по итогам которого определят судьи победителя. Должны быть спортсмены поактивнее. На кону бронзовая медаль чемпионата России в городе Якутске. Вот Хатуева очень активно поддерживают. Чеченская республика с большой командой и болеют за каждого своего спортсмена. Да, ударил один из секундантов Ибрагимова. Ожидают, ждут еще. Ну вот, наконец лоу-кики пошли более такие эффективные. Меньше минуты остается. Вяжет своего соперника Хатуев. Держать нельзя. Поэтому рефери дал замечание. Ну что ж, накал увеличивается. Последние секунды. Да, меньше 20 секунд остается, и Ибрагимов, кажется, уже совсем устал. Пропускает серию ударов. Да, и уже функционал как повыше оказалось у Хатуева. Ибрагимов подустал. Все, сейчас прозвучит гонг. Да, так ну есть. Что ж, дождемся решения судей. Кому достанется бронзовая медаль. У нас еще предстоит замедленные съемки, повторы этого раунда. Ну, сперва объявят победителя. Так, спортсмены выходят на середину. В данном бою победу единогласным решением судьи одержал. Да, единогласно. Хатуев. Хатуев. Зубайр, Чеченская республика, кандидат мастера спорта, свыше 91 килограмма. Вышел в полуфинал. Поздравим. Итак, у нас сегодняшняя программа еще две пары. Вот Зубайр, Хатуев. Его третий раунд. То, как он пришел к победе. Замедленные съемки, повторы. Вот хорошая атака. Точная.
Достойная победа. Идем далее. Асадулла Насипов на ваших телеэкранах, кандидат в мастера спорта из Чеченской Республики. И он сейчас будет сражаться с Шахином Курбановым, также кандидатом в мастера спорта, который представляет Санкт-Петербург. Да, два кандидата в мастера спорта. Начнут выяснять отношения, кому пройти финал, полуфинал. Ну, пожелаем обоим кандидатам удачи. Ну, почти одинакового роста. Игра взглядов. Красный угол готовы? Синий угол. Сейчас судьи готовы. Первый раунд, так. Итак, поехали. Асадулла Насипов из Чеченской Республики и Шахин Курбанов из, представляющий Санкт-Петербург. Предпоследний поединок сегодняшней соревновательной программы. Асадулла у нас оказывается левша. Конечно, он неудобный спортсмен для Шахина Курбанова. Звучит команда «Стоп». Да, закрутил. Ух, противника. Ну, точность левой, прямой. Тяжелые удары. Асадулла достаточно быстрый спортсмен для своего веса. Ну, до завершения первого раунда остались считанные секунды. Кто проведет последнюю атаку? И вот завершился первый раунд. Ну и сейчас у нас будет возможность послушать тренеров. Ты должен, знаешь, что делать? Он начинается, ты сразу же своей левой ногой вышагиваешь за его сюда, в сторону. Потому что вот так должна быть твоя нога. И боковой левый сразу. Сразу левый боковой, да. Это что делать? Ну, самогон. Класс, был очень мало. Помоги нам, держи. Помоги нам. А здесь надо нащупать, да. Передние руки, вот, держать. Шариков, скрипты, да, держи. Вот видим замедленные съемки, наилучшие моменты первого раунда. Вот удар, ну, скользь прошел, был чувствительный. Да, попади, если нормально, да, вот тогда тяжелые последствия были бы. Ну, вот слышите, как чеченская команда болеет для своего. Еще один хайкик. Пытался выбросить Насипов.
ищет Осипов. Он разнообразнее своего противника работает. Чувствует преимущество свое. Хороший лоу-кик после провала. Точный удар с разворота. Под локоть. Активнее, конечно, Осипов. Ведет бой. Контролирует ситуацию. Стоп! Брать шаг назад без удара, продолжаем работать. Спортсмен, файт! 20 секунд остается. В обмен вступают спортсмены. Тоже здорово достает правым боковым. Еще один точный удар. И звучит гонг. И нас с вами ждет заключительный раунд этого поединка. И сейчас мы можем послушать тренера. Председатель оргкомитета Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства. Не сразу с ноги бей правой. Ручки покажи, и на этой ручке выходи за руку. И уже правой бей сюда. Вот видим наилучшие моменты. Вот удар с разворота под локоть. Секунданты дари, спортсмены середину. Хороший такой удар, чувствительный. Ну и третий раунд. Решающий. Ну и тут представители чеченской команды гонят вперед Асадуллу. Триумф тут гремит. Чеченская команда вовсю. Барабанная дробь такая чеченская команда задает. С разворота пробивает Курбанов. Ну, сейчас будет поактивнее, конечно, последний раунд. Главное здесь не увеличиться, не пропустить удар. Вес тяжелый, серьезный. Стоп! Еще минута до конца. Коленом хорошо заряжает корпус и сопровождается это дело ударами руки и колено в голову. Ну, ощущение, что досрочно сейчас закончится. Да, этот нокдаун будет отсчитываться. 5, 6. Ну, тяжело, конечно. Сдался. Все, сдался. Да. Не может вести бой, функционалки не хватило. Досрочно. Асадулла Насипов одержал очень красивую и убедительную победу. Да, сильный состав Чеченская Республика. Большая команда. Да, кстати, получается так, что в этой весовой категории свыше 91 килограмма вот в полуфинале уже 3
представители Чеченской Республики уже представлены. Секундантов, спортсмены синего угла. Победу одержал спортсмен из красного угла. Смело подходит судьи. Одновременно задерживали прием Олег Бугаев. Сандия Кумаш. Все, поздравляю друг друга. Рефери судья международной категории Бородец. Облик приглашается заключительная пара сегодняшней программы. Вечерний Виктор Асадулла Насипов вышел в полуфинал. Чеченская Республика, кандидат мастера спорта. Досрочная победа. И сейчас будет замедленный повтор. Здесь точные удары пошли. Это да, конечно. В конце Асадулла прям прилично, да, нагрузил Шахина. Да. Ну, чуть не хватило ему. Чуть меньше минуты. Мог, конечно, довести бой, но он отказался. И последний поединок сегодняшнего соревновательного дня. Виктор Вечерин на ваших телеэкранах, мастер спорта, защищающий цвета Красноярского края. И его соперник в синем углу ринга Александр Гринчук. Он представляет Амурскую область. Он у нас перворазрядник. Вот кто-то из них, да, собственно, выйдет в полуфинал и будет единственным не представителем Чеченской Республики в полуфинале. Так, решительно начал Вечерин Виктор. Ну, конечно, поопытнее, если судить, что он мастер спорта. Но Александр Гринчук, ну, не подарок для перворазрядника. Стоп! Вы и вы бьете открытой перчаткой. Внимательно. Активное Стоп, начало. нейтральный угол. Подойдите ко мне. Маска слетела. Тайм. Активный такой обмен. Стоп, шаг назад. Серьезно настроены спортсмены. Понимаю, что бой решает медаль бронзовая минимум. Хорошо развернул. Секундант. До конца первого раунда 60 секунд. Хороший лоу-кик. 10 секунд. Вот моментами, да, вот здорово взрывается Виктор Вечерин. Решительное такое выступление идет. Вот тоже вперед пошел Вечерин. Но, правда, тут, как в предыдущий раз серию, выбросить у него не получилось. 10 секунд остается. Стоп, стоп, тайм. Нейтральный угол. Красный, нейтральный угол. Ровно, руки, пожалуйста. Канат уберите. Все, перевели в порядок экипировку и последние секунды остались. Все, звучит гонг. Да, первый раунд завершен. Пока такой равный бой. Вверх каната, пожалуйста, руки уберите. Давай. Пиши, Сань, давай свою. Да вот если встал, чуть-чуть себе не играй, подави, не надо эти колени, руки, ноги разбивать. Ничего не придумай.
И хорошо лову бьешь на отрыв левой. Левую лову надо еще. Раз-два и левую лову. Он не учит. Супер. Куда ты, Дарик, спортсмены, середину? Замедленные съемки лучших моментов первого раунда. Такой раундный бой. Первый раунд. Второй раунд, тайм. Файт! Итак, дается команда файт, второй раунд. Уже активнее спортсмены стали. Стоп, стоп, тайм. Ну, коленами запрещено такие удары наносить. Ну и тут Александру Гринчуку понадобится некоторое время. Пожалуйста, держите экипировку. Вам такое отношение. Здесь надо предупреждение давать, конечно. Готов? Да. Тайм. Файт! Уважаемые тренеры, спортсмены, просьба вернуть экипировку, где получили. В противном случае не получите паспорт обратно. Стоп! Стоп, тайм! Так, ну тут надо вот... Да, экипировка подводит, конечно, уже второй раз. Ну, удары достаточно тяжелые и разворачивает. Щитки. Как ты держишь? Ты куда второй замечание? Виктор Вечерин у нас мастер спорта. А вот Александр Гринчук, он имеет первый разряд. Ну, сильный первый задник. Диктует мастер спорта. Идет вперед. Хороший ловый кик, тяжелый. Чувствительный. Еще один. Да, он имеет первый разряд вот по кикбоксингу и может по муай-тай у него название посерьезнее будет. Что на шортах можем, да, заметить надпись. Муай-тай. Да. Может, да, вот с недавних пор вот начал пробовать свои силы в кикбоксинге. Тайм. И ну, до конца второго раунда осталось всего 30 секунд. Хороший хай-кик. Гринчук пока не уступает особо мастеру спорта. Присядьте, секунда. Хороший удар снизу. Брейк! Стоп! Брейк, шаг над без удара. Файт! Стопа! Тайм-аут по углам. Звучит гонка, это конец второго раунда. Ну и дождемся. Третий раунд, как он пройдет. Пока будет такой равный. Чуть активнее. Шахин Курбанов. Верное решение принимает, да? Лейкопластырем. Зафиксировать фут. Ну, правда, Александр Гринчук у нас это последний бой. Яркие моменты минувшего раунда в замедленном действии. Ну, достойно, очень достойно смотрится Александр Гринчук. Постоянно идет вперед. Да, активно. Куда ты, Дарик? Пошли на середину. Итак, последний раунд, дорогие друзья. Вот видим, как левый щиток, да, зафиксировали лейкопластырем, потому что действительно по ходу вот второго раунда, да, несколько раз останавливали поединок именно для того, чтобы Гринчуку вот поправили фут. Мы видим то, что там, видимо, фиксирующая резинка порвалась, да, болтается там черная материя. Да. Удар в паховую область.
Да, неприятный удар, конечно. Дается команда файт. Ну, точный удар такой. Еще до конца. Еще минуты. Гринчук стал увереннее. Почувствовал противника. Минута до конца этого поединка. И вот сейчас, думаю, для обоих спортсменов очень важно максимально продуктивно воспользоваться вот оставшимся временем. Подустал Вечерин. Обмен лоу-киками. И тут хорошо Гринчук. Мидл-кик, затем колено. 3 раза в плечи. Хорошие удары прошли. Дыхание сбил. 15 секунд. И лоу-кик достигает цели. Да, хай-кик. по этажам хорошо поработал сейчас. По плечи, в голову. И вот на этом лоу-кике завершается поединок. Остается дождаться решения судей. Ну, Гринчук как-то мне предпочтительнее. Ну, дождемся. Первый разрядник против мастера спорта. Убедительно. Да, тяжелый бой, говорит. Ну что ж, сейчас судьи скажут свой вердикт. Внимание, в данном бою победу прекрасным решением судьи Единогласно. спортсмен синего угла Александр Гринчук. Да, он был активнее. Хорошие лоу-кики. Работа ногами на уровне был. Да, и Александр Гринчук таким образом выходит в полуфинал. Да, сейчас мы еще посмотрим замедленные съемки. Выходит в полуфинал состязаний весовой категории свыше 91 килограмма. Отметим, что там компания ему составит 3 представителя Чеченской Республики. То есть в любом случае он будет оспаривать право выйти в финал. Вот, в любом случае с представителем Чечни. Ну, друг с другом они знают друг друга хорошо. Ну, перенос Муай-тай. Да, заслуженная победа. Да. Посмотрели мы все заявленные 38 поединков, да, таким получился у нас насыщенный день сегодня, да? Да, 3-й соревновательный день чемпионата России. Завтра будут еще более интересные да. бои, полуфинальные. Каждым днем все интереснее и интереснее. Это ощущается. Да, вот, по реакции зрителей. с приближением, да, вот финальных решающих поединков, конечно, становится Поэтому интереснее. Зрителям попросим, чтобы присоединялись к нашему каналу, да? Да. Завтра в то же время подключайте трансляцию. И, ну, по возможности приходите в Триумф. Завтра мы начнем трансляцию в 12:00. Анонсируем.
Ну что ж, дорогие друзья, таким получился соревновательный день, третий по счету. Ну что ж, друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Да, будьте с нами. До завтра. Дефляция, кредит, процент, облигация и инфляция. Инфляция в широком смысле собой представляет сокращение общего уровня цен на рынке, а в узком смысле это обесценивание бумажных денег. Вы ни в коем случае не должны переходить по этой ссылке. Вы должны сразу же добавить его в черные списки. Сейчас я разрабатываю проект, в котором создам приложение, где буду продавать якутские узоры в цифровом варианте через интернет. Министерство финансов Республики Саха-Якутия совместно с Министерством экономики Республики Саха-Якутия, Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия и Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Амосова представляют Республиканскую телевизионную олимпиаду по финансам и экономике. Олимпиада проводится с 2013 года и направлена на повышение финансовой грамотности, распространение финансовых и экономических знаний среди школьников, воспитание потребительской культуры. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 11 классов общеобразовательных школ Республики Саха-Якутия. Олимпиада проводится в 3 этапа. Первый этап – муниципальный заочный. Второй этап – республиканский заочный. Третий этап – республиканский очный. Муниципальный этап включает в себя выполнение тестов и решение задач, по итогам которого определяются победители из каждого муниципального образования Республики Саха-Якутия. На втором этапе от участников требуется написание творческого эссе на русском языке по финансовым и экономическим темам. На данном этапе определяются 14 участников, которые допускаются к финалу. 2 первых этапа проводятся дистанционно на сайте якутского образовательного портала online.edudop.ru. В категории курсов «Малая экономическая академия СВФУ». Заключительный 3-й этап Олимпиады проходит в форме телевизионной передачи на канале национальной вещательной компании «Саха». Абсолютным победителем Республиканской телевизионной олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех состязаний финального этапа. Победитель получает право зачисления на целевое место в Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета при условии успешной сдачи вступительных испытаний не ниже установленных границ ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. За 6 лет в Олимпиаде приняло участие более 2000 школьников из всех 36 улусов и городов Якутии. Повышение интереса молодого поколения к финансовой и экономической грамотности закладывает основу для процветания и благополучия нашей страны. Добрый день, дорогие участники, члены жюри и зрители. Мы рады приветствовать вас на финале 9-й Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике для старшеклассников Республики Саха-Якутия. Сегодня мы узнаем, кто из наших финалистов займет 1-е место и получит главный приз, дорогие наши ребята. Целевое место в Финансово-экономический институт по направлению подготовки бакалавра, экономика и анализ данных. Ну и, конечно же, Олимпиада проходила в 3 этапа. Первое – муниципальный отборочный этап с 22 по 28 февраля. Второй – республиканский отборочный этап с 3 по 10 марта. И 3-й финальный этап сегодня, 26 марта. А слово я передаю председателю жюри, министру финансов Республики Саха-Якутия Валерию Алексеевичу Жандорову. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники финала 9-й телевизионной олимпиады по экономике и финансам Республики Саха-Якутия. Это одно из знаковых мероприятий. Я напомню, что в 2019 году в российском конкурсе среди мероприятий повышения финансовой грамотности в номинации «Лучший ивент мероприятия» среди всех субъектов федерации было признано лучшим данное мероприятие, телевизионный конкурс
Олимпиада в Республике Саха-Якутия. У нас участвует 10 участников в финале, из них 3 участника находятся в студии, такая возможность, и возможность участия в режиме онлайн для остальных 7 участников. Итак, я выражаю, во-первых, большую благодарность более 100 учащимся, которые приняли участие в телевизионной олимпиаде, и выражаю благодарность и признательность смельчакам, которые дошли до финала и которые выступают сейчас вместе с нами. Ну и всем участникам пожелаю быть собранными, активными и, как наш ведущий предлагает, не такими напряженными. Вот. Это наша телевизионная олимпиада, мы заинтересованы в ваших успехах. Ну а жюри попрошу тоже объективно и активно работать. Мы находимся в прямом эфире. Спасибо большое, удачи всем. Правила первого тура очень просты. На выполнение задания вам дается, дорогие наши ребята, 10 минут. Задание вы выполняете письменно, отметив галочкой или кружочком правильный ответ. Участники в студии, там у вас есть папочка. Так, откройте, пожалуйста. Да. Первый тур задания – это выбрать правильный ответ и кратко ответить на открытые вопросы. Пока наши участники отвечают на задание первого тура, у нас есть возможность познакомиться с ними, ведь каждый участник подготовился и предоставил нам свою визитку. Давайте посмотрим. Всем здравствуйте, меня зовут Луканова Наталья, и я ученица 11-го физико-математического класса Республиканского лицея-интерната. Добрый день, жюри, гости и участники Олимпиады. Меня зовут Соловьева Анастасия. Я являюсь выпускницей 11 Б класса 17-й школы города Якутска. Здравствуйте, меня зовут Сивцева Жанна, я ученица 11 Б класса школы номер 33. Всем привет, меня зовут Качкина Антонина Сергеевна, я учусь в 11 классе в Жиганской среднеобразовательной школе. Здравствуйте, меня зовут Шпагина Мария, я выпускница гуманитарного класса 26-й школы города Мирного. Я Кибирев Григорий, ученик 11 класса средней школы номер 26 города Мирного. Здравствуйте, меня зовут Шакжиев Владимир, я ученик 11 класса Б школы номер 12. Привет, меня зовут Нина, мне 17 лет, я ученица выпускного гуманитарного класса школы номер 26 города Мирного. Здравствуйте, меня зовут Гаврилева Юнона, я учусь в обычной школе номер 15. В поселке Светлом. Вот аплодисменты за ваши прекрасные визитки. И пока вы решаете, я бы хотел предоставить слово нашей очаровательной Анне Тимофеевне Набережной. Прошу. Спасибо. Уважаемые участники, уважаемые зрители, уважаемые члены жюри, мы хотели бы представить вам информацию о том целевом месте, которое является главным призом для победителя телевизионной олимпиады по экономике и финансам. Это место по направлению экономика и анализ данных. Это совместная программа бакалавриата Северо-Восточного федерального университета и Высшей школы экономики. Каковы преимущества данной программы? Это совместная работа преподавателей Высшей школы экономики и Северо-Восточного федерального университета. Имеется также возможность получить 2 диплома о высшем образовании без выезда из города Якутска. И, конечно же, это уникальная программа, которой нет равных ни на Дальнем Востоке, наверное, нашей страны. Спасибо. Ровно мы завершаем, потому что время первого тура истекло, и пора подводить итоги. Я попрошу ответственных лиц отправить выполненные задания тех финалистов, которые у нас сегодня участвуют в дистанционном формате. И мы приступаем к подведению итогов первого тура. Так, уважаемые коллеги, мы подвели итоги первого тура. В основном хотел бы отметить для всех участников, большая часть ответов на ваши вопросы были правильными. Это очень радует. Почти 78, около 100% правильные ответы на все наши вопросы. Это для того, чтобы вы понимали, что у вас достаточно высокий уровень правильных ответов. Но при этом у некоторых были неточности, либо неправильные ответы. Поскольку по итогам тура у нас выбывает 2 человека, к сожалению, по техническим причинам у нас выбыло из дальнейшего соревнования Антонина Кычкина, и по решению жюри выбывает также из дальнейшего испытаний Сивцева Жанна Александровна.
Спасибо. Правила второго тура. Сейчас на экране вы просмотрите видео-вопрос. Никит, привет, не отвлекаю? Нет. Слышала, ты успешный бизнесмен, поэтому вопрос тебе как гуру бизнеса. Присаживайся, обсудим. Я тоже хочу открыть свое дело. На что в первую очередь стоит обратить внимание при открытии своего бизнеса? Так, в первую очередь нужно задуматься о твоих финансовых и инвестиционных показателях, а затем поразмыслить, что же такое рыночное равновесие. Анастасия, на первый вопрос. Мы вас поддерживаем, всех поддерживаем. Нина Маркова. Рыночное равновесие – это такая ситуация на рынке, когда спрос товара равен его предложению. Мария Шпагина. Рыночное равновесие – это такая ситуация на рынке, когда происходит баланс, то есть спрос равен его предложению. Владимир Шакжиев. Согласны? Не согласны? Я совсем согласен. Я совсем согласен. Что тут еще можно добавить? Уже 10 раз сказали тоже. Да, это рыночное равновесие, это ситуация, когда спрос как раз таки равен предложению. Ну что, давайте включим второй вопрос. Жалко, что денег не хватило. Сколько до стипендии осталось? Да. О, смотри, тут можно деньги переходить до стипендии. И проценты вроде маленькие. А вы бы дали такой совет своему другу? 0,05 в день будет 1,5 в месяц. В месяц, да. И поэтому я бы не дала такой совет своему другу. Это Наталья Лаганова. Так, дальше идем. Анастасия Соловьева. Я бы тоже не рекомендовала ему, потому что это сторонняя микроорганизация, и на баннере было написано условия для всех. А поскольку кредит выдается только кредитоспособным людям, а у девочек было, закончилась стипендия, так что они бы не смогли бы выплатить кредит. Мария Алексеева. Микрофинансовые организации, у них лучше не брать кредит, особенно если это 0,05%, потому что